Здорово, здорово, чат. Привет всем. Бля, я не понимаю, что за ебаная рябь на камере. О. Меня бесит, что у меня камера почему-то ребит, блядь. Че я линзу проебланил? Что с ним? Почему она так ребит? Странно. Здорово, чат, здорово всем. Протереть немножко, может, похуй. Здорово, здорово. Мирвана, вот кто куда падать будет. Сейчас чекнем. Чекнем. Здорово, чат, здорово. Амкагура с футболкой, с никами и кодом. Сейчас глянем, сейчас глянем. Я видел, Фейзер тоже подрубал стрим, что-то он офнул по ходу дела, да? Видимо, он офнул потоковое вещание. Блять, а почему там трансляция есть в лайве? Это вид меня сегодня. А тут трансляции нет. Как, я сейчас Мирвану попрошу зайти. О, брат, давай, ебашь. Чуваки, залетите сейчас к Мирване, скажите, чтобы он чекнул меня. Ну я уже здесь, блядь. Я уже чтобы тут. все видели, весь онлайн его видел, что здесь есть только те, кто поддерживает наши. Мирвана в чате, бро. Бро, Мирвана, чекай нахуй. Это ради тебя, бро. Специальное место тебе выделил. Атому респект. C4S4, блядь. Я да это хорошо. Нахуй, чтобы всем показать, что да это хорошо. терпилы, нахуй. Я правда Файра забыл, но типа Файр сам понимает, что как бы. Я думал, он типа не квал, сори. Я проебался здесь немного. Нормально футболку нахуярил. Короче, план Мирвана на сегодня таков. Сегодня поляки здесь будут сидеть охуенной толпой, так же, как и французы будут орать. Сюда придет чел с камерой по-любому, и я буду на этой футболке палить чисто твой код, ебать. Нормально, 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 так и надо. А почему там типа футбол можете играют? клип сделать, если его тут нету. Я, блядь, тут папа, Владос подсос, понял, брат. Билет на сам ивент. Владос подсос 251. Сейчас сделаю. Я при условии, что я покупал спасибо. Вот хуйню. Именно секцию А. Я вообще должен там сидеть, но мне похуй, я сижу сегодня здесь, чтобы ближе к полякам было. Есть, так, здорово, сделал. Мирвана, здорово, здорово, здорово. Привет. Уже 750 фоллоу, блядь, чуваки, спасибо нахуй. Нормально, нормально. Я видел, что Фейзер подрубал стрим, но он что-то офнул. Походу дела у него с интернетом какие-то траблы. Судя по всему. Ох, ёбаный рот. Я смотрю на эту карту, у меня ощущение, будто тут больше 100 дуются. Почему-то другие карты, когда смотрел, было не так. А почему к Сэвиджу никто не падает? Что за бред? Типа, к нему же должны падать, вроде бы, не? Подождите, будильник играет где-то. Ёбаный рот, я слышу, что на фоне, блядь, будильник какой-то ебаный играет. Что-то он настолько тихий, что я бы не проснулся от такого будильника. Почему стрим вчерашний выложил? Забыл просто, брат. Не успел прочитать. Про майку что-то чувак написал, интересно стало, что он написал, но, блядь, чат настолько быстро летел, что никто не узнает, что я гей, блядь. И не успел прочитать. Я майку 117 номером купил в сети Мирвана. Спасибо, брат. То есть она тебе уже пришла, раз ты номер знаешь, наверное, да? Погна МРВ. Что за погна, блядь? Я не понял, нахуй. Что вершит за погна, блядь? в этом мире? Что за Некое погна, незримое блядь? существо или закон? Малыш, если бы я попал на лан, выебал бы там всех, а так сегодня тебе чупик в норку засуну. Вот так, фак. Гой животных. Нет, животных нет. Канада сказал, что будет 6-0 с Малибукой. А где это он так сказал, блядь? Ну, сейчас посмотрим, что будет.
Я смотрю на эту лендинг-мапу, и я помню точно одно дуо, которое квальнулось на финал, и они падали вот на эту локацию. Почему-то Savage в итоге тут один. Он, видимо, заплатил им, чтобы они не падали к нему на локу. Так, ну тут самая грязь. Где будет происходить самая грязь? Давайте сразу, блядь, заценим, где будет самая жесткая хуйня происходить, которая только была на белом свете, на этой планете. Это, само собой, как всегда, Малибука Томас против Канады. Пацаны будут в финале ебашиться просто за локацию. 50 на 50 опять будут падать. Вот сюда мы будем ставку делать каждый матч, потому что это самое интересное будет здесь, я думаю, происходить. Также у Вани Кека, я смотрю, теперь какой-то контест появился. Полу, Шинкс, Ней. Ну, они, кстати, вроде бы уже падали с ними, если я не ошибаюсь. Поэтому, я думаю, они плюс-минус знают, что делать. Дальше. У нас 4 дуо в финале. Дуо Малибуки, дуо Вани Кека, дуо Гролза. А еще какое, подождите. Мерстач, точно, Мерстач. 4 дуо, в принципе, у Гролза, я думаю, все спокойно. Единственное, что какие-то странные челы падают вообще хуй пойми куда, вот эти. Что это такое, я не знаю. Блядь, заебала сигналку у кого-то. Чекни твит Канады, давай. For sure, Kanata there. He's just doing it, you know, being him. There was a duo I did want to highlight. It's Hal Gamer and Seth. Да это я это видел в лайве. Хуйню какую-то я Через чекнул. сколько стартует Есть что-то первая игра? интересное? О! Thank you for the birthday present. Через сколько стартует первая игра? Я не знаю точно. Никто не знает, я думаю. Я думаю, плюс-минус через час. Кагура заставил нервничать. What's up, guys? You gotta watch my vlog. Next one, Hey, guys. hey, by the way, hello from Malibuca. Everybody. What? Hello from Malibuca. No. Guys. Malibuca, he's gonna be 6-0 tomorrow. 6-1. 6-0. Oh, dude, I'm waiting for that. Dude, I'm actually from the same country with him, so I'm waiting for that fight, bro. It's pretty interesting. Надо было по-русски резко начать говорить, он бы тогда точно охуел. Да чё ты сказал, бля, первую букву? Next one. Ну чисто по приколу, почему бы и нет? Thank you, bud. Да, надо было по-русски сказать, блядь. Сидят, автографы раздают, пацаны, нормально? What's up, guys? Он думал, наверное, подписчик его пришел, блядь. Так, ну я так понял, нахуя я чекаю твиттер его, я чуть не понял, тут нихуя не написано. Блядь, какой-то клип ебаный открыл. Второй place landing race track in finals. Time to beach with you kids. Ой-ой-ой. Парень, конечно, уверенно. Пора ругать этих детей из ЕС. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же он уверен в себе, блядь. Второе место он занял просто потому, что его Малибука в рот не отъебал. Правильно? Давайте будем честны. Давайте будем честны, что второе место он занял только потому, что его Малибука на локации в ротик не выебал. У него фри-локация была. Ну да, спору нет. Сыграл он хорошо. Базара 0. Но не сегодня. Правильно? Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Ебална, как посмотреть Локи Киберов лидинг мапу. А теперь извинись и спроси нормально. Half-Life 3, спасибо огромное, брат. Наши сегодня должны расти, Кагури надо на английском нике писать, на яйцах, чтобы уж точно понимание привлечь. Спасибо, Флеймер, поставил лучший ник. Васап, удачного стрима и просмотра наши сегодня должны разнести. Кагури надо Цитирую было на слова из его английском нике написать. На Малибуки. яйцах, чтобы Еще уж спойлер точно вам, внимание Мерстач привлечь. сегодня кубок поднимет. Что вершит Ну я так понял, он судьбу поднимет, когда он выйдет, а не потому что выиграет. Некое Или он незримое настроен выиграть. существо Ну посмотрим, или посмотрим. закон? О! Ты не охуел так разговаривать, а то мой папа тебе твой чупик оторвет и съест. Вот так, не надо, пожалуйста, блядь, только не это. Только не папу, блядь. Давай лучше маму. Пусть она съест мой чупик.
Блять, а чё у меня черный экран? Они запустили трансляцию, но почему-то пока прогруза не произошло никакого. Сейчас вы можете увидеть отражение экранов, они там разминаются, сидят. Но в данный момент они то ли в лобби сидят, то ли что, они, видимо, настройки самого компа делают. Sorry. Именно поэтому я считаю, они должны типа по плечу хуярить, когда хотят... Бля, Европа такое место, на самом деле, что там все нахуй извиняются. Я не знаю почему, я когда в Польше был, до меня легонько какой-то пацан докоснулся, вот просто вот капельку задел вот так вот, случайно, блядь, абсолютно случайно, что я даже не заметил. Он просто капельку вот так вот прикоснулся, пальчиком, можно сказать. И он такой, сори, бро, сори. Как будто, блядь, я ему пизды сейчас буду давать, хотя я вообще даже не заметил, что он меня задел. Они уважают твое пространство. Блядь, да они лицемеры ебаные, знаете какие? Это вообще просто пиздец. Ну да, они извиняются, то, что они тебя легонько задели. Но, блядь, они на глазах будут улыбаться милыми, хорошими, а за спиной будут такими крысами, нахуй. Это вообще забейте. Они очень лицемерные. В России не так. В России, если тебя кто-то плечом заденет, нахуй, он скажет, блядь, ты чё, сука, встал на пути. В России нет, не так. Хотели флаг принести, но нельзя, их не пропустили с флагом. Я не знаю, почему они это изначально не понимали. Вот, в принципе, это весь перевод. Да это и минус. Ну да, это не есть хорошо, спору нет. Короче, особо не Ну нет, от человека зависит, опять же. Не все такие, вместе все с равно. поляками одновременно. Но в основном, конечно, редко кто извиняется. Здорово, шесть ебаная, блядь, лысый глобус. Опять Иван Зола ебаный. Вчера я ходил, блядь, нахуй по улице и увидел еблана в твоей футболке. И, ебать, я ему пиздов, нахуй, блядь, дал, ебать, футболку отжал, блядь, не заставил ей же парашу, блядь, в ТЦ, нахуй, драйв. Такой, блядь, попуск, сука. Что за футбол? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я хочу жестко срать, блядь. KFC в очко ударило, нахуй, поэтому чатик ку, МРВ хуета, бойцовский клуб, долбоёбы. Вот эти тоже готовятся. Смотри, он немножко волнуется. С ножки на ножку перепрыгивает. Волнуется немножко. Я тоже на его месте волновался, блядь, когда нахуй Малибука, сука, выходит, ебать. Я бы вообще обосрался, если бы я Малибуку увидел бы просто. Я бы, Что вершит судьбу Блять, может быть, человечества сегодня в этом мире? из игры посмотрим, чисто Некое залочно посмотрим. незримое Хороший существо самосампл. Или закон? Привет. Может быть, сегодня из игры посмотрим. Короче, чисто в чем за суть? нашими посмотрим. Почему из игры Хорошего смотреть не стрима. очень хорошая идея? Рассказываю. Во-первых, на мировом турнире хотелось бы посмотреть не только за СНГ, скажу сразу честно. Типа, это не просто европейский турнир ФНКС. Тут хочется посмотреть, если честно, изначально за всеми. То есть, за американскими игроками, ЮА, Азии игроки. То есть, за всеми хочется посмотреть. И трансляция Fortnite показывает намного обширнее картинку ФНКС, нежели я буду смотреть через игру. Во-первых, тут есть вебки, во-вторых, тут есть голоса игроков. То есть сам стрим Fortnite, он намного содержательнее, чем внутриигровой, так сказать, реплей. Спору нет. Если мы будем смотреть в игре, мы, скорее всего, не будем пропускать какие-то моменты через СНГ, но мы будем пропускать кучу других прикольных моментов, которые могут произойти на ФНКС. И это минус. То есть, такие турниры, ну, как показывает практика, намного перспективнее смотреть конкретно через стрим по Fortnite. Ну, намного интереснее. Я просто и так пробовал, я примерно понимаю, когда стоит смотреть из игры, и когда стоит смотреть из, из официальной трансляции. И на данный момент из официальной трансляции действительно качественнее можно будет получить импакт. Вот такие дела. Поэтому мы будем смотреть в любом случае, скорее всего, через стрим, не через игру. В любом случае, нам будут показывать, само собой, Канаду и Малибуку. Мне кажется, это всем очевидно, да? Я думаю, все это прекрасно понимают, что самый жесткий начальный контент будет устраивать вот эти два дула. То есть у них борьба уже была, их показывали, сейчас будет еще жестче. Или закон?
Ну и Мирвана, ну по-братски скажи, как смотреть мапу Киберов, лидинг мапу ПС, люблю тебя, я не геймер. Вот ссылка, вот донат. ссылка, просто скопируй ее и посмотри лендинг мапу кибератлетов. В чате ее кидали. Туза зови. Я не буду звать Туза, если он захочет. Он мне может написать в чате, и я его инвачу в Дискорд без Б вообще, без проблем. Когда начнутся сами катки, пока неизвестно. Сейчас, через 5 минут запуск официальной трансляции, они, скорее всего, будут обсуждать эти 2 дня, которые происходили. Как вам мой завтрак? Трава, всякие семечки различные. Грецкие орехи. Ну, правда, они закончились, их тут очень мало. Не хватает только авокадо, и был бы пиздец какой самый пиздатый рацион пищи, который только возможен. Я уже готов делать эту ставочку прекрасную. Кто выиграет локацию, до Туза или до Малибуки. Как ты думаешь, Мирвана, кто выиграет в НКС? Брат. Неизвестно, неизвестно. Спасибо за саб. Неизвестно. На самом деле, предикшн дать по ФНКСу просто невозможно. Кто выиграет в ФНКС. Ну, можно примерно предугадать, кто будет в топ-5. Топ-5, скорее всего, будет Колта Корн, Ками Сети, Квизи Вена. Кто-то из них 100% будет топ-5. Это, мне кажется, очевидно любому. Это пока что самые сильные кандидаты на этот турнир. Дальше. Я бы сказал, что Малибука бы влетел в топ-5, но... И также сказал бы, что и Канада влетел бы в топ-5. Но проблема в том, что они контестят уебищную локацию. То есть эта локация не создана для того, чтобы туда летало 2 дуо. Они контестят уебищную локацию и, скорее всего, будут там дохнуть по очереди. То есть сначала там Туз... Ой, сначала Туз, блядь. Сначала Канада ёбнет Малибуку, либо наоборот. И так будет каждый раз, из-за этого они не наберут много поинтов. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Мирван, Ку. Хорошего стрима. Не знаю, понравится или нет, но в сайте Fortnite есть сразу в сайте Fortnite есть сразу трансляция с онлайн-табличкой. А зачем там на вроде удобно сайте читать. чекать? Какой смысл, Если типа? честно, ссылка https://champetiti.fortnite.com. Испанский комментатор мини-чемпионата мира сообщил, что сегодня мероприятие нас будет ждать сюрприз. Скорее всего, это будет официальный тизер-анонс следующего сезона или... Ну, очевидно, что сегодня, возможно, будет какой-то интересный анонс по поводу next сезона. По поводу того, скорее всего, что... Ну, о чем все и говорят, что первая карта вернется. Короче, первый чаптер вернется. Некое незримое существо или закон? Уважаемые модераторы, по-братски разбаньте типа с ником Бармикс28, он полгода в бане и кается за свои... Сейчас я посмотрю, что он сделал, если он стрим снайпил, а блядь, еще или Мирвана, хуйней такой приятного занимался, аппетита. он лаки. Его забанил Металлург, причина стрим снайп. 5к разбан, если чё, за стрим снайп. Поэтому нет. «33 секунды. Сейчас самое главное смотреть на настрой игроков. Смотрите в их глаза, в их лица, насколько они настроены. Как будет вести себя Канада, как будет вести себя Малибука. В первую очередь. Гросс контестится? Гросс не контестится, он рядом с челами падает. Возможно, этот лендинг мапа не совсем достоверный, я скажу вам так. Возможно, кто-то упадет. Пошла ёбочка. Пока что просто показывают демки. Нет, он с Климентом контестится. Что ты взял, брат? Что он с кем-то контестится?
Трэвис Скотт выиграл вчера катку, да, очень радовался. Keto's using that early high ground to his advantage, but it only lasts for so long. Cheatin' and Pixie take the game. We are ready to just get right back into all of the action. This Что ты мне скинул, брат? J-Mon's getting trapped. Moneymaker comes out on top. Вот какая, блядь. They know that they needed this one. Это что такое, блядь? Duke left in a solo clutch situation. Massive shot though onto second. Блядь. With the back-to-back, and it's a victory royale out of nowhere. It sounds like game number 4 is ready. Pink coming back here. They drop Miro, take down Cooper shortly after. Look at that. Clicks is gonna fall. Pink and Vico have rocketed. Блять, какая карта достоверная? Мне, если что, скинули две карты. Абсолютно две разных карты. То есть вот эта карта и вот эта карта. На этой карте контестится Гролл с Климентом, например. И какая верная, непонятно. Привет, уважаемый Мирвана. Ты ведь один из самых популярных стримеров СНГ по Фортнайту. Минуты. Анл у тебя 1К, меньше редко. И вопрос, как этого достиг? Чем завлекаешь аудиторию? Кроме ежедневных стримов. Лучшим ником. Говорю пацанам донатить на лучший ник, они донатят и заходят в стрим из-за этого. Да нахуй вы мне спамите про Туза, я уже объяснил. Я не буду звать Туза. Если он зайдет на стрим и захочет пойти со мной комментить, я его позову. Все, перестаньте спамить, модераторы начинайте мутить нахуй. На 30 минут каждого, кто спамит это. 150 раз уже объяснил. Если он зайдет на стрим, я без проблем его инвайтну в Дискорд. Вообще долбоебы, типа, зачем мне звать человека, если он не хочет, например? Какой в этом смысл? Если он сам захочет, без Б, он может прийти, и мы будем вместе. Это чел сегодня карты делается, да? Это чел делает карты, да, вот верно. Сейчас чекну. Вот верно пишет. Но тут Климента нету угрозы в локации. Ладно, похуй, в принципе, не важно, я думаю. Пошла жара, нахуй. Биг Папочка стоит со своим маленьким сыном, блядь. Бля, мне кажется, он своей шпагой мог бы его пробить, нахуй. 31 минута до победы. Какой победы, блядь. Фезер говорит, что с плакатом. Я видел плакат, его, да. The pressure for them must be immense, right? But even here, I'm feeling it, right? The nerves, because you know we've seen all these different teams show off such high levels of skill, but to think it's only going to be one duo, one team that gets to walk away with that trophy. That's right. The fans want it. We want it. And I think for me, нихуя там чел раздаривать сапки в Фортнайту начал. 100 сабок, бля, въебал. Он каналом ошибся, сука. Надо свет, кстати, включить получше, чем. Виктор, ты готов ебать турнир? How are those 5 games going to go on Friday and Saturday, and they changed so much, right? The leaderboard was bouncing up and down. Teams were flying up it, flying down it, which means that every single game just matters that much more. Yeah, I mean, we've not had such a monumental event. Ебать, у тебя попка текишь. Ты вообще придурок, нахуй. Ты что, на мою задницу, блядь, сейчас пялился, пока я ходил свет включать? Мирвана, помнишь, что Эпик Вейл не квал? В смысле, Эпик Вейл с Кликсом не квальнулись разве? Да ну нахуй. Thank you so much. See, this place is out of this world. The fans are amazing, and we're ready to see this action after day. У Epic Valley на этом турнире есть самый большой ирингс, по-моему, из всех людей, которые тут есть. А нет, ну Буги, кроме Буги. The 50 best who have really crawled their way, battled their way through the bracket. This will be Championship Sunday. Yeah, all these players, they've battled it out. Some even playing two. Ну-ка, как там обстановка со сцены, почекаем. А как они, блядь, одновременно делают? То есть вот эти комментаторы говорят, а сейчас вот девушка говорит, и это все в прямом эфире. Нахуя она с кем-то общается, если снимают вот их? Или она
на каком-то другом канале, блядь, стримит. Как это работает? Что-то я не очень понимаю. Но это не запись же, это лайв, это прямой лайв. Thank you so much, guys. Yeah, it's mad to think that history is about to be made on this. Ебать, кубок здоровый, он больше, чем она. Вы вообще видели, какой кубок огромный? В Fortnite вообще поднимут его? But none of those Euros backstage are thinking about the prize money. They're just thinking about proving that they and their region are the best in the world at Fortnite. And they get to do it in front of one of the best audiences I've had the pleasure of spending time with. We've got so many incredible fans and families out here. So many mums and dads who really know their way around the Fortnite build as well. Definitely better than me. Maybe I need to duo with some of them in the future. And really just a feeling of wanting to support everyone. Короче, если Малибука Канаду отъебашит локации 6 раз, я уверен, что Канада в слезах выйдет с этой сцены. Ну, конечно, такое маловероятно, но а вдруг? Lives. And we also have some incredible people in the Creators Lounge, and I know that Kelly's going to be talking to some of them today. Ты в той самой футболке, брат, естественно. Да, да, я вижу. Канада сверху, снизу, Канада, Давайте ржать, что выиграли. Ago in Major 1, and for the fact that it's all coming down to this for 50 of the best duos нормально. Share of $4 million. I almost can't believe it, but I'm so excited. Как уже сказал, что там поляки не пиздец как создали свою фан-базу, там и будет громко. Посмотрим. Kelly, you know we're excited as well. I mean, vibes are high. The arena is packed. They are all feeling Нихуя народу, блядь! good as well. As Kelly Это mentioned, чё? $4 million prize pool. Ебать, там людей собралось. Championship, the duo that walks away, and then number one На spot, финал. $1 million. And you know, friends, the thing that Ой-ой-ой-ой-ой, вот бы сейчас вот эти цифры мне на банковский счет просто хуйнулись. Просто вот этот $1 миллион мне на банковскую карточку. Game, right? I already mentioned it, how volatile the matches have been throughout the upper bracket and the lower bracket. So I'll be expecting teams to be gaining thousands of dollars based on one of these matches. ЗП модер, ну конечно. They're fighting for something else. It's not just the money, it's the trophy as well. You'd be surprised. You talk to a lot of those players backstage, Zeke, and a lot of them will tell you, yeah, the money's right? That's what they really want, right? You know, to be able to have that is something truly, truly special. And of course, the money's great as well. We could all use $1 million, I'm sure. Of course, but there is that title, Global Champions, right? Undeniably, hey, we are some of the best duos in the world. We've got the accolades to back up that claim. Болею за СНГ, брат, пойду подрочу перед турниром удачи. Давай, брат, я уже сделаю. Let's see who will be watching today. Болеем за СНГ. Брат, пойду глянь ее, нахуя ты мне стримершу какую-то кидаешь, ебанат? С очком, блядь. Забаньте, придурка, модераторы. Ёбаный рот, самому все делать приходится. It really doesn't get better than this. You look at, you know, some of the best players and obviously the big regions, some of the вот он, блядь, попу C4S4. И его сильнейший тиммейт Вадел, реально очень сильный игрок, который его керит. You know, some of their best players from there still representing, still getting a chance to show up on this stage. Love the fact that you're bringing up the representation from other вагончик обычные ребята. 23 EU duos, 18 NA duos, 4 Asian duos, 3 from the Brazilian region, 1 from Oceania, and 1 Охуеть, два дуо из Бразилии. Looking at this list, the thing that I И самое забавное, что это даже не этот, не Кинг. Oh, 100%. Right? Certain teams have had it easy. Ладно, я очень надеюсь, что сегодняшний турнир будет безумно зрелищным. А зрелищным только потому, что Малибука будет ебать в рот Канаду на локации. Если Гроулс будут контестить, Гроулс тоже будет ебать на локации. А потом они еще и будут выигрывать все катки. Вот это будет, сука, хорошо. А потом кто-то из них... Прикиньте ебло Гроулза, когда он выйдет за этим кубком. Вы представляете вообще? Yesterday, Iamzo and Rise, a duo from NA, a duo that we just all had expectations for, and man, did they deliver. What it would mean to me to win the global championship
would be my first like FNCS win and feel nice. Будто под дулом пистолета, блядь, интервью делает. Судьбу человечества в этом мире. Некое незримое существо или закон. Почему Туза нет там? Нам уж туз босс, блядь. Здорово, мужики. Ну да, у нас тут серьезный проект. Здорово, мужики. У него, видимо, проблемы с интернетом какие-то. Ух, этот взгляд. Какой взгляд? О чем вы? Какой взгляд? Некое незримое существо или закон. Вот этого мужика? Сколько первая катка? Брат, вот написано время. Через 24 минуты первая игра стартует. And honestly, listen, to me, it comes down to the strategy. Send you shared banner We saw them; they were playing around the caches, right, making sure they got some of those throughout the majors. Ты про него, про его взгляд? Пытается не смотреть на сиськи, блядь. Let's do it. With 5 players who... Yomzo, one of the best fraggers in the world, Пытается. been unbelievable, mastered everything you can master in this game, and Rise is an IGL, so comfortable, so. Ебать, у тебя глаза накупаренные, блядь, и что там дунул перед МКСом? They kind of have something that they like to play into. But for Yomzo and Rise, I feel like they are just good at every single one, right? Охуеть. Mid ground and low ground. You talk about high ground. Глаза вообще поплыли у типа. High ground, it's your FNCS invitational winners. Бля, посмотрите, как он на экране выглядит. Это будто, блядь, Халк ебаный в реальной жизни. Вот они, возможные победители. Знаете, кто это будет? Кто это на МП пишет? Ёбаный рот. The team with all Ну the их-то pressure как on them, не right? знать? The reigning champions, people see them as. Have we got some Cammy and Seti fans in here? Anyone in here supporting Cammy and Seti? There it is. They're here. They're here. Me as well. You know, I should start cheering because yeah, you mentioned it right. Going for the back-to-back at Inter. Да, болельщики по Фортнайту, конечно, стеснительные ребята. Надо им поучиться, так сказать, болеть серьезно. То есть орать нахуй на всю сцену. Я уже готов смотреть, купил чисто на 225 грамм, буду жрать и смотреть финалы. Приятного тебе аппетита, спасибо. Плюс сейчас тут тоже подготовился к МКС. Я подготовился. У меня шоколадка. Я сделал себе охуенный салат ЗОЖ, чтобы чувствовать себя хорошо. Yeah, we'll have to keep a close eye on them in the early game, but I'm going to be paying attention to the late game. I saw ставку на Малибуку или Танду за 10 минут до сделаю. They've been doing that a lot. If you've been paying attention to EU Fortnite, it's been different. I think everybody associates Seti and Cammy with being this low ground team. MIRWANA, Блять, а он может заорать так, чтобы я слышал нахуй со сцены комментаторов? Просто вот все молчат, а он просто заорать. МИРВАНА! Вот так вот. What would it mean to me to win the FNCS Global Championship? It would mean everything. To win the Global Championship, it would mean the end of the story that we started last year. And yeah, I truly. Главное не проебаться и во время комментаторов. Кто это? Это Вена с Квизи. Их тоже грех не знать, блядь. Это сильнейшие игроки Европы, которые выигрывали не один турнир. Вы помните вот этот момент, как это было охуенно? Вот этот турнир, это просто легендарная хуйня. Это был очень интересный турнир. Вот этот турнир был просто ебаный разъеб, когда они файтились за первое место, и Вена с Квизи упали не в свою локацию. Но им дали пизды, к сожалению.
Это был ебать охуенный турнир. Это такой кайфовый турик был. Это было круто. Один из лучших турниров, которые я смотрел в Fortnite, наверное. Именно в плане зрелищности один из лучших туриков был. Хоть и выигрывали не наши игроки, но, сука, смотреть его было пиздец интересно. Just nobody had an answer to what they were doing, and of course, if you do watch competitive Fortnite, you Dziekan wyślij airdropem tego flagę czerwoną. Пока они не кричат, я буду свой кричать «Мирвана!» Блять, жалко не сцена, на сцене не слышно. Actually, yes, I love the fact that the points that you are making right there, and I want to give a shout out to Veno because I have never had more respect for a player than when I was VOD reviewing him back. Спасибо за футболку, охуенно, я очень рад, что тебе понравилось, спасибо. It looks like every single thing that he does has a reason behind it. I mean, it does. He's just built different. That's Veno. That's Veno for you. It's the reason why it's confident. Привет, можешь смотреть стрим, пожалуйста, всем детдомом будем пересматривать. Да, сохраним, конечно. Привет, можешь сохранить стрим, пожалуйста. Всем детдомом будем пересматривать. Ты водоросли те ел, бля, это такое дерьмо ебаное. У меня ощущение было, будто я, блядь... Знаете, рыба, которая... Ну вот, когда-нибудь чувствовали запах рыбы, которая на берегу валяется, просто мертвая какая-то, нахуй, и тухнет? Вот эта щука, вот эти водоросли, блядь, пахнут примерно так. И на вкус примерно тоже так, как и пахнут. Фу, блядь, это говно. Не знаю, мне не понравилось, честно. Еще и у меня в зубах она застряла, я потом, блядь, как будто червей доставал из зубов всю ночь потом. Я заебался, блядь, вот так языком. И, блядь, выдергивать эти чуки. And what about you? Do you still feel like a high ground king? Are you now? Звук руби, он орать будет. Я врубил. And what happens if someone comes to your high ground today and tries to anti-strat you? We're taking. I can't wait to see players try and put any duos off going for you today. Now, talk to me about your victory royale. You set out your stall early, but you came second overall. Are you hiding things from us? Чистая рубашка, она чистая. Намятая. An hour or so, but you know we're gonna. Договор с поляками, ща. I mean, we've definitely hidden some things, and. Nickname on Twitter. Mirvana. Okay, we will do it later in the... Sounds good. Yeah. Thanks. Так, ну что, пацаны, я договорился. Давай! На все вместе. Бля, ебать, я жду этого момента. Это будет хорошо прям. Надо вот здесь услышать. Нирвана типа орёт. Но это я не слышу, не? How many victory royales I cannot count on one hand. How many Бля, слышно, реально, на фоне слышно. Ночи тихо. I cannot count on one hand. How many That's right. Veno just said it there. He's trying to prove there's no rivalry. We're just better than those guys. Yeah, 100% love that. I guess when you think about it, right, an international event, getting second place, really the only thing that you should have a problem with is getting first place. So Бля, если он с поляков сейчас говорит, что они будут просто, вот знаете, как там толпа орет, какие-то выкрики. Ту, что-то там, блядь, непонятное. И они будут орать Мирвана сейчас. Я ебать, ссусь со смеху. Бля. Они кричалки покричать хотят, понял. Nice, ждем. There are certain factors that separate winning online and winning at an actual LAN. Biggest one is just your nerves and being able to control them. Нет, самодонат сразу предупреждаю, сразу понимаю, кто это донатит. Сегодня снова поймали за углом и надавали по щекам. Блядь. Что вершит судьбу человечества в этом мире? For me, it doesn't like feel like a difference anymore. Playing at like a lot of lanes now, and I think I'm like one of the most experienced players. А в своей футболке I think for most pros, everybody plays this game to win. Отличного стрима.
Лучше бы в своей рубашке ФНКС, блядь. Спасибо огромное, Мерчик, спасибо. Миран, зайди в ДС, зацени наш вайб. Давай. Лучший и Адриан. Зайди в ДС, посмотри фото, скинул тебе в ЛС, заценить наш вайб. Бля, я посмотрю. Нихуя вы там подготовились. Ты что за лысая, блядь, гнида огромная? Не по шее, нахуй, пытается она, блядь. Нормально. Ебать, там тип буйвол. Пиздеть не буду лишний раз. Вот он, блядь, Малибу КФН. Просто, блядь, два богомола, нахуй, с ручками-бамбуками. Турнир сейчас разъебывать будут. Бля, если сложить руку у Малибуки и руку у Томаса, то получится моя рука. Last missing piece I need for my Fortnite career. Came here for one thing only, it's to win. It's 6 games, so anything can happen. To whatever happens, good luck to everyone. Ой-ой-ой, какой он красивый. We'll see if their experience helps them out today, but as we continue this talk about what we're going to... Бля, прикиньте, когда какой тип комментатором работать. Ладно, я стример, я захотел посрать и отошел. А когда ты комментатор, вот, допустим, стоишь и тебе притулило, если тебе прям жестко притулило, что делать? Кто решит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Кружок в ТГ. Попозже, пока рано. Бля, у меня то ли прикус сломался, то ли еще что-то. Я постоянно щеку прикусываю какого-то хуя. Anything can happen. I don't know how many times I've commentated 6 games events, right? And it's like you go into the last game and the game ends and you're like, how did this team win? Where did they come from, right? Because there are so many teams, the points will end up being so close that so many different teams. 13 минут до старта, пора ставку, наверное, делать, да? Или попозже чуть-чуть. But for the players, it's like you really have to make those games count. Right, you can't just think, okay, it was just day one, we reset, we've got to review, we come back tomorrow. No, these are the 6 games. You don't leave this stage without there being a win. Попозже, наверное, да? Again, you just can't skip a beat, right? Let's take a look at the point format. We've seen this in the last couple of days, 65 points for the Victory Royale. Top 25 will get you just a little bit of something. Obviously, давайте я сделаю ставку на 10 минут, за 10 минут до начала. То есть через 2 минуты 30 секунд. 15 for Rift Island. The past 2 days, we've just seen. Фейзер ведет поток, давай посмотрим, что он там делает. Акири говорил что-нибудь там про меня? Ну или сейчас там в тильте, в трауре. Да, я пришел в номер, разъебался, себе руки и ноги махуй сильно. Блядь, у него интернетом травма. Я помню, говорил на стриме, что типа, если не квалишься, грустно будет. Ну, папа там было, блядь, пистолет. Они подгузников. А, тогда норм. Охуеть. Они в подгузниках. Ну, очень тут долбанутые. Они продают чипсы, которые нам бесплатно в отеле дают, но там бесплатно. Кирби. О, здравствуйте. Идем кататься, пройдем бесплатно. Как вас зовут, если? Я не знаю. Ты кто говорит, бля? Ты кто его говорит? https://clips.twitch.tv/blitz. Кто говорит, блядь? R7MSS 1VK5 тип 7XC6 чекни медведя. Мы идем к армии. К армии, а где он? Он, по-моему, там, где играет. А, точно. Где Карми? Карми через 10 минут стартует катку, блядь. Как-то краем улицы стояли, так, а мы ушли снова набором. Что делать? Прикинь, вот, блядь, я игрок. Откуда охранник знает, играю или нет? Откуда они вообще меня знают, блядь? Я был менеджер игрока. Да, блядь, пусть они дадут Фейзеру, короче, жетончик просто, и он пойдет бесплатно снеки брать. Чтобы в очереди не стоять. Осуждаю, нахуй. Что, интервью у тебя взять? Меня уже взяли. Давай я возьму еще раз. Мы тоже сегодня взяли, кстати. Меня уже взяли, говорит. Японец конченый. Батон вафлит над ним. Понятно.
Вот так вот с проебошек. ты видишь. Блядь, бедный Фезер. Ты дурачок. Не. Бедный Фезер, блядь. Чекни твиттер Малибуки, скиньте мне, если там что-то написано, скиньте мне, я прочитаю. 200 онлайн. Хайп, хайп. Привет, Мирвана. Привет, привет. Я Сигма. Какой рост у Кирба? А что, Мирвана тебя смотрит? Понятия не имею. Пусть спросит, какой у него рост. Интервью, значит, да? Интервью, да. Что вершится? Ну расскажите, ну что раз думаете Мирвана про смотрит, японца можно вашего. интервью дать, правильно? Что вы все про японца-то спрашиваете? Ну он так смешно на горе сдох. Привет, Мирвана. Честно, недавно и что я зашел к скажу? тебе. Ну, скажи У тебя что-нибудь. так уютно смотреть. Красавчик, я ему Удачного респектую. стрима. Спасибо большое, Красиво Алексей. сыграл, Сделай интересно первые сыграл. игры в 30 минут. Да, первая игра через 9 минут. О, пора ставку сделать, блядь. Сейчас я сделаю ставку. Пишешь секунду. сообщение, я не умею читать. Давайте я делаю ставку, готовы? Какой рост у Кирби? Какой это язык? Это португальский. Ну, я не понимаю. Поехали. Кто выиграет локацию? Можно. Да, повыше До Малибуки, до Канады. Ой. Ну что, у вас там место есть к вам посетить? 10 минут, ставочка Да? полетела, let's 110, go. 110. Ты хочешь стримить там или что? Ну да, наверное, не знаю. Это 200 гривен. Так бесплатно. 200 гривен. Это разводилово. А там Заплатил? бесплатно, да. Где бесплатно? У нас там, где мы игрока идем играли. Там все бесплатно, тут 200 гривен. Это вообще посмотри. Бля, Фезер как будто пришел просто по приколу, знаете, на шару. Не подготовил вопросы, ничего не подготовил. Ему сложно давать интервью, стесняется. 200 гривен. Ну ща бахнет, вот пивка. И пойдет жара. А это как это? Венди. Как у Индии. А как у Индии? Я как на индуса, в принципе, похож. Там Канда что-то говорит про Дуо Малибуки сейчас. О. I know you've said second place isn't good enough after you missed out on winning major number 1 this year by 1 point. So what are you going to give this competition today? I mean, we'll just try our best, like Улиты try to get проигнорил чекни as клип many по late Жене games as Фрези possible охуел and try not to https://twitch.tv/blitzedglut Copenhagen, would you like to see Thomas and Canada do their best today? Boys, I know you're going to give them a show. Shake hands as we head back to the desk. Бля, надо было ломать нахуй, ну чё он тупанул? Тогда бы точно с локации вышли бы все катки. В игре, само собой. Бля, надо было жестко сломать просто его и все, до катки. Не фризи про Мирвану. Давай, посмотрим. Если у человека тотем, он автоматом лобаемся. Не-не-не, это не так работает. Думаешь? Вот если у человека ник МРВ, вот тогда да. МРВ погна. Не понял нахуй. Если у чела ник МРВ, то не продажная подстилка. Это человек, который, так сказать, просто бесплатно сам захотел и поставил великий тег. А тот, кто говорит, что тотемы хуйня, а потом ставит тотем в ник за деньги. Вот это вот хуйня. МРВ это честь, это сила и достоинство. А тотем это продажная хуйня. Вот это точно факт. Питер Малибуки чекнем, давайте. Чё Малибука, как он прокомментирует вообще? О, ребята, я сели посмотрел, на сцену. короче, понял, тут в принципе легко все сделать. Сейчас приеду, жесткий грид начинается и уже как игрок еду. Вот, 3-3 думаю, не квально. Спроси у Пинга, покурить не хочет. О! Малибука что-то пишет. Спокойной ночи, ребята, никаких ожиданий от завтра, так как нас обманули на 50/50. Просто постараемся сделать все возможное с Thomas HD. Ну, по факту.
По факту. Говорить так, как есть, без вейбонов, без понтов, так, как есть, что локация реально 50 на 50. И выиграть в НКС будет сложно. А почему его обманули, кстати, вот это вопрос. Почему его обманули, я не понял. Почему его обманули? Типа он договаривался с кем-то, и потом они все равно упали. Чекни ниже, вот это я видел уже. Если вы про это, то я видел, блядь. Что значит обманули, непонятно. Он... МРВ нахуй! Даже здесь уже образовались. Букву Т только зачем-то, блядь, написал случайно. Не знаю, почему обманули на самом деле. Непонятно, непонятно. Ну, сейчас посмотрим. Ну, Малибуке будет сложно, действительно. Как мы вчера узнали, Канада действительно охуенный игрок. Он занял вчера топ-2, поэтому... Ну, к нему никто не падал лок, и он сразу занял топ-2. Поэтому будет сложно. Не могу клип почему-то открыть, вот этот, который вы мне кидаете. Блять, не открывается. Не знаю, в чем проблема, чат, не открывается. Перевод кривой. Ну, может быть, перевод кривой, да. Возможно, перевод кривой просто. Так, все поставили. Время еще вроде бы есть поставить ставку. Hey, by the way, hello from Malibuca. Hello from Malibuca. No. Malibuca, he's gonna be 6-0 tomorrow. 6-1. 6-0. Oh, dude, I'm waiting for that, dude. I'm Короче, он что-то сказал, что он трахнет Малибуку или что-то такое. Я не понял точно перевод, то, что он говорит. Но он уверен. А, 6-0, не секс, блядь. 6-0, ёбаный рот. Я подумал, секс, что-то, блядь. Секс Малибука, что-то не понял прикола, думаю, нихуя себе интервью чел дает. А он псих говорит, блядь. Так. Здорово, Гейб. Гейб, ты специально затроллил, блядь, доту, что у них призовые меньше, чем в Фортнайте? Потому что в Фортнайте турниров больше, блядь. Так, если Малибука случайно написал букву Т, то тогда никаких ожиданий от МФW. Сейчас все увидим. Сейчас все увидим. Я думаю, Малибука разъебет, но, судя по его сообщениям в Твиттере, явно переживает. Он явно переживает за сегодняшний турнир. И то, что у них все так хуево, то, что Канада туда падает. Ну, любой бы человек на месте Малибуки волновался, давайте будем честны. Малибука это тот человек, для которого очень важны результаты и очень важно держать планку. То есть, когда ты один из лучших игроков, тебе нужно всегда держать планку, чтобы, так сказать, идти на волне, блядь, вот этой. А если ты займешь на последнее место на ФНКСе, то, блядь, печально. Make some bold claims. We all love Panda. Queasy and Veno. That is a bold claim. Is it? Is it really bold? Ставку сейчас закрою, не переживайте. Она на 10 минут сама закроется скоро. What the fuck? Я воротил матку Парамовой. Вальнули типы, которые на локу Квена падают. А Квена никто не падает. Если это достоверная карта, в чем я, кстати, не уверен, потому что, возможно, игроки будут падать по-другому. Возможно, к Сэвиджу должны падать, как я думаю, к Визе должны падать вроде как. И к Гроузу вроде как должны падать, но это не точно. Сейчас узнаем. Если есть кто-то, конечно, 4 дуо. Нет, у меня просто Fortnite открыт, поэтому звуки здесь есть. Fortnite просто открыт, вот видите. Ну ладно, ставку закрываю.
Поехали. Понеслась нахуй жара. Ой-ой-ой. Сегодня, кстати, будет в конце, скорее всего, анонс следующего сезона. И, возможно, Fortnite Chapter 1 вернется. Говорят, что сегодня, возможно, будет анонс. Посмотрим. Все снимают по телефону, блядь. Ой-ой-ой. Красиво выглядит. Бля. Ой-ой-ой. Народу на сцене очень много стало. Сразу видно финал. Игроки еще не вышли. For the past year, hundreds of Fortnite duos have been competing for the chance to stand here on this stage in Copenhagen. And now just 50 remain in the running to lift the trophy, to own the Axe of Champions and call themselves the best Fortnite players in the world. Ну это по факту она говорит, что лучшие игроки в мире сейчас играют. Бля, это как World Cup. Самый настоящий. Сколько чуть поменьше призовых. Хотя нет, за финал, по-моему, даже... А, не, поменьше. So, for the final time this year, please, Copenhagen, please welcome your players! Спасибо, что The mates, Stacey and Podesai are here with help from their supporters. Вот они, Podesai и Stacey. Их специально первыми выпустили, потому что у них самая большая фан-группа на сцене находится. Ролл, блядь, вот он нахуй. Вот она машина, блядь, сейчас кубок заберет. Митро ебаный. Поехали. Дальше. Я хуй знаю, кто такие, но это не важно. Чем на Сэвиджа похож. Ну вот этих знаем, да. А вы помните Твиттер, не знаю, кто был на том стриме, не был, наверное, не так много людей было на том стриме, как сейчас. Когда Аква хуесосил резанный и говорил, что он ебаный бот, попасть не может, и скидывал в Твиттер клип, чтобы потроллить его. А по итогу Аква где? Правильно, на помойке. А резан где? В финале самого крупного турнира по Fortnite. Вот так вот иногда бывает. Ladies and gentlemen, these guys got the skill to perform on the big stage. It's time to bring the Brazilian flair to the finals. Бразилия? Я думал, Азия. Вот Трэвис Скотт. Хорошо играют, кстати, ребята. Ебать, бедолага волнуется что-то. Трэвис Скотт что-то на панике. О, либо ебоба. And now, Steno and Lucy! The Danish Dynamite is here! They're at the home
У них на самом деле, на удивление, очень большая фан-база вот у этих фатланчиков. That was just the first 10 duels we've seen compete here today. And I gotta call them out right away. Janice and... Бля, я думал уже катки стартанутся, они до сих пор не стартанули. Пора запускать этот матч. Let's go. Yeah, if you ain't familiar, if you ain't been round here before, let me introduce you to Janice and Reason. These guys are OGs. They've been here, they've been at the top, they've been to the mountaintop, they've seen it all, they've done it all, they've won it all. And they're going to look to try to do that again. They came so close in Major 1. Major 1 Grand Finals in the EU, they led the way after day 1, and it looked like a spot in Globals was there for them. But they didn't quite do it, and it took them all the way to сейчас мурашки пойдут, когда finally do it. Мы увидим этот файт. Wait late again. They're going to come in early and try and do Опять дырка. But that's what being a global champion is all about. Fortnite только что на полсекунды показал черную дыру главы первой на экране ФНКС на геймплейник. Замечено бэкэндом. Вы заметили? Я нет. What the fuck? And there was a red area. Я не заметил. Я даже не обратил внимания. Чего? That's right. That's just the first 10. I wanted. Нам что, будут беспалевно в крысу так запускать какие-то инсайды? Да я пока в чат смотрю, я все инсайды въебу. Пиздец, мне что смотри в лайве, что не смотри. Вот они нахуй! Звери! Вот они, потенциальные победители вышли сейчас. Бля, как будто сын маминой не сын маминой подруги, а как раз ты являешься сыном, и тебе говорят про сына маминого подруги. Ладошки потирает, походу Куба хочет уже забрать. Здорово, не слышишь, Богом, скажи, пожалуйста, кто-то из СНГ сейчас. Да, дуо Малибуки, дуо Мерстача, дуо Гролза и дуо Ваня Кека. Скажи, ПЖ, там есть хоть кто-то из СНГ ща. И... The Brazilian champs are here. They know the feeling of winning. Can they do it again? We know the Brazilians are cheering you on. Блин, на самом деле ESL намного по форме пизжи подготовились. Знаете почему? На ESL, помните, какая у нас у всех форма была? У всех была одинаковая форма, только с флагом твоей страны и с твоим ником. ESL намного пизжи подготовились в плане формы 100%. Coming all the way from NA. Let's give it up for Quanti and TK. They have showcased amazing skill for a long time. They are here for the finals, and that trophy is waiting. Сразу видно рэпчика переслушал. Блаха и Миксон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, когда будут снимать игроков, когда они будут сидеть за столами, смотрите на их руки, как они будут трястись. Вот они, блядь. Тот богатый чел и его охранник, блядь. Что-то у Буги тиммейт поникший какой-то. Бля, я бы на их месте чьи-то телефоны не снимал. Вдруг у тебя там слева в нижнем углу порнуха какая-то сохраненная. Рискует, конечно, съемкой такой. Поняли, о чем я, да? Там в уголке где. The World Cup title and then slap a global championship title on that. That would be crazy. What a career Buga has had. Teaming up with threats for this year. Coming in major number 2, a 5th place. Closing out major number 3 with a 2nd place. Not to mention Buga himself has 3 FNCS titles. I mean, what can't he do? One of the GOATs of this game. And I personally, as a fan, just want to see him lift a trophy on a major stage again. It would be amazing.
I'm hoping, man. Of course, we've got more duos to introduce. Let's get the next. Кто твой фаворит среди СНГ? Давай свой предикт среди них. Ну, болею я за всех, но тот, кто... У кого больше всего сегодня шансов... Все зависит от того, именно из СНГ, да? Кто лучше всех отыграет. Ну, либо Мирстач, либо Малибука. Малибука отыграет хорошо, если не будет сливаться в локации в начале. То есть, условно говоря, если он 6 раз выйдет с Локи, скорее всего, Малибука займет топ-5 точно. Мирстач, в принципе, с его локацию падает, поэтому на Мирстача тоже большие шансы. Гролс, хуй знает. Непонятно, во-первых, кто сейчас к нему падает. Карты 2 есть, и какая правильная... I don't know, как говорится. С РФ только Малибука прошел. Гролс и Малибука. Ваня Кек, Карми вроде украинцы, а Мирстач с Латвии. Ну, они все говорят по-русски, они все стримят по-русски, поэтому всех под одну гребенку в СНГ. Карми эстонец. Карми русский. А где он изначально жил? Он в Эстонии родился? По-любому нет, наверное. Скорее всего, переехал туда. Да, еще могли бы, конечно, играть этот турнир Путрикс, Визи, Файрхантер и Хоули и Нефризи. Но, к сожалению, их дисквалили, потому что они... Сказали Юлия Крамник, откуда они, так сказать, играли. И на следующий день им ебали бан. Ебать, дяди такие вышли. А интересно, бочка Чага квальнулась или нет? Вадел! Опять себе керите этого бота! Ничего страшного, пусть сильно не радуется. Как говорится, 6000 онлайна, 5000 репортов и нахуй его нет. Звал Туза. Ну что, Зом сокастывались. Шутка. Кто вообще такая Юлия Крамник и почему она влияет на них? Юлия Крамник — это девушка, которая раньше была в Гамбит eSports. Она собрала всякие интервью и прочую хуйню. Почему она влияет на них? Она уехала с России и имеет проукраинскую позицию. Ну, как я знаю, по слухам и так далее. И она плотно общается с эпиками и с Бластом. Все, как мне рассказывали. Вот. С эпиками, с Бластом, то есть с этим турниром. И она перед, так сказать, за один день до чего-то спросила, откуда у некоторых игроков они играют. Они ей сказали, и на следующий день им ебали бан. Вот все, что я знаю. Просто Гролс, он тоже, ну как бы Гролза-то не забанили, а он ей ничего не писал, например. Вот в чем прикол. Ну просто, знаете... Кажется, обвинять человека не хочется, конечно, но как-то слишком много совпадений. Ну ладно, не будем об этом, и это не стопроцентная инфа, опять же, не 100%, что это она виновата, просто все так совпало, что на нее, конечно, есть грешок подумать. Please meet TrueX and Chicho. FNC experience and titles are plenty here. However, a LAN title is still to be secured. The opportunity is rare, but it's here. Чуть не упал какой-то игрок. Ну, конечно, тут лестницы, блядь, сделали такие. Тебе надо и в камеры смотреть, и не упасть. Блядь, тухло выходит. Согласитесь, что тухло. Вот раньше мы просто говорим, Инклайд, 5000 нахуй, если выйдешь, ты XL начнешь танцевать. Хуяк, вышел, танцевал. Приятно смотреть то, что и ты растешь вместе с нами. Спасибо, брат, большое.
Это круто, что тебя мои стримы из депрессника вытаскивают. Скажи Митро под столом, чтобы не шумел. Важный турнир. Конечно, брат, он не будет шуметь, не переживай. Бля, братишка, ты солнце тут увидел или чё нахуй? Зачем очищи, блядь, черные напилил? Вечно на тонере, блядь, двигается. For your instincts are not to be messed with. Taking home a victory out in the upper bracket. They are now here to show if they can do it again. Pressure is on. Блядь, за кто его бил, блядь? Признавайтесь, нахуй. Кто на него нападал? Тип просто грустный, блядь, вышел почему-то. Вена и Ками вышли. Потенциальный победитель турнир, да. Вена до и Ками сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как же мразь это стоит приятно. Let's go. Ну сейчас, я думаю, еще минут 5, пока они запустят. Пока они запустят карту. Worthy, a phenomenal player. Then you pair him with someone like Alex, who OCE as a whole are just like, this is our guy. I can't wait to see how they perform. I am so excited about this duo, right? You know, it's rare we get to see some of the smaller regions step up the way they did in the upper bracket final stage. And personally, when you look at their playstyles, Alex, man, one of the most electrifying players there is. Малибука не вышел. Кстати, реально, что за хуйня? А где Ваникек? А где Малибука? Они, видимо, попозже выйдут. Видимо, попозже. Блять! Где ты, Рокина? Tree and Rituals are in the house. NA is their home turf, but after upper bracket, Denmark certainly looks comfy for them as well. Can they keep up the pace? Сейчас они выйдут. Я видел клипы Кагуры, я видел. Я видел. Вот, они выходят. Все нормально, нормально. Сейчас выйдет. О, манимейкер. Всего 14 лет, если что. Он уже на таком турнире. Сегодня меня отправили по соль. Как думаете, не понравилось? Ну, конечно. Блять, опять извращение. Если каждый стрим будешь здесь заходить. Вот они, Ваня, Гекс, Карми. И как думаете, мне понравилось? Ну, конечно. Your hands together for Duke and Edgy with an NA Major 2 title in the book. И сейчас Малибука выйдет, наверное, следующий. Да. А нет, сука. Почти Малибука. Почти. Welcome, Kaizen and Clement. Making it to the Global Championship Grand Finals is an achievement in itself. However, сколько еще там людей? Вчера пацаны поторопились с выходом, походу. Вот они, сука, блядь. Вот они, сука. Мирван, здорово. Вчера узнал об измене. Вот только выздоровел. После температуры 38 на постарке тут такой зашел на твой стрим. Словил плюс класс. Болеем за наших. Спасибо, брат. Вот Малибука вышел. Вот он. На панике, волнуется. Бля, в Малибуке пиздец ебучка ржачная. А почему Туз не играет ФНК? Почему Туз не играет в ФНК? Потому что бот, блядь.
Все хотят, сделай опрос. Я же сказал, я уже по этому поводу отвечал 10 раз. Блять, туда сови, все хотят, сделай опрос. Уже 10 раз по этому поводу отвечал. Аллах Мейстер, чё он там орёт, блядь? Блядь, надо, чтобы они Мирвана орали каким-то чудом. Вот так группа поддержки жесткая. О, я слышал! Я слышал эту хуйню. Нормально, нормально. Надо во время катки еще, блядь, хуярить. Вы слышали? Его еще выгонят нахуй. Не услышали? Ща. Thank you so much, Zeke. Let's Мне кажется, его еще выгонят нахуй. I'm so excited here. It's game one in just a few moments. What can they do here? We've been what about on day number on both? Блядь, надо, чтобы они Мирвана чудом. Вот так группа поддержки жесткая. О, я слышал! Блять, я, сука, слишком громкий в этот момент и говорил, плохо было слышно, но он орал, я слышал. Да было там, было. Yeah, we got a couple of off-spawn fights we've seen before. We got even more. Пошла жара. Ой-ой-ой-ой-ой. The crowd already knows which ones they want to see right out of the gate. It's only a matter of time before these players actually drop down on this map. And there goes the first one. Ой-ой-ой, блядь, лендик уже хуже, все, сука. Неужели ГГ, лендик уже хуже? Я вижу, что не хуже лендик. Ой-ой-ой, Томас оружие берет, ебать, тегалка. Канада орет уже, ебать, сосать. Ебать! First place throughout the day. They ended up in second. They're looking to mimic that type of play. Cammy and Seti, even though they might have been contested to start day number one, they were able to pull through. They pushed that team. Ебать, этот тиль в первой же игре отлететь, это пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Сука. Ставку закрываю на нет. Осталось 3 СНГ дуо. Кто выиграет локацию? Дуо Канады выиграла локацию. Первая игра. Блядь. Ебать, пацаны радуются, когда делаю первые киллы, но я бы тоже пиздец радовался, особенно когда локацию выиграл. Вы видели, как Канада начала ранить? Ладно, топ-1 от СНГ, еще осталось 3 СНГ дуо, поехали, ставочка да или нет, но шансы... Ой, паники, я кого-то ёбнул, найс! Найс! Блядь! Еще одна дуо сдохла! That is huge. Выбить еще! Ёб твою мать! 2 СНГ дуо в начале игры, самые первые откисли. Гроулс, Мерстач, настало ваше время. Ёбаный рот, ну как они так начали? Не, ну Канада жестко перелендил Малибуку, там прям лендинг был намного лучше. Они просто спереди на 2 метра вперед летели. Охуеть. Ебать, чел, блядь, придумал, он со снайперкой снова босса ДМРки убил. О, сразу орут, сразу орут.
Угадайте, куда он его тащит. Объясни, пожалуйста, Малибука с Томасом не могли потренить лендинг? Или почему так отлетают? Тильд БЛ. Спасибо, пожалуйста, почему Малибука с Томасом не могли потренить лендинг, или почему так отлетают? Тильд, блядь. Потому что эта локация, это 50 на 50 хуета. Ну да, лендинг, конечно, там решает, но, блядь, в Fortnite идеально лендиться ты не сможешь, наверное, никогда, я не знаю. Ну просто я не знаю таких людей, которые идеально всегда лендятся. Там как пойдет, блядь. Ты же не робот, и в любом случае с лендингом ты можешь немного ошибиться. Ты можешь, в принципе, хорошо лендиться, но далеко не всегда идеально. Блять, я эту Канаду бомбил нахуй в ТРП, сука, она не Смотрите, пошел обуз. Блять, вы представляете, они перетащили этот ебаный труп через всю карту до грибов, блять. Через всю карту, блять, тащили, чтобы набивать на нем сурдж. Охуеть. А чё за пиздец с картинкой? Спасибо, Epic Games, ебать! Спасибо! Охуенно видно! Найс, настройки выкрутили. У них большой косяк, на самом деле, после последней обновы у них косяк какой-то с цветокоррекцией. Я, когда бегаю там, у меня цветовая интенсивность, мне пришлось ее снизить до 65, потому что я не могу играть, блядь. У меня была всю жизнь 75, но у меня сейчас настолько яркие цвета, что я просто, блядь, не могу там находиться. Бля, грустно, конечно, что первую катку Малибука и Ванитек так отлетели. Это пиздец. Манимейкер, чел, которому 14 лет, кстати, он падает в другую локацию, он сменил локу. Талантливый молодой человек. Как обычно, соло остается керрить своего тиммейта. They're just trying to regain as much real estate as possible. All those pieces are theirs, and Moneymaker. Как же он дерется? Bob and weave in and out of these covers. Давай, Moneymaker, соло двоих. Trapped little by little. The first elimination is going to be cleaned up, and they finally get the second. Moneymaker goes down. Polarized and scented make a statement at their drop. Explosive, quick, easy. По факту. Одна игра это хуйня. Я вам скажу так. Можно въебать 3 игры в ряд, но потом 3 сыграть настолько идеально, что сходу влететь в топ-3, а может быть даже и топ-1. Потому что навряд ли тут кто-то выиграет больше, чем одна игра. Факт? Факт. Сомневаюсь, что кто-то выиграет больше, чем... Ну, больше 2 игр, я думаю, точно никто не выиграет. То есть 2 игры, если ты выиграл, то уже, скорее всего, ты ближе к первому месту. Здесь есть сплит, который никто не падает. Малибука туда 4 прилетал. Если он хочет нормально сыграть, то ему надо падать вот туда. Есть сплит, на который никто не падает, и Малибука туда частенько летал. Если он хочет нормально сыграть, то ему надо падать. Блять, как будто по факту ты говоришь, но навряд ли он будет менять локу. Вопросительный знак D равно 23. Ну типа, вообще, как будто по факту он говорит, это действительно неплохое место, но там на самом деле мало лута. Тут, ебать, хуй знает, прокнет или нет лут. Тут сундуки. Ну не, ну опасно. Я думаю, в финале никто не меняет локации, брат, обычно. Это глупо, потому что... Лучше уж пофайтиться 50 на 50, чем ебануться куда-то, куда ты не знаешь вообще, что тебе делать, где тебе набивать сурдж. То есть, это не такой турнир, это не дуо-капчик, где можно сменить спокойно локу. Я видел клип-чат. Малибука будет, он идет на хуй левый. Да пиздец. Моя руки ебак, где Малибука, нахуй? Опа, ебать, встали нахуй! Гладиаторы, ебать! Мирвана! Ох, это коронная музычка, которую мы так все любим. Спасибо, что эпики добавляют ее каждую, сука, минуту. Каждую минуту на ФНКСе. Ну сейчас тут скидывает 10 000 рублей донатом, если Малибука в этой катке выигрывает.
в этом мире. Умер только что. Первую катку уже сыграли, Малибука трахнул Канаду. Нет, Малибука, к сожалению, отсосал первую катку от Канады. Сэвиджа ёбнули, хорошая новость, наконец-то на сегодня первая. Что вообще было? Первая хорошая новость хотя бы на сегодня. Сэвидж тоже отсосал. Вена с Физи не планирует двигаться пока что в зону, как мы видим, просто хотят набивать Сурж из зоны. Но Вадел сейчас закерит. Я не удивлюсь, что Вадел сейчас двоих убьет. Вадел это очень сильный игрок. Но не сегодня. Но не сегодня. И не против этих людей. Ну, блядь, что вы ржете? Тут против двоих нереально выиграть, блядь. Тут все люди попадают. Тут все люди идеально редачат, идеально знают тайминги. Тут соло против двоих, чтобы выиграть, надо быть гением игры, чтобы тебе пиздец как повезло. Ты должен идеально, я хуй знает, отыграть и все просчитать. Это первая катка. Да, это первая катка. Да. Первая игра, сегодня 6 игр. Меня сегодня позвали на день рождения, но я стримлю турнир. Там полужелезом достаточно сундуков. Он от этого сплита часто и много играл кастомки, и поэтому знает, как от него играть. Если не он начнет падать, то кто-то другой точно будет туда падать. Блять, ну... Я думаю, Малибука сам должен решить, что ему делать. Некое незримое существо. Правильно? Может быть, это было бы и лучше. Сейчас посмотрим. Пока что ничего не понятно, предикшн дать никого невозможно. Ну, на топ-10 возможно, но топ-1 нет. Челы просто в зону ушли, блядь. Нормально. Duke and Edgy, what a performance we Ох, saw. эта музыка, балдеж. Arguably stealing away a moment of the weekend. Привет, братан, будет ли твой скин в Fortnite или конвенциально покажется? Привет, братан. Брат, ну если у меня сейчас ебанет онлайн до 100 тысяч, то будет. Сегодня... А, не самодонат. Как ты заебал, ёбаный извращенец. Заходил сегодня в общественный туалет, и мне там настучали по губам. Неплохо так присутствовать. Блядь, ты вообще конченый извращенец. Quickly trying to rotate. They're one of the teams. They just don't want to get stuck too far out in the zone. And I think if these 2 days have shown you anything, is you don't want to get stuck behind the rest of the lobby when they're trying to hold you out. It forces you to waste your heals. It forces you to waste all of your resources just to make it into the zone very, very early on. Кайфовая музычка, как обычно. Ворти и Алекс. Почему у них у всех этот уебищный дробовик? Они просто найти помпу не могут? Или это новая мета? Хоть и болею за наших русскоговорящих игроков. Но Канада достоин больше этой победы. Он больше к этому подготовлен. Даже в первый день приземления лучше было. Просто Малибуке везло с лутом в начале. Ну, честно, я думаю, это твое мнение. И насчет того, кто больше достоин, я бы не стал говорить, в принципе, потому что я не изучал досконально демки и не смотрел. Но если у Канады действительно лучше лендинг, все катки практически. Если у Канады действительно лучше все катки лендинг, в чем я, кстати, не уверен, потому что я за этим не особо обращал внимание, то по факту реально заслуживает больше тот, кто намного лучше отработал локу, условно говоря. Надеемся, что Вена и Квиз сегодня не стоя ноги встали. Сейчас посмотрим. Сейчас мы об этом и узнаем. Бля, будет забавно, если бы во время турнира прям, знаете, вот в одной из 6 каток что-то отъебнет. Будет какая-то черная дыра, что половина игроков засосет, и кто-то рандомно выживет и выиграет катку. Какая-нибудь подобная хуйня перед эвентом была бы. Да, у киберспортсменов горела бы жопа, спору нет. Ну а когда Fortnite так не делали, вот скажите? Fortnite всегда делали, блядь, обновления какие-то перед самыми крупными турнирами, от которых ты в ахуе. Могли фулл локацию разъебать, которую ты задротил, блядь, всю свою жизнь. Сорян, парни, меня дропнули китайцы, во всем виноват шухер. Значит, это канадо-американец, по-моему. Это энергион. Он типа американец, который делает раму.
Блять, какой же легчайший остров в финале, вы посмотрите. Никто не контестит вообще. Но все боятся просто. Фри 15 поинтов. Я хочу, чтобы выиграл Мерстачи или Ваняки, а не ебучий Малибука. Всем хорошего просмотра ИГЛ. Спасибо, Джексон. Сука, придурочный. Сегодня зашел в общественный туалет и настучал кому-то по губам. Что за значки у бэкпака игроков? Ой, слава богу, меня хотя бы про кирку не спрашивают, откуда у людей кирка с первого ФНКСа. А нет, спросили нахуй, только сказал, блядь, спросили. У них есть абсолютно все скины, кирки, эмоции и чат, которые есть в игре. У них специальные аккаунты. У них специальные отдельные аккаунты, которые не связаны вообще с общими серверами Fortnite. У них отдельный сервер. 500 тысяч онлайнов форта. Блять, жестко. 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 Это реально жестко. Подскажи, плиз, как нет в катку сыграть? Как выжить? Я не думаю, что Малибука спрашивал бы у меня совета. Как сыграть, как выжить. Ну подойти к Канаде, нахуй, подсечку ему ебать, чтобы он там на полу остался просто в игре, само собой. А ты лендился в этот момент. Кто-то настучал мне по губам. Но мои бывшие, возможно, часто стучат по губам. Это факт. Судя по тому, что я видел, что она в чатах у стримеров пишет, там девочка уже по всем членам пробежалась. They know 23 above the damage threshold. It's enough to not have to worry about Storm Surge actually doing damage, but it's not enough for comfortability. So they're on the hunt for even more, but they're just on the receiving end of so many other players trying to put their hand in the cookie jar. Так, Ваня Кек мертв, Малибука мертв. Остался Мерстач и Гросс. Сейчас надо будет за них просто максимальный пауэр включать, чтобы они разъебали эту катку. 79 ремейн, 5-я зона. Как-то мои кастомка, блядь. Мирван, привет, хотел Мирван, привет. Я не буду смотреть. Тебя попросить посмотреть этот клип про тебя. Все в перерывах. Все просмотры в перерывах. Нихуёвые перки, кстати, Кризис Вена 200 баллов, чувствую себя отлично. Не идеальный лут, но очень хороший для того, чтобы спокойно зайти в лейт. И, в принципе, неплохо там отыграть. Есть 6 крэшпадов. Вена играет со снайперкой вообще. Пока что все хорошо у ребят, явно. Они находятся в хорошей позиции, набивают сурж. Главное тут, чтобы справа было написано баф. Некое незримое существо. Тогда все хорошо. Или закон. Канаду ёбнули? На этом пурике играет сейчас. Ваникек, Малибука, Мерстач, Гроус. Have the advantage and start off strong. Momentum is everything. And sometimes all it takes is securing that first game. Teeny goes for Если СНГ топ-1 показывает плакат. Супер. В смысле, если, блядь? Он в любом случае сказал, что он показывает плакат, он охуел? Он в любом случае сказал, что он выходит на сцену и показывает плакат. So they're just going to have to figure out what they're going to do to rotate, because going straight in is going to cause for some dangerous situations for them to try to survive. So they need to be looking for some heals, so that way they can go the long way around, find some safety, and just simply get into the zone. Ох, эта музыка, блядь. Я вам отвечаю, мне такое ощущение, что мне она уже снится. Мне кажется, когда я просыпаюсь, я слышу эту музыку, понимаю, что вставать походу рано. Ой, какой фрикил. Какая халява для Вика. Охуеть. Вот так вот занял зону, чуть-чуть посидел и увидел пацанов, которые бегут из зоны, и набил на них 3 дэмэдж. Мерстач! Мерстач сделал килл! Тайсон сделал килл! Найс! Сегодня заходил в туалет и видел, как кто-то настучал по губам Мирване. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо. Буга. Буга уже тоже отлетел, остался его тиммейт керрить. По-моему, Буга уже не в тренде, да?
Ну, если бы я был соло, я бы взял... О, нихуя! Так бы я точно не додумался взять. Я думал, типа, взять крашпады или взять ракету. А чел взял и крашпады, и ракету. Гролс убил Бугу? Ой, ебать, когда вы успели это заметить? Гролс! Ебать, сейчас победа, походу, будет. Ваня, Ванил грехи. Кто такой, блядь, Буга, когда есть Гролс? Мерстач вперед на Се и остальные без дресосить. Ты в топ-1 с онлайн форте. Круто. Круто. Кайфово. Ты в топ-11 по онлайну в форте? Ну надо в топ-1 заходить по онлайну в форте. Вот тогда будет круто, потому что по онлайну в форте, мне кажется, я уже был топ-2 или топ-3. Когда 17 тысяч был. Вот эти рыжие типы жестко играют. Я думаю, у них есть шансы в топ-10 залететь точно. Им еще и зона, смотрите, как прокнула. Чел просто, блядь, в центре находится. Охуеть. Когда тебе так прокает зона, ты можешь расслабиться немножко. Там опять Гролс убил? Или Гролса убили? Я киллфит на киллфит просто смотрел на лут, киллфит я иногда пропускаю, поэтому если что, пишите. Ебать, если Гролс выиграет турнир. На самом деле очень хочется, чтобы Гролс выиграл турнир, честно. Искренне желаю ему победы. Да вообще любой СНГ, но Гролсу прям как будто надо. Он сколько раз уже на ФНКСах этих ебаных играет. А нормальных мест пока не занимал, но я имею в виду топ-5. Топ-5, вот чтобы прям ворваться. Пока вроде все хорошо. Найс, Мерстач ёбнул еще одного, хорошо, блядь. Мерстач еще кильчик сделал. Ладно, два наших СНГ дуо, которые не слились в начале, пока что вроде бы набивают больше всех киллов в катке. onto Podosai and Snazy. They just need to be patient here. They go for the 3-2-1 onto the cover. Вообще видит, блядь, кого-то из своей плечи не That gives them information of where they're located at. So they're gonna about face and go a little bit of a different direction now. Спасибо. Тайсон откуда? Тайсон. Где живет Тайсон? Я не помню, где Тайсон живет. В Германии, по-моему. Может быть, нет, не в Германии. Не помню, где он. А, в Словакии его. How they are doing. A little update, a single elimination, so not really turning online too far yet. As far as Вера 1000 ресов, 5 выше миник. У него хороший был. Снайперка с одной пулей. Ебать, ему зона прокает. Ему второй раз зона прокнула, по-моему, не? Зашла в туалет с внучкой, ему кто-то по губам делал, когда не стучал тыкать. СНГ игрокам призовые выплатят? Да. Да, те, кто здесь, по-любому выплатят. Да. Те, кто уже здесь, по-любому выплатят. СНГ игрокам призовые выплатят. Да. Типа, если ты уже на этом турнире, значит тебе уже 100% выплатят. Вышка у них может, кстати, может быть у Вена вышка, кстати, по факту. Я не видел, они брали вышку или нет? Возможно. Мерстач ротейтся в зону, он еще живой. Ну, как обычно, кто на КГ, а? Как обычно, угадайте, кто на КГ. Либо Квизи Вена, либо Камень с этим, блядь. Левому условия топ-1 от СНГ равно плюс 1 фильм. А если СНГ винит турнир, плюс 3 фильма. А, ты чё? Ты свой обосранный ТГ, во-первых, пиаришь за 59 рублей, потом пошел нахуй. Такими условиями. To play this one out as a solo as well. Those were his last remaining builds. Trying to do it by himself. He's trying to play patiently, waiting for anybody to run past him, not knowing he's there. Trying to hit a little bit of a Чика, бедолага с нулем ресов, с одним кильчиком, без хила. Здравствуйте, Виталий, хочу поблагодарить вас за контент. Очень приятно тебя смотреть. Спасибо, благодарю. Не самодонат, наконец-то. А нормально, что лучший ник на самом крупном турнире 1100 ру? Нормально?
set in. It is very few for now, but there's still more to come if you can survive. Так, Ками Сети пока что на хайграунде. Не могу увидеть Гроза пока что в этом лобби. Не могу Грозу увидеть, покажите мне Гроза. Типа неприятно скинули вниз, хороший лейер имел. Ну, хотя это тоже неплохой лейер, тут никто не файтится, он справа карта обходит. Опа, теперь по центру почти. Нормально. Гроза на втором месте, чего пишите Гроза на втором месте? На данный момент Yeah, sacrificing some HP. That way they can go to the front side. The high ground battle is going to begin. Cammy and Seti, Vino and Queasy with the bounce pad, the fadeaway shot. Пока не считается. Блять, опять! Как же они держат этот хайграунд? Как же они его будут? У них очень мало рез. Если их сейчас кинут, они не выиграют. Квизи ёбнули, это хорошо. Блять, Гроза убили. Мерстача убили, сука. Тайсон вроде жив. Не знаю насчет их тиммейтов. Мерстача точно убили. Живой ли Тайсон? Или живой тиммейт Гроза? Тайсон жив, найс. Тайсон делает киллы. Все, Тайсон наебнули. Недолго он пожил. Успел еще один килл зафармить. Мирвана, ты топ. Хочу на надеть футболку с тобой и кричать Мирвана топ. Спасибо огромное. А где противник? А вот он! Бля, красава, хорошо играет. Неужели выживет? Не, без шансов, скинули вниз. Фликзи! 5 киллов, ультимейта 2, 7 киллов на двоих. Это, максимальный предикшн по киллам даю. Мне кажется, 12 это максимально за 6 игр будет. Больше никто не сделает. Все, из СНГ в этой катке уже никого нет. Блять, Сети до сих пор живой. Бля, какие же они умные, это просто пиздец. Опять хайграунд, блять, достань-то от него! Ёбаный гений, блять! Опять на ХГ! Бля, Сети с Ками это очень умная дуо, я не знаю, но умнее их как будто не существует. Вот ты смотришь на них, как они ретейкают хайграунд, это просто пиздец. Да, нихуя себе, Егор! Спасибо огромное, охуеть, тип. 15 тысяч. Спасибо огромное. Это я понимаю, Егор ворвался, блядь. Ну все, в принципе, Егор, думаю, тут останется. Он показал всем сразу, кто папа, что Егор лучшее, самое прекрасное, великолепное имя. Спасибо огромное, Егор. Здорово, Виталик. Застегни рубашку, а то как флегматик сидишь. Да жарко. Передай, пожалуйста, моим славикам, Максиму, Егору и Саше привет. Смотрим тебя все еще рады. Мир 1-1 остался. Против спиннера. Но лезет у мальчика, его ломают. О, блядь, вот ебаный. Пиздец. Флоппер, бля, выиграл. А был таким грустным, нахуй. А был таким грустным. Вот, изи первая катка, легчайшая. А был таким грустным. Бутылку роняй быстрее, блядь. Ебать там типа мышка за 45 тысяч и чё. Рейзер вот это вот с дырками. Задым, кстати, там в этом. Да, фейк Егор. Егор на лучшее имя хуярит. Забыл написать это на бег. Егора больше никто не перебьет. How did you manage knowing someone was above you on the high ground? You know, I just have the best awareness at this land right now, so like obviously I know there's a man above me, you know. I'm just like уже не такой грустный, как мы можем увидеть. Радуется, уже улыбается, смеется.
I'm best fighter, best piecer, so I was like, all right, I'm gonna just go up 200 pump. That's what I did. Ебать, он на нее смотрит. Этот влюбленный взгляд, но без ответа. Когда ты любишь, но безответная любовь. Она всегда здесь. Незримое существо или закон. Ставлю на спирит. Nah, I just told him it's mad. Мирвана! Красава, не хватает там людей, конечно, побольше, чтобы было. Ну чё, вы готовы? Сейчас Малибука опять будет рубиться. Чё у меня случилось, блядь? Куда у меня кнопки пропали, блядь? Чё я нажал? О, ставку погнали сделать. Топ-1 ТСГ ставку закрываю на нет. Так, а через сколько примерно матчи начнутся? Надо понять, через сколько примерно начнутся следующие матчи. Я думаю, после второй игры или после третьей будет долгий перерыв, примерно на полчаса плюс-минус. Через сколько матчей будут играть? Наверное, матчи первый, второй, третий будут начинаться плюс-минус через 5 минут, как я думаю, максимум 10. Третий матч обычно на лан-турнирах, там полчаса перерыва. Так, ладно, давайте ставку, окей, на 10 минут пока сделаю, я еще закрою. Поехали. Так, кто выиграет локацию, ставка полетела. Поехали. Дуо Малибуки или Дуо Канады? Дуо Малибуки отлетела, к сожалению, к великому сожалению. Отлетела в первой игре, но во второй, я думаю, пора отомстить. Бля, и батя у Фейзера батя крутой, да? Поехал с ним на лан, стримить с ним. Повезло Фейзеру с батьком, что он поддерживает его так, ну, в его хобби, так сказать. Это очень круто, когда родители тебя поддерживают. Кагура нашел кроссовку? Ебать, она красивая! О, господи, выходи за меня! О, боже мой, она такая красивая! Вот the fuck, блять, мы даже ее не видим, он видел только спину ее. Какие ФНКС лучше, соло, дуо или трио? Блять, я мечтаю о том, чтобы ФНКС был соло. Соло самый интересный режим в Fortnite, самый зрелищный, самый эмоциональный. Самый справедливый в плане того, что человек отвечает только сам за себя. То есть тебя никто не закерит, ты отвечаешь только сам за себя. Если следующий ФНКС будет соло и на такие же огромные призовые, то есть весь сезон будет соло, допустим, 3 ФНКС опять там соло, и последний вот такой, как сейчас, на 4 лям бас, это будет разъем. Это будет очень круто. Это будет очень круто. Вот почему черную дыру показали, сейчас чекну. Возможно, будут какие-то сегодня анонсы, да, нового сезона. Первого чаптера. Вообще, если действительно будет первый чаптер, это будет очень круто. Ебать, Fortnite будет интересно играть, на самом деле. Просто вот бегать в ранкер. Главное, чтобы они его не сломали, и катки искала так же быстро, максимум там 1,5 минуты. А то, блядь, я помню, ранкет был настолько изъебан, что ты катку ищешь 10 минут. Это тильт. Сейчас посмотрю, что это такое. Chapter 2, First Snap Chapter, Launch 4 years ago. Нихуя не понял, если честно. Ну ладно, вообще ничего не понял. В чем прикол? Вообще не понял. Блять, что я нажимаю? Как мне чат сделать? А вот, все, супер. Огна МРВ, это что-то новое? Что-то другое? Нирвана! Да я видел этот клип уже, чат, я уже посмотрел его. Я видел это уже, конечно. Но был про сервис, снайп to win of spawn. О, кстати, давайте посмотрим. Если какие-то пиздатые моменты, которые мы упускаем, вот, ищите в твиттерах охуенные мувы. Если какой-то чел один разъебал двоих, троих там,
и он что-то очень жесткое сделал, если кто-то там жестко поснайпил, еще какой-то вак-момент, кидайте мне их вот в эти перерывы. Мы будем их все смотреть. Вот эти моменты. Или закон. Онлайн как у долбаеба можешь оф. Ты никому не нужен, хуесос. Ладно. What the fuck? Это чё нахуй? Не, ну это баг реплея, само собой, очевидно. Мне интересно, он зумом снайпнул его или нет? Бля, ну это вообще пиздец на самом деле. Чтоб так повезло, это жестко. К сожалению, видосик больше не грузится, чисто на разок. Но это было жестко, да. Это жестко. Охуеть. С сундука не повезло, что выпала снайперка, кстати. Ну, снайпнул он. Попытался добить, чтобы он не резнул. Мирвана, СДР тебя. Если будет соло ФНКС, то специализируется. Работает найс. Здорово. Спасибо. Ну да, чё, Егор, да, перепрыгнуть попробуешь? 59 рублей. Ну чей Егор? Так, Фезер берет у кого-то интервью. Или просто ходит, снимает. Обстановку на ФНКСе. Нормально, что чел в этой кофте похож на манимейкера? Что там Кагура делает? Время проебали, блядь, надо срочно идти обратно. Человечество в этом мире. Так это первый этаж. Некое незримое существо или закон. Брата, ты не скучаешь по сквадам? Вот прикинь, ебашит сквад ФНК. Да, я говорил, что самый интересный режим сейчас это соло, либо сквады, если сделают. А чё, катка началась? Ебать! Ставку закрываю! Ставку закрыл! Пошла, родная! Малибука, сосешь опять локи, все нахуй! Бот, блядь, до конца жизни! Сделал качество, Закрыл ставку, сделал качество. Давай, Малибука, блядь, пора разъебывать. Давай, родной! Опа, очень разные лендинги, смотрите, максимально разные лендинги. И кто карту лучше знает, смотрим. Взял Лаган. Давай! Найс! Сюда, блядь! Легчайший! Ёбнул малыша! Ставку закрываем, да? Ебать, я ж вспотел, сука. Смотреть за этой хуйней. Ну, Малибуки ёбнуло. Наконец-то! Хорошо, блядь, хорошо. Вот это я понимаю, блядь. Теперь Ваникеку главное не сдохнуть, потому что в той игре Ваникеку убили в начале. Отсосал Канада. Ваня убил. Ваникек убил, но в той катке он тоже убил, а потом его резко, блядь, разъебали. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, жив он, не жив. Блять, кстати, к Мерсачу вообще какое-то левое дуо падает. Я думал, европейское будет падать. Они, видимо, не квалились и падает NA дуо или бразильское. Я не знаю, кто это. Это NA или Бразилия или Азия? Кто это? Мерсачу падает. У, сука, блядь, сидит на геймпаде еще и кемпит. Ну, если честно, очень грамотно играю. Так и нужно играть эти турниры. Только так. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Ты не захотел объяснять, как выиграть лаку. Знаете, почему их стратегия может сейчас сыграть очень хуёво? Потому что их тиммейты... Ой, их противники сейчас лутаются, у них будут фулл ресы, у них будет 200 хп, у них будет охуенный лут. И если вдруг они прочитают, что их крысят, им пизда. 100%. Они проебут игру. Тут 50 на 50 также. Это может как сыграть в лучшую сторону, как сыграть и в худшую сторону. Но Бака, по-моему, что-то знает. Бака не дурак. Как будто он аккуратно все делает. Блять, он точно что-то знает. Найдут его или нет? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блядь! Он
он реально не чекнул, он чекнул все, в себя поверил и не чекнул. Охуеть. Ну вот. Поэтому решают в этой игре далеко не всегда скилла. Просто на мозгах переиграли Тини с Мишей. Самое забавное, что он реально чекнул 2 входа, а последний нет. Просто в себя поверил, подумал, что тут никого нет. И его переиграли. Да, это вторая катка сейчас, вторая игра. It really has shown so far in the last 2 games, but now Tini has to still close this out with Misha. Yeah, they went from 2 builds to 53 thanks to Baka and that elimination. Bars is trying to fight with his back up against the wall. Все, пизда его тиммейту. Не могут его убить пока что, мешаются немного те люди, которые спамят. Первый шот, второй шот. Все, ГГ. Тифончик еще захилил Мишу сразу моментально. Так, я хочу посмотреть, Ваня Хек жив или нет. Спасибо за сабскрайб. Their drop spot split by Acorn and Cold. You can see that they have lost a fair amount of the advantage of the general area, but it hasn't affected them that much. They have still maintained a very, again, more or less successful. Странно, почему колды, кстати, сегодня не играют сильно. Я думал насчет колдов, что они будут отыгрывать жестко, но пока что, как мы видим, не так уж жестко они отыгрывают. Что такое сифон? Блять. Вот эти ребята, я думаю, что могли выиграть в НКС. Могут. Вот эти аккордный колд. Но пока что их соло-чел сейчас выебет, по ощущениям. Навряд ли, конечно, потому что тут еще фул хп у Корна. Я не знаю, Корну нужно танчить просто урон, но почему-то танчит его Кол. Оп, чел просто по съебам дал. Поедет за ним, не поедет? Не хочет ехать, понимает, что это максимально опасно, рискованно. Но на грибочке нормально. Все, блядь, у них хил спиздили. Прикиньте, какая халява, просто для челов 4 поинта, которые его откуда-то убили с пальмы или с километра карты. Блядь, они каждую катку нокают кого-то и потом несут его к кустам. Долбоёб, спрей же не хилит противников. Блять, а если бы он тимился вместе со мной в ранкеде, как мы обычно это делаем, он бы знал, что противников спрей не хилит. Не доиграл, блять. Познание игры двойка, блять. А если бы тимился с бойцовским клубом, знал бы, что спрей не хилит. Вот так вот. А надо было вкинуть сплэши просто и набивать суржик. Вот так вот. Чё там, шадоу-бомба была или мне показалось? Не, наверное, показалось. Но вряд ли шадоу-бомбу, блядь, в игру добавили внезапно. Как будто шадоу-бомба валялась. О! Смотрим, как они ебали Канаду. И заходит вода, что делать. Балдеть просто, блядь. Где эмоции? Вообще похуй. Я бы орал, блядь, на всю сцену сосать, хуйсос. Я бы орал на всю сцену. Где эмоции? Ну пиздец, просто, знаете, как будто в ранкеде, блядь, убили кого-то просто и все. Знаете, почему у них нет эмоций? Они настолько сильно волнуются, 100%. Они очень сильно волнуются, но хотя, блядь, с другой стороны, я когда сильно волновался, все равно орал. Вот этот чел выиграл прошлую игру. Школу FM. Некое незримое существо или закон. Тебе в дверь позвонили https://slip.twitch.tv//slip/diar/2 They have lost a fair amount of the advantage of the general area, but it hasn't affected them that. They have lost a fair amount of the advantage of the general area, but it Кто, блядь, мне в дверь позвонил? Нету тут дверей. To where the least amount of teams will try to huddle up. Meanwhile, если мне в дверь позвонили, моя собака там с ума сходила бы, блядь, разрывать ее просто, ну, аж злости бы. Начало. У меня собака обычно как оповещение работает. Я звонка не слышу, а собака орет пиздец. Она просто на людей кидается. Бешеная нахуй.
Ричард, он злой пес у нас, он, блядь, пиздец злой. Он, если кто-то звонит домофон, он уже лает, как мразь последний. Ставку на топ-1 СНГ, да, надо сделать. 222 тысячи фолловеров. Вот в Телеграме, если бы 20 тысяч сделали, было бы круто. Я был очень вам благодарен, чат. Если в Телеграме 20 тысяч вот сделали бы, вот это было бы красиво. Поэтому подписан на Телеграм, кто еще не подписан. Там всякие кружочки делаю, всякие приколы, жизнь, РЛ, вся хуйня. Какие-то инсайт-новости. Просто общение с работягами. Погнали. Топ-1 от СНГ ставка. Да или нет? Ставочка полетела. Pretty strong game one. Had some late game appearances there. Another Western pull here. This time we're going a little bit more north. Up towards the Eclipse State. У тебя всего 10 тысяч в Телеграме? В смысле 10 тысяч? А сколько у меня в Телеграме вообще, не знаю. Там, по-моему, больше, чем 10 тысяч. Я, кстати, не знаю, сколько там. They had a feeling it was going to go on that side as Yamzo and Rise just sitting on top of their normal spots of the castle and the gas station, trying to pad up on Surge, and there's going to be a lot of opportunities from teams trying to rotate from the eastern portion of the map as the zone continues. Фу, пиздец, жарко сегодня что-то. Я не знаю, то ли мне от турнира жарко, то ли просто на улице жарко. Надо окно, наверное, открыть. Так. А, да, точно, у меня реально 10700 в Телеграме. Ну надо хотя бы 1012 добить сегодня, было бы красиво. Некое незримое существо. Ну 20к в Телеграме нереально. Карнавал часами. All in all, this is a pretty tough spot to be in. It's gonna be difficult to turn this, situation around. It seems like there's been a drawn-out battle, and Lucy and Seno have been on the losing side. Лишь Стена, бедолаги, 50 резов у него осталось, сидят просто в конуре под железом. Ваня Кек. Вот ты, Ваня Кек. Наконец-то он живой, но... У них, скорее всего, по луту тоже все в пиве. У них, скорее всего, тоже все говне по луту. Парни пиздец боятся, они даже не общаются, они просто сидят в боксе и понимают, что выходить страшно, блядь, страшно. Спасибо за саб. Клик теперь Эмма-мальчик. Ладно, в целом мне похуй на Кликс, но давайте посмотрим, хорошо. Сейчас у меня твиттер прогулится. Один отвал. Эмпатия Эмма. О, господи. Мирване жалеешь о том, что ушел из профснайта, хотя бы ты вернулся. Нет, не жалею. Зачем жалеть о том, что сделано? Не жалеешь о том, что ушел из профортнайт, и хотел бы ты вернуться. Ебать, Сэвэдж кого-то убивает, нихуя себе. Нихуя себе, Сэвэдж умеет играть, походу. Не, я не жалею. Я ни о чем не жалею в своей жизни, что я делал. Что сделано, то сделано, как говорится. Куда не старый ФК Сирка. У них все скины и все кирки есть. У всех игроков аккаунты с бесконечными скинами. Салам, Алдеб, покажи мятину на башке. Да у меня нету мятины на башке, блядь. Салам, нету мятины на башке. Нормально сегодня. Сегодня все нормально. Вот, блядь, дня 4 назад реально была вмятина. Бугу ебут, это хорошо, Малибука живой. По хп, чё по хп у Малибуки? Вот Малибука, все нормально. Ваня Кек Карми тоже проходит лейт. Остров, давай, Ваня, остров, если яйца есть. Как вы думаете, пойдет кто-то на остров вообще? Я не удивлюсь, что его вообще никто не захватит. Пока что все боятся, но через рифту надо по-любому. Бля, чел чуть не снайпер. Или закон.
Блять, кинь уже ёбаный репорт на Севиджа и все. Удачи. Кагура и Канада. Это Баян, мы видели эти клипы уже, чат. Вы кидаете клипы, блядь, 100-летней давности. Зачем? Модераторы, следите за тем, чтобы кидали новые клипы, если кидают старые, мульти на 10 минут. Чтобы не было хуйни, вот просто, чтобы я тратил время на открытие старых клипов. Так, Буга. Буга решил залутать остров, либо Вика. А, остров, по-моему, уже забрали, блядь, или нет? Нет, остров еще не взяли, остров еще не взяли. В этот раз на острове намного больше людей, чем в первой катке. В первой катке было одно дуо, просто с его фри взяли, если не ошибаюсь, дуо Хена. Блять, опять фри остров. По-моему, все равно фри остров. Буга его залутал. Как же легко отдается остров в этом турнире. Все боятся за него файтить. Это не Буга, да, точно, это не Буга, это его фанат, точно. Это его фанат, да. Фанат Буги играет лучше, чем Буга, кто не знал. Да, настоящий Буга тоже играет, его фанаты, настоящий Буга, они играют. Думаешь, может ли на этом туре и произойти то, что было с Литвиком на World Cup? Что конкретно? Я не понимаю, о чем речь. Как вам мои усы? Подготовился как комментатор настоящий, блядь. Зарос как мразь. Наконец-то не лысый. Попробуйте по приколу нажать все F5 10 раз подряд. Проверить, баг работает еще или нет. F5 нажать просто по фасту много раз. Что будет, сейчас узнаем. Ой-ой-ой, нихуя себе лут. Вот это я понимаю, зайти в лейт. Момент у них есть ротейт? Есть у них ротейт или нет? Главный вопрос сейчас. Try to make their own rotation in. The zone continues to pull towards the north side of the map, over towards Eclipse Estates. So if it stays there, this one could get dicey because there's some unbreakable walls, there's a surrounding water, there's even the moon there that we saw Cammy and Seti use early on in this tournament. Clownski grows on the move right now, already setting up. 9000 стало. Работает, походу, дело. Давайте F5 просто хуяйте вот так теперь. Вот так вот нажимаете, сейчас посмотрим, сколько, блядь, долетим. Вот он, блядь, чемпион Гроуз. Охуенные, кстати, перки у Гроуза. Перки очень хорошие Гроуз удал. Пока что в зоне. Подождите, 4 СНГ дуо сейчас живы, я правильно понимаю? По ходу дела победа от СНГ. Пора выигрывать, локацию выиграли, как говорится. 15 тысяч, реально 15к показывает, да. Разгоняемся до сотки. F5 сильнее нажимаем. Бля, прикол. У кого-то 10 пишет пока, у кого-то 7200. Ну 7200 это реальный онлайн, все что остальное это с помощью бага забагало. Скорее всего. Ну а форм, блядь, продолжает ебать. Социальные победители пробуют. 500 и баллов у них. 76 рмейн, 6-я зона. It was well timed and executed on their part, and it puts them at 2 eliminations now. Малибука ёбнул Хена. Найс. Вот все катки, если Малибука выйдет с Локи, он будет жестко ебать. 10к уже пишет. Работает, походу, сука. Привет, Виталий. Разгоняемся жестче, опять спамим, жестче, блядь. Скоро и чтобы сдать, чтобы было 20. Карманный Коран и
хочу прихватить коврик молитвенный в жопу. Банхей кого-то убил, найс. Мерстач с Тайсом пока что 14 место. Надо Мерстачу тоже поднабрать формы. Ой, блядь, 200 респуем, 8 снези, все печально по луту. 15 хп, ну хотя бы в зоне, хотя бы в центре зоны. 6-я зона, 65 ремейн. Вена сдох? Окей. Вена не вывозит по ходу дела этот турнир. Гроз на 16 месте на турнире пока. Не, я думаю, что если бы на раз, два, три все прожали бы F5 разом, ебанул бы баг жесткий. Still got the top of the leaderboard still alive. Pollo Sphinx, Miro Cooper. Rue and Mshari trying to join him on top. 106 and counting. Отсчитай. Давайте я посчитаю до 15 и все нажмем F5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нажимаем нахуй все сразу. Просто одновременно. Сейчас хуяк съебать Twitch лёг, блядь. He's got a long rotate to make no one's move just yet. It's just tough all around. Meanwhile, сработало или нет, мне интересно. Не, не сработало. Но оно как-то странно работает. Оно временами работает, временами нет. 11300. Разогнало, бля, хорошо. Разогнало, блядь. Блядь, а в чем прикол? Как это работает вообще? Вот в чем прикол? В чем прикол? Как это, блядь, работает? Как это работает, мне интересно. Ладно, давайте, если СНГ выигрывает, все 5 просто нахуй жмем. Если СНГ как только выигрывает, все 5 хуярит бесконечно. На, нахуй отлетел бот. Это хорошо. Как это работает? Вот как это работает? Почему вот 11300 у кого-то показывало? Что вершит судьбу человечества? Некое незримое существо? Или передай привет Андреасину Роберту, он каждый твой Гроз кого-то убил, найс! Хорош, Гроз! Найс, Гроз страхает! Подождите, ай, блядь, Гроза убили, сука, накаркал. Привет, Андреасану Робертсону, привет. Спасибо, Влад. Малибука живой, найс, с Томасом живы. Ебать, там лута валяется снизу. Его подобрать было бы хорошо. Мерстач с Тайсом тоже живы. Супер. Ваня Хек вроде живой. Гроза видел Мокли, но возможно не добили, кстати. Возможно, Гроза не добили. До Гроза Мерстач убил. А, ебать. Я не заметил даже. НТ для Гроза, ладно. Минус 1 до, еще 3 есть. 8-я зона, 43 ремейн. Это просто пиздец. Это на самом деле очень большой ремейн для такой зоны. Бесконечный сурф, ребят, бесконечный. Нужно очень много урона наносить. Ками наконец-то не на ХГ. Мерстач с Тайсоном по УКП отлично себя чувствует. У Ками нихуя нет скилла. Поэтому у Ками все в говне. Ну-ка переключи-ка, сынок, на Мерстача. Ваня Кек живой. Супер. Малибука жив, Ваня Кек жив, Мерстач жив. Пошло ротирование в зону, Монако Аксадаст. Какой же сложный у него никнейм, это пиздец. Гобена, плиз, вас. Но... надо, чтобы кто-то Бена делал. На Бена,
Unfortunately enough, there isn't a twin mag. He just had that And Star Striker хайграунд, видя, что их будут контестить, не так просто у них получится овертейкнуть. Строится еще выше, чтобы при... Вот они, 4 килла, нахуй, хорошо, блядь, 2 снурпа, 4 сплэша, 3 болтоса, нихуя себе. Лут у них очень хороший, резов маловато, резов немного, окей. Фу, блядь, мне дыхалки пиздец только не хватает уже, серьезно. Питербот, я помню, как Путрик его хуесосил и хейтил, блядь, говорил, что ему 40 лет играет в Fortnite. Но он, кстати, хорошо играет, без рофла вроде бы хорошо отыгрывает на турнире. Или не его? Как работает Сурж и для чего он? Брат, объясняю. Сурж это такая штука, чтобы ребята просто не сидели, не играли на лейт и принимали какие-то активные действия. Сурж тебе нужен для того, чтобы не умереть от молнии. Он у тебя будет в том случае, если ты просто, блядь, вот чел, который сидит нахуй в кусте и нихуя не делает. То есть тебе в любом случае нужно проявлять какую-то активность. Это сделано для того, чтобы было меньше лагов и меньше ремейн. По какому плейсменту Сурж тебе надо уже посмотреть. Валибука осталось соло, Томаса убили. Ну, вкратце. Короче, грубо говоря, это чтобы игроки не сидели АФК и что-то делали. Если ты сидишь в АФК и не набиваешь урона, ты умираешь от молнии. Тебя дамаж по 25 хп каждый там, по-моему, 7 секунд около того. Валибука соло остался 300 ресов. Питербот опять кого-то убил. Кто говорил, что Питербот бот? Охуеть, он 5 киллов уже сделал в соло. Малибука на ХГ летит, чего? Блять, лагает что ли? Что за хуйню я вообще вижу на экране? Так, до зоны добрался, нужно срочно выпить люр. Хорошо. Заротировался в зону, топ-12 есть. Топ-5 занимает и уже отлично. Питербот жесткий. Но! Блять, 6-й килл, это что за машина? Кто пиздел на него? Кол живой, очень жесткие челы. Так, у Малибуки сам проблемс. Ротируется зоне на крашпаде. Крашпад не очень удачный произошел. Действие сурпа заканчивается. Ресов осталось 300. Ой-ой-ой, как же сложно. Занимает нижний лейер. И не он один так придумал сразу моментально его занять. Блять, пушит бокс. Блять, ГГ. Бля. НТ. В любом случае хорошая катка. Намного лучше, чем Канада 2 сыграл. О, брат. Выздоравливай. Мира опять в лейте, нихуя. Вот на них я вообще не ставил, но он опять в лейте. Он прошлую вроде топ-2 занял. Он прошлую топ-2 занял. А он хорош. Так они на первом месте на турнире сейчас будут. Соло против двоих остался. А нет, тут все соло игроки. Бля, неужели опять топ-2? Ресов нет. Блять, опять топ-2! Ну ладно, это в любом случае хорошо. 2 катки топ-2 чел занимает. Фак. Анлаки. Кто вершит судьбу человечества в этом мире? Ставку закрываю на нет. Бля, теперь самое главное, чтобы Малибука опять ёбнул Канаду. Так, кто главный за чатом будет? Кто главный за чатом? Так, главное за чатом пусть будет Зейд опять. Я сейчас подойду, чат. Я сейчас буду. Пусть комментирует. Смотрим, сейчас буду. It's interesting because you guys were not a duo at the start of the year. You were with different partners. You had to find each other. Why do you think the two of you have come together and managed to dominate this LAN so far? We're both really smart, good fighters. That's all we need. Do you not need brains as well? Nah, we have enough brains. You've got enough brains, but really you're all about the firepower.
Listen, I want to give you the opportunity to talk to your fans right now. I know that you've got quite a few in the audience as well. Have you got anything you'd like to say to them? Thanks for everyone supporting me. And would you like to say that in Polish? I don't know. No? Okay. Would you like to say anything? Thanks for my family who is watching right now and everyone who is supports us. Well, thank you guys. Congratulations. Let's see if you can keep it up as we head back to the desk. Big congratulations there. Cheatin' and Pixie finding themselves yet another victory royale. This is now the second time today we've had a duo that already had a victory royale picks up another. But man, this all coming down to solos. That could have gone any which way for a moment there. For a moment, I was like, if this is Mrs. Miro, she's like, oh, my bad. Whoa, Zeke, don't get ahead of yourself there. The games have been absolutely insane. I mean, obviously coming down to the 1-1, but throughout the end game, it felt like there were so many solos alive, clutching up the points. Yeah, these end games are manic so far. It's like it goes every which way, and then eventually one name or two names just start popping out of the place, and you start going, wait, can they win the game again? In this one, my eyes were sealed to Miro and Cooper. I really thought, okay, last game they couldn't quite do it. They're gonna get their redemption now. 1v1 for Miro again. He couldn't quite do it, but you know, I'm sure there'll be more chances for him to redeem himself. Pixie and Cheating, a team that, if you aren't familiar, right, these are very hard-working players. Like Frankie said, they didn't start the year playing with each other, but once they did get together, things have just been clicking for them. You love to see it. And of course, if you're just tuning in, you've never seen Fortnite, or maybe you just don't know, Victory Royale, of course, even coming down to second place, if you don't get the Victory Royale, it's not that bad, right? A Victory Royale is worth 65 points. Coming second, third, still a massive amount of points as well. But again, congratulations, Pixie and Cheatin'. There's so much that happened in just that game. It's like every time we tune in with another duo, they're either in shambles situations or they're pushing a team, they're busting out these crazy strategies, and has not disappointed so far. Now, Viv, as we bring up these standings, take a look. Cooper and Miro, they're overtaking. They started with a little bit of a lead, and now they have just said, you know what? We're jumping out in front. I mean, back-to-back second places at the Global Championships. Both of them by Miro, solo clutching to that point in time. And Levin, whilst we were watching that game, right, we were getting close to the end of it. You asked me a question. What was that question? I said, are Cooper and Miro about to win globals? It's looking like it. They're sitting up on the leaderboard looking comfy, 2 back-to-back second places. I mean, if they keep playing like this, we're going to get to game 4 and it might be a done deal. The consistency. That's you're gonna hear us say that a lot today over the next 4 games. But man, if Miro and Cooper could keep this up, they very well could walk away champions. I did want to take a look more at the standings though. Let's highlight a few more duos up on this board. I'm looking at Vico and Pink there in 3rd place. Yeah. I mean, with how their weekend's gone so far, I think a lot of people in here were obviously supporting Acorn and Cold after how well Acorn and Cold did in the upper bracket finals. I don't think many people would have expected Vico and Pink to be above them, let alone sitting in the top 3. I mean, they have found some comfort on the stage. Cammy and Seti maybe feeling a little bit uncomfortable with a big switch up coming in today. Both games so far, they have been contested. But game number 2 is a little bit different here. They actually decided to go ahead and split their drops, but it didn't really end up mattering as they still made it into the end game. And honestly, it was the refresh during 9th zone. Хочу сказать спасибо всем большое, кто смотрит сегодня меня, кто фолловится, подписывается на ТГ. Спасибо большое вам. У человечества в этом мире некое незримое существо или закон. Если куплю твой меч, можно, друзья, но если ты с Москвы, я могу тебе лично отдать его. Если вы с Москвы покупаете мерч, я вам лично его отдам в руки. Москвы могу лично вручить в руки. Многим людям уже, человек 20, наверное, лично уже получили футболки, около того. Поэтому, если что, можно, если вы с Москвы, то лично могу в руки отдать. Осталось футболок мало, на самом деле, осталось мало. Осталось мало, могу показать, кто еще не видел. Их осталось очень мало. Остались только для больших дядек футболки в основном. Маленьких осталось, ну как, они все оверсайз. Может, кто не видел.
Вот, это большая футболка, большой вариант для больших. Они еще остались, большие. Вот. Больше такого я делать не буду. С голографией. Это очень большие, это прям для роста там 185 плюс, они прям для дядек. Вот, 148. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Ебать охуенно, я на Рублевке живу, только с удовольствием. Почти в любую страну можно доставить, почти в любую, но доставка будет. Кстати, без рофла, не подумайте, что это какая-то реклама или что, еще что-то. Мне за это не доплачивают, сразу говорю, мне за это больше не заплатят. Кто не участвовал еще в розыгрыше, не зарегался, можете зарегаться в розыгрыше от Спортмастера. И залутать спокойно комп, там еще клавы, девайсы и так далее. Мне за это не доплачивают, честно говорю, я с вами максимально честен. Просто хочу, чтобы мои зрители именно выиграли в этом розыгрыше, почему бы и нет. Потом будут, типа, радоваться. Поехали! Третья каточка. После третьей, наверное, перерыв будет примерно полчаса где-то. Наверное. Игрокам надо будет покакать, пописать. Середина немного левее. Сейчас посмотрю, что там. Клип. You know what they say, time flies when you're having fun. Big switch into game. А, Кагура стоит, ебать, с футболкой, красава! Красава, стоит же! Ха-ха, ему говорят, иди отсюда, говорят. Иванова вроде 100 километров. Вы видели эту хуйню, его прогнали, блядь? Смотрите, он стоит. Ему говорят, давай, иди отсюда. На 10 минут. Отдыха. Хорош, Кагура. Он вышел с футболки, где написан под авторами рук. И про тех, кого дисквальнули, про игроков наших. Или закон? Где заказать футбол? Восклицательный знак мерч. Но Юля сейчас на день рождения, поэтому она вам не сможет сейчас ответить по-любому. Блять, ставку закрываю, понеслась, родная! Ставку закрываю. А, она уже закрыта. Блять, ее вообще нет. Кто выиграет локацию? Ставка на 10 секунд. На 10 секунд ставку, кто успеет поставить? Поехали. На 10 секунд. Раз, два, три. Как только приземляться, я закрываю. Ебать, тиммеры! Хорошо! Тиммеры, блядь! Нехорошо! Нехорошо! Блядь! Сука! Орёт, мразь! До Канады выиграла. Блядь, НТ. That they have though is how far can they take it when the chance is in front of them. I already see Baka that's down. Giannis and Reason. They go for that 50-50 at the top of the tower. Pars, he hasn't even been able to launch pad over. К сожалению, думаю, будь отлетела. Блять, а табличку показывали вообще? Табличку показывали вообще, кто на каком месте? Го посмотрим табличку пока что в игре. Сейчас я чекну таблицу фастом. Я просто пропустил табличку, я хочу посмотреть, кто на каком месте. Купер Мера на первом месте, но это понятное дело, они 2 раза топ-2 заняли. Это вообще гении какие-то, блядь, этого турнира. Ками Сети, как и Prediction, был в топ-5. Из СНГ пока что в топ-10 никого нет, к сожалению. Но еще много каток, еще как минимум 4 игры. Мерстач близок, Малибука близок. Блядь, ну Малибуку слили в этой катке, пиздец. Малибука вот просто не умер в начале, отыграл охуенно. Типа что, 6 киллов и топ-4, это очень круто. Это очень круто, реально. На этом турнире это ебать как круто. Топ-4 и 6 киллов. Но, к сожалению, он отлетает в начале. Бля. Ready to battle it out. They changed up their drop spot. Normally going over towards Breakwater Bay. They qualified to the FNCS
Global Championship. They qualified to the grand finals over towards Breakwater Bay, but sometimes you got to be adaptable in the bush, trying to go for a hide-and-seek style play. Paper getting taken down low, Buzz there with the bait and switch to try to go ahead and save the day, but they got to be careful. Бля, хочется победу от СНГ, очень хочется. Но ее очевидно, вот победу от СНГ кто может сделать? Ну лучше всех из СНГ, очевидно, тут играет Малибука. Но его, блядь, убивают в начале. Вот это самое обидное, знаете, вот чел, который по факту, блядь, ближе всего к первому месту, но очевидно, что Малибука первое место, шансов больше всего, что займет. Но его, блядь, ебут в начале. Все. Invitations were sent out to everybody this weekend. You can join the party if you want to. If you want to take that chance, but Paper and Muzz get taken down. They get cleaned up by Bryson Chubbs, who already have 4 eliminations so far. Impressive way. Тревис, сколько киллов у них, блядь? Че, ёбнулись? 4 килла в начале игры? What the fuck? Тут, блядь, челы в лейте делают максимум 6. У челов уже 4. Finishing towards that top 3 by the end of the day, putting themselves in the conversation. Upper bracket day, they were contested. They had a bit of a difficult time up in the north side. Мира Купер чилят. У них фри локация, они сейчас 2 раза топ-2 заняли. У них сейчас все очень хорошо. Погнали ставку сделаем топ-1 СНГ, 3 СНГ ду еще осталось. Топ-1 СНГ ставка полетела. As TK goes down to Chicho, he gets cleaned up, probably trying to go for Quanti's reboot card. So they're going to be out of this game early on. But Cooper and Miro, I like this. They go ahead and get it uncontested. They loot up. They kind of switch to figure out who's going to go for the early surge, who's going to go down into that vault and try to clean up all that loot. Чего там чекать можно? Jumping over to Batman Booger. Вообще твиттеры надо во время перерыва чекать будет. Having to У нас будет перерыв, и там будет все losing написано. Batman Booga a little earlier than we would have liked the last round or so. But this drop spot, man, Mega City obviously highly contested, plenty of action to unfold here. And then if you just peer off to the outside, you have teams like Acorn and Colt constantly hovering around, so you never really are safe inside this big city. Или серваки отключены. Когда их выбор. Не знаю. Look up and over. Getting a little dangerous here. And you can see his streak. He's the only Канада player вышку in хочет the забрать. world to go for 20 for 20, reaching. Эта локация в первую очередь имбовая, потому что тут есть вышка, которая говорит зона, а зоны знать тут очень важно. Сосать ебаный Малибука. Как же его ебут? Это ласт игра идет. Какая ласт игра? Это третья игра, брат. Третья, еще 3 будет минимум. Еще 3 игры будет. Ебать, без шансов, он аж потерялся. О-о-о. Бэмит, блядь. Радуется, смотрите, как он радуется. That's huge. This team has been slowly but surely upping up their firepower game after game throughout the weekend. It's only a matter of time before they hit their final form. Ритуал на клаве, Рит на геймпаде играет. They've been out of this world so far, consistently performing at the top level. Not only online though, they brought that skill here to the Кажется, если на геймпаде играть, у тебя спина еще больше, блядь, кривиться будет, чем на компе. Возможно, мастер раскидать. Все в Телеграм обращайтесь. Я не знаю, надо смотреть. And so Edgy and Duke just continue on with their rotation. They're trying to not take too many risks early on. We'll save those for the later. Тайсон Мерстач, опа. Что-то придумали. Смотрите, Мерстач сидит за контейнером. Тайсон на ХГ. Тихо. They have the side angles, they have the information. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай! Найс, ебать! Хорошо, блядь, переиграли на уме. Блядь, хорошо. Легчайший килл, легчайший сурж. It was more than just a two-player 3-2-1. Красиво. Буга рядом бегает. Ну, как будто Бугу можно пиздануть, не? Буга подсосался к луту и... Они крысили Бугу, а Мерстач с Тайсоном подловили их. Is still left alive. You see him floating around in the mini-map, ready to kind of make an attempt at that reboot card. Fighting alone is not something anybody wants to do.
Even if they're separated like this, Cammy and Seti going for that forecast tower, which is a Нормально, Ками залутал карточку. Осталось только подойти туда. So Shalom is by himself up in this box right here. Cammy making a move for it. Это такое, чекни. He can go in to seal this. Выигрывают все 5 хуяли, бесконечно. Это читы. MK Papa slides across. Oh, they were trying to get that forecast tower themselves, but no, caught out in the open. They get burned. Замесьте малолетки Бэмет. Да не, на самом деле... Бэмет, я думаю, в основном те игроки, которые турниры не так часто играют, такие крупные. Сильные челы, они, ну и впадлу Бэмете, они настолько часто играют эти пиздатые турниры, что ну, им похуй. В основном. Они просто не тратят на это время. Мира тоже на консоли играет? А Мира? Нет, нет, Мира на клаве играет. Мира клава мышь. Вроде бы. По-моему, он клава мышь. Нет, он на консоли? Мира контроллер? А, нихуя. Вот видите, меня спрашивают часто, возможно ли в киберспорт, кстати, за Ваникеком смотрят, возможно ли в киберспорт пробиться на геймпаде. Как видите, чел на первом месте сейчас на геймпаде. Ваня, ну-ка разъеби его, блядь! А они его тиммейты убили, они его соло пушат. Блять, ну в соло умереть невозможно, давайте, ребят, блядь. Блять, он их сейчас соло убьет. Но Айдроп сильный игрок, конечно. Айдроп сильный игрок, но вдвоем они должны его наказать. Давайте, давайте, с разных сторон. Зажали, зажали, зажали. Жестче, жестче. Ебать, он потеет. Что вершит судьбу человечества? Хорошо, Ваня! Некое незримое существо. Разорвать, разорвать, влететь в него на. Привет, как купить твой мерч? Найс. Привет, брат. В Телеграм написать Юле. Телеграм Юле написать. Но она сегодня не ответит, скорее всего. Ответит либо завтра, либо сегодня ночью. Потому что она сегодня на день рождения. Поставь на знак мерч и там увидите. Of this drop here. Mrs. Savage and Video have been staying late into Slappy Shores, but I don't think they expected. Хорошо. До Ванькека 2 килла, Мерстач Тайсон 2 килла, пока все отлично идет. Не считая того, что Малибуку убили. Опа. Опа, опа. Бота идут ебать. Хорошо, блядь. Тиммейты Сэвиджа ёбнули еще. Хорошо. Красиво. Блять, что за звук ебаный на улице? Это реплей, я знаю, что это реплей, но в любом случае, ну, они его убили, и нам не показывали как. Мы же не видели, как его убили, правильно? Видели? Я проебланил что-то этот момент. Там Кагуру не выгнали вообще со сцены? Не выгнали, а то он с майкой этой выходил, его прогнали, блядь. Wouldn't say slap dab in the center of zone, but they're as close as they can be at the current moment. Using a lot of those berries and just trying to see who rotates nearby. They just don't have a good line of sight over the lobby as of now, so that's why you see them rotating to try. Блять, как же они болеют за эту команду, вот это я понимаю. Как же они, сука, болеют за них. Опять на грибах засели. Но ног у них теперь нет. Ками с этим в зоне пока что находится, долутывают свою локацию. Seti, of course, wrapping things up at the Frenzy Fields. Still danger nearby, though, so you always have to be careful. With that, let's get a word from Mini. Бля, как вы думаете, если Малибука все 6 каток сыграл, он бы был в топ-3? Если все 6 каток сыграл. Я думаю, по-любому. Мне кажется, ну, шансы огромные были бы. Судя по тому, что он одну единственную игру, когда вышел с локации, сразу топ-4 занял. Да, файты в таких локациях в начале это печаль. Но это показывает реплей, как они убили ботов и убили чела. Показывают повтор. У Ками теперь есть
знания на зону. Но, скорее всего, ХГ будет занимать какое-то. А! Сэвидж резнул Ладела? За зоной, смотрите, в слайд Шорсу врезнул. Окей. The awareness of where that zone is going to go thanks to that forecast tower. And if you're one of those teams that may have seen them, may know that it's a chance for Cammy and City, you might want to try to follow them around without Завтра финал еще Rift Спортмастера, кстати, Island. You будет know турнир. how competitive this has been, and now Mshari and Rue are going to Не be помню во one of сколько the first точно, по-моему, teams часов going 5, up может to it. 6. That's been the trend throughout the first games. If you make it to the island first, you more than likely capture it and get those 15 points. You really have to. See. Way to turn the game around for you right here, and honestly, Mshar and Rue kind of needed this. They've been struggling here. They've had a couple moments, so this will surely put them right back up toward that top 15. Опять фри остров. Вы заметили, что абсолютно все катки люди залутали просто халявный остров? Вообще все игры. Все игры люди залутали просто фри остров. Хотя за него дают 15 поинтов, если я не ошибаюсь. Как будто не дают, знаете, просто выглядит так, как будто не дают поинты. Down low, Duke comes to the rescue though. Great tags there, and ну хотя дают. Finally, Edgy gets his heels off, puts him right back into the game. дают. He was waiting for those mushrooms to pop back in there. This is what they do best. They're just slithering by for now. Ой-ой-ой, вот у этих ребят проблемы. Я бы на их месте, мне кажется, поспамил бы качелом снизу поактивнее. Я он настроил. Почему он соло? Его тиммейт, видимо, с другой стороны. Нормально челу в куст прилетает? Он сидит в кусте, ему, блядь, 2 шота в куст прилетает, 1 голову. Батя разрешил, но сказал, что навряд ли мой размер будет. Есть 160? А, но она будет оверсайз. Она будет на тебе большая. Маленьких футболок, говорю, мало осталось. Их максимум 9, может быть меньше уже намного. Может быть вообще нет. Я уже купил твою тишку. Посоветовал друг. Спасибо. Он, наверное, в ближайшее время купит ее. Спасибо. Найс! Чел соло ебет, давай, блядь! Ну, вода у меня каждого, или нет? Чел в соло отъебал их. They need this damage. They actually have to force these fights here. So, should he save up? Should he clutch up here? It'll be okay. You know, Najin wants to turn things around and get the full finish. So я бы Сэвиджа понимать. Oh, he saved him just in time. Ой, успел дать 30 дэмэджа, найс. Ну, такой дробовик, что он не даст поднять ему. Все, Сэвидж умер. Бля, ооо, ебать! Нихуя он фликнул! Он двоих выебал в соло, если чё. Хорош, ебать, дядя. Домой отправил, типа. Охуеть, он фликнул. Он начал хилить слюрп и резко развернулся. Некое незримое существо. Не, ну не оверсайза нет, они все оверсайз. Смотрите, объясню. У меня рост 175, и на мне она выглядит типа такой оверсайз футболкой. Условно говоря, если твой рост еще меньше, то она будет еще меньше. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Виталь, привет. Что делать, если отказала девушка, с которой была единственная возможность начать нормальные отношения, а больше в окружении девушки вообще не притягивают? Забить на нее хуй и развиваться. Просто становиться лучше. Если ты в ее глазах ты будешь лохом ебаным, если ты будешь бегать за девушкой, которая тебе отказала. Забей в нее хуй. Рано или поздно ты найдешь девушку, которая тебя привлекать будет еще больше. Это всегда так работает. Да, тебе порой кажется, что ты, блядь, не найдешь никогда замены, но это не так. Просто развивайся, становись лучше, и девушка сама тебя найдет, пиздатая. It's just enough. It's just enough for some of these teams to rotate in, trying to go for a sneaky sniper shot. Narrowly misses that one. Probably saw the glint coming off of it as soon as he scoped. Не расстраивайся, из-за этого расстраиваться вообще нет смысла. You see, they don't want to go all the way to the side of that. Выиграв НКС, да, она будет, блядь, сама за тобой бегать потом. You don't want to have to battle back. Source may have found an important elimination onto Seti, so you may know where the zone is.
Девушка это как еда, знаете, вот вы любите какую-то вкусную еду и готовы есть ее каждый день, но если вы ее едите постоянно, нахуй, она вас заебывает. Вот ты в ее глазах то же самое, ты еда в ее глазах. Ты за ней бегаешь безостановочно, она понимает, что ты, блядь, легкая цель, легкая добыча, и ты ее тоже заебываешь, поэтому толку от тебя не будет. Вот как она думает. Типа нахуя ей парень, который за ней бесконечно бегает? Это только в фильмах так работает. Forget about those later plans, but for now, I think it's going to be go for that rocket ram. Forget the reboot, forget all the loot, and even that team. Мерстача убили? Серьезно? Пропустил этот момент. У Ками, кстати, тоже проблемы, несмотря на то, что у них есть знания на следующую зону. Они знают, какая зона будет следующая, прокнуть. Скорее всего, он сразу же залендился, он остался соло. Подбрили его. Его сейчас запушат, не? Не, его не пушат. Мира. Мира опять ходит, у него тоже как такое ощущение, что он тоже знает зону. Можно, мне кажется, по логике других игроков адаптироваться, в какую зону тебе надо залендиться. Главное понять, у кого может быть. Хотя не, ну тут, конечно, рандом. Мерстача Канада убил. Пиздец, Туз слился от... Ой, Туз слился, блядь, Туз. Нахуй Туз. Малибука слился от Канады и просто привык, что они тоже там файтились. Малибука слился от Канады, и теперь Канада убил Мерстача. Видите, как все пошло? Мугу ёбнули опять. Ваня Кек кого-то убивает, найс. Главное, чтобы его ответку сейчас не ёбнули. Ваня Кек сделал еще один килл, это уже третий, по-моему. Челоперс на рыбалку, самый бесполезный в игре практически. Почему с перком на рыбалку не падает удочка? Потому что, ну, блядь, это ж нелогично. Где ты, блядь, удочку вообще найдешь в игре? Я ни разу за сезон, наверное, удочку не брал. В этом конкретно. Гроза все что-то печально, судя по его хп и судя по тому, что я не видел его тиммейта. У Гроза какие-то big problems. Мерстача убили, да, до Мерстача топ-6 турнира. Топ-6 турнира до Мерстача на данный момент было, но, к сожалению, их ёбнули, и сейчас они их скинут с позиций. Купер, передай привет своему другу Ярику Геймеру. Некое незримое существо. Или закон. Передай привет сорванцу, Киндеру, Ярику, Геймеру и Зубину. Я удивлен на самом деле, что вот это дуо Элит Булах и Питер Бот трахают на турнире. Они, по-моему, самые взрослые здесь. Если я не ошибаюсь. Сколько им лет, кто-то знает? Мира. Но лут у них полное говно, и уже вера в топ-2 очередной навряд ли. Очень навряд ли. Врываются бокс, пробуют камбэк лут. Неужели убьют? Да, на геймпаде. Блять, убили, реально камбэкнули лут. Охуеть. Просто из говна вышли. У них было 20 рейсов, все, это ГГ, но они камбэкнули, блядь. Охуеть. На первом месте челы, вот как выкрутили ситуацию, еще один килл. Да ну на. Все, у них теперь хороший лут. У них есть ремумент, хоть какой-нибудь армор и ресы. Ваня Кек жив, да, Ваня Кек жив. Жесткие челы. Мира и Купер, какой у них интересно? Сколько у них эрникс? У Мира и Купера. Можете кто-то чекнуть ради интереса? Что вершится в человечестве? Некое незримое существо. Камер соло. До сих пор живой. Же играют на ФНКС.
Если я был там, я бы всех в жопу въебал. Малибу Тасола, кто любит сосать хуй, плюс в чат. Ками соло трайхардит. Я не удивлюсь, что он соло займет даже топ-10 какой-нибудь, при том, что Румейн 43 на 8-ю зону. Осталось 4 зоны всего. Мир опять кого-то убил. Блять, это какие-то очень жесткие хилы. Кто такой, блять, Мира? Мира 5х в НКС. То есть Мира изначально пиздец жесткий был, да? Я просто плохо за другие регионы шарю, и только за европейские знаю, кто тут жесткий. Он везде выигрывает, пишут. Охуеть, и он на геймпаде играет еще при этом. Вот в следующий раз, если кто-то будет спрашивать, можно ли на геймпаде в Евроспорт пробиться, вот вам пример Мира. Так, Купер пиздец какой жесткий игрок, на ИН один из лучших. Купер и Мира, короче, вообще ёбнутые игроки. Я понял. Но по их игре сегодня это видно. По их игре сегодня это видно. СНГ живы, Ваникек нет, Ваникек жив, Гросс не знаю, Ваникек точно жив. Не знаю, брат, любая, которая подходит по форме и у которой хороший сенсор. И беспроводная. Любая. Которая тебе нравится. He gets the finish, but there's duos down low. It's not safe by any means. Starting to run thin on material. Plenty of сейчас хуяк летающий синий банан резко во время ФНКС начинает летать и всех убивать. Ваникек живой. Карми жив. Найс, дуо целая жива. Гролз живой убивает Вена. И Рубен Кебаб разменивает Гролза. Гролз Вена наебнул. Ебать, Вена сосет на этом турнире. Гроза, к сожалению, убили, но он убил Вена. Купер остался соло. Только за Ваникеком Визи тоже живой. Talked about a big game needed to keep them within contention so they don't leave it up to the last moments. Quickly redeploys on over to the other side and goes for the shot, but narrowly misses his opponent. Блять, тот прикол, когда на самом деле столько перков берут люди, которые я вообще не юзал в арене, или в ранкеде, или в кастомках. One of the most impressive duos to pop out of NA right now. And they have the experience, but this is the first time they're Буга жив, вроде бы нет. Его убили. Купер еще успел килл дать. Охуеть. Похилился от Личика. Бля, какой жесткий чел. Фаната Буги убил. Лучше бы он был фанатом Купера. Канада живой, сука. Ваникека убили. Не знаю насчет Карми, Ваникека убили. Купер до сих пор живой, делает еще один килл. Карми живой, найс. Карми, выиграй соло. Все. Топ-2 от Карми, найс! Найс! Топ-2 от Карми, это хорошо! Это хорошо! Топ-2 это охуенно! Красавцы! Сейчас Малибука, его в начале Локи ебут, братик. Да, неприятно. Его в начале Локи, к сожалению, откидывают. You're a man of few words, but you do have some Swedish words for the audience right now. Would you like to say anything to everyone who's supporting you? Ставочку готовы? Два подряд выиграли? В смысле? Подождите, эти челы прошлые выиграли? Я просто как-то не обратил внимания на тех, кто выигрывал. А, нихуя себе челы. Игр всего 6, они выиграли 2 игры подряд. А можно ебальники как-то типа... Улыбочку или что-то, сука, ты на фэнкейсе 4 миллиона долларов 2 игры подряд выиграл, хуйлуша, блядь. Где твои эмоции вообще, почему вам похуй? Миллионеры ебаные, блядь, фортнайтеры. Похуй, челам 2 игры подряд выиграли. Им похуй, им просто похуй. Ты, блядь, $1 миллион скоро залутаешь чистыми деньгами, блядь. Без комиссии. Почему вам похуй? Блядь, если бы я $1 миллион залутал, я бы сбрил все нахуй, блядь, выложил бы на стол нахуй вместе с кубком этим.
Пиздец, им просто похуй. Ну как? Блять, ну, на самом деле, мне очень нравятся вот эти игроки по своему поведению. Вот это прям видно, что воспитанные ребята, скромняги, воспитанные, и при этом одаренные, блять, сука, 2 игры подряд выигрывают. При этом 2 игры подряд выигрывают. Человечество в этом молодцы, мире. молодцы. Некое незримое существо или закон. Скажи честно, когда Ренат приехал в Москву, было желание скинуть его в Москву Нет, не рейс было. с самокатом? Скажу честно, что Корнетик с Ями напились нахуй и рофлили над тем, что сейчас трахнут Мигала, потому что нету женщин, они не могут найти девочек. И Мигал реально в это поверил, и бедолага нахуй забился в комнату и боялся, что реально такое произойдет. Хотя они просто рофлили. Look at their eliminations before they just start to farm them from the higher ground, right? They're just finding refreshes as they go along. And to end the game with 8 eliminations and a back-to-back Охуеть. 2 игры подряд на этом турнире выиграть, это, конечно, надо иметь большие яйца. Надо иметь большой уровень игры. Сейчас табличку покажут, подождите. Сейчас табличку покажут. Ваня Кек 5 место пишут. Вот видите, достаточно просто один разочек топ-2 хотя бы занять, ты уже хуяк с топ-5. Ой-ой-ой, Ваня Кек топ-5, да ну нахуй, на 22 плейсмента улетел с этой игры, на 22 плейсмента, вы прикиньте? Красава. Жестко, жестко. Блять, я помню Ваня Кек еще тот чел, которого я думал, что это ебаный бот с паблика просто. Я помню, когда он первый раз на ФНК сквалился, я рофлил еще с того, что типа это бот ботский, блядь. А теперь чел ебет турнир, трахает. Без шансов. ФНКС Global Championship топ-5 уже. Главное держать, так сказать, планку. Вырос мальчик. Yeah, I don't think it's going to be a good game from them, right? They're going to fall out of first place, and then somehow they just find a double refresh, and then they take out the team that was following them in that second place. Pink. Челы выиграли 2 игры и все равно не на первом месте, потому что в игре есть остров 15 поинтов, и в игре за киллы дают очень много. 4 поинта дают за каждый килл. За киллы на ФНКС дают очень много, потому что киллы сделать очень сложно. А Мира с Купером сделали много киллов. Вот и все. Ну и плюс Мира с Купером сыграли 3 игры стабильно, чувак. 3. Они 2 игры топ-2 заняли и 3-ю зашли в топ-5, по-моему, если не ошибаюсь. Некое незримое ставку я сделал или нет? Или закон. У типов 2 победы, но так, топ-1 ТСНГ ставку закрываю на нет. И погнали next ставочку. Готовьтесь, блять. Кто выиграет локацию? Ставочка полетела на 10 минут. 17 киллов, 3 игры, сильный результат. АВГ плейсмент 3. АВГ плейсмент 3, блядь, за 3 игры. Это очень сильно. Это пиздец. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо. Буги 0 поинтов, реально? Подождите. В натуре буги 0 поинтов или чё, блядь? Да ну на. Домой нахуй можно ехать, по-моему, не? У чела 0 поинтов, блядь, чел победитель World Cup, если что, вот. Блядь, со своей пиццей нахуй. Все. У Savage 16, у Буги 0. 0 поинтов, пиздец, какой тильд, блядь, 0 ПТС. Я бы сильно расстраивался. Ну чё, Егорика есть, блядь, элегатор, кто хочет перебить, или Егор так и останется элитой, блядь, на сегодняшний стрим? Привет, Усач. Спасибо, Фоксичи, привет. Егорика никто не хочет перебить, или вы тоже считаете, что это прекрасное, самое пиздатое имя в мире? Open arms for Pixie and Cheatin'. Yeah, and I think you can see from the interviews, they're not really letting... Half-time show. Что такое half-time show? Это же не next игра через 5 минут. Или next игра через 5 минут. Very alarming almost, right? You don't expect to see that. You expect the players to be shaking and wobbling over their words, like, oh my goodness, where... Шоу, скорее всего, какое-то будет. Да, сейчас какое-то шоу будет. Кстати, возможно сейчас нам покажут, короче...
новый сезон, что чаптер 1 вернется. Возможно, сейчас. Раз это шоу, значит, возможно, сейчас будет какой-нибудь уже небольшой инсайдик. Сейчас посмотрим. Well, it's 3 games in, and well, there's nothing to really win right now, so nothing to lose. So it's just like there's nothing really that we need to like have pressure about, because no one really thinks that we're gonna win or anything. So I think you've got a good chance. You're in 3rd place at the moment, and right now the drop spot feels quite safe for you. Засадь на комментит. Переводи. Она ему говорит, не хотел бы ты законить, ебать, мою локацию между ног. Говорит, я бы, конечно, хотел, но, к сожалению, я фортнайтер, поэтому мне не до этого. Сегодня, блядь, без этих вещей, сегодня я стараюсь выиграть турнир. Как вы видите, получается пока не очень хорошо, но в целом мы идем неплохо. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Привет, Мирвана. В прошлом году тоже был ФНКС лан, который я проебал. Скажи, пожалуйста, где он проходил? Был у Нью или тоже мировой? И сколько там было? Он был... Я не помню, кстати. Я не помню, брат. Честно, не помню. Может, в чате кто-то, у кого хорошая память, скажет. Мировой лан был точно, по-моему, в Далласе. Плакат сделал, я видел. Well, there's like stuff like you need to understand. Ставку ставьте, если что. Games actually, and like look for surge and all that stuff, and that's like something that Bloodix is really good at, and yeah. It's one of the things that's ever changing about Fortnite. Given that you are in this 3rd spot, you can go either way now. You can go up. Obviously, you can go down, and you can go all the way. Занимаюсь спортом, пока что нет. Я болел, очень долго болел, недели 3, наверное. Сейчас. Well, I don't see myself lifting it right now because there's a huge point difference between 1st and 3rd place. But these next 2 games, я видел клип, можете смотреть. И сразу воспоминания с 17 сезона. Штормы, теряя ФНКС, выиграли. Я сейчас внизу скупую мужскую. Да, было дело, было Давай, подходи к ней, скажи ей, чтобы она передала привет Мирване и всем зрителям. Так, Кагура где? Пора в майке выходить. Его, мне кажется, не пускают уже. Сейчас будет какое-то шоу. Как вы думаете, плюс чат, кто верит в то, что сейчас во время перерыва вот этого шоу покажут какой-то инсайт нового сезона. Минус чат, кто думает, что это будет в конце, равно в чат, кто думает, что вообще сегодня нихуя не покажут. I'm at the top, I can't do anything, I'm the very best, you'll never actually improve. Now, we kind of Бля, я бы себе покушать на самом деле замутил по-быстрому. Кто главный за чатом будет? Мне надо погреть еду. Центрик, ты главный за чатом. Cammy and Seti, though, they might have this, like, they haven't quite made it up in the stand, they haven't got a victory on, not even a top 5, whatever. And then they end in 1st place, right? From this position. And we're only halfway through. In 3 games, they can make it happen. So far, for me, Cammy and Seti's performance has been about hanging on, right? Giving them actually a chance to go ahead and hoist the trophy at the end of the day. Because so far, as I was talking to Levin about while we were watching that game, we really haven't seen a good game from them yet, a solid one. Usually this duo is very, very tight-knit in the sense that they are both alive late into these end games, but we have just seen solo clutch performances, which, by the way, is very, very rare for this duo, to just hold on to that 4th place, which is why that 4th place, to me, is so impressive. Yeah, no, I want to really emphasize that, because you're spot on there. They have not had a good game by Cammy and Seti standards. Like, the best is still yet to come from these guys, and the fact that they're in 4th, and you could argue their performance hasn't been anything amazing by their standards, just says everything you need to know about this duo. You know, and we're talking about it a lot, right? Obviously, of course, right now we are on a break, so there is some time to maybe sit back and actually talk with each other, kind of figure out what's going wrong. So maybe this is the reset that they need. I think so, right? I think all throughout the year when they face hurdles, even at times when it maybe looked like maybe this duo would split up and things weren't going to work out for them and it was going to be the end of Cammy and Seti, they've been able to work things out. They've been able to get together, get on the same page, and it's paid off every single time. Absolutely. We saw 3 games, right? Anything can happen. They just need one insane game and they could suddenly overtake that #1 spot. There's a point differential
but we can't focus on that, right? We have to focus on the job we have to do. As we turn our attention back over to the standings, let's just take a look here as well. I'd love to highlight Carmi and Banyak. They're in 5th place, up 22 places. Again, it takes one good game. And then suddenly we just shift. Сейчас таким образом рейтинг топ-75, команд всего 50, потому что, чтобы изначально на этот ФНКС нужно квальнуться. Квалилось на этот ФНКС 75 человек. Потом ты приезжаешь на лан в Данию, то есть находишься на этом ФНКСе, и тебе дается 2 дня, чтобы квальнуться в финал. И те, кто не квальнулись вообще никуда, у них все равно есть Ирникс. Она сказала, что передаст привет Большому Пеничу. Понял. He didn't actually win a game, so those back-to-back second places. Все просто, все просто. Я вот думаю, заказать что-то похавать или нет. Так, в Телеграме 10 800 подписчиков. Работяги, блядь, накинулись. 11 тысяч сегодня надо сделать. Накинулись нахуй! We can't be slipping, right? We have to keep moving forward. We have to kind of shore up these mistakes as quickly as possible. Надо 11 тысяч сегодня делать, точно. You know, why don't we reference some of the other in-person events that we have had, right? We had Invitational. Now, of course, сегодня работяги попадают, так сказать, тоже в историю, кто в чате. Вот, записываем. Випы ебаные, если еще раз увижу нахуй 5 сообщений в ряд, сниму випки, клянусь. Это не шутка. А я не понял, почему Мирвана с Канадой всегда в одном лаку летят. Это условие какое или чем? А я понял, почему Мирвана с Канадой всегда в одну логу летят. Малибука, может быть, а не Мирвана. You talk about momentum. We gotta slow things down. We are halfway through the competition, and what I want to see is 10 900 подписчиков. Сука, 100 подписчиков ТГ не хватает. Я хуею. Completely slow things down. I just want to change things up. We've had a lot of gameplay, but now we're gonna introduce some music here for the halftime show. Coming all the way in from California, we have something very special in store for you here, Copenhagen. DJ, producer, musician extraordinaire. Ну, накручивать, да не, накручивать не надо. Ебать, типа компас на груди. Чтобы не заблудиться на всякий случай. Сейчас будет что-то. Блять, а почему экраны потухли? Сейчас, походу, что-то будет реально. Экраны, смотрите, как там свет выключили. Опачки! Опачки! Анонс! Опачки! Первая глава! Да ну нахуй, неужели тизер? Неужели тизер? Блять, у меня сейчас рейс там сгорит. Удачного сука, стрима. но я пропустить не хочу. Всему Опа! большой привет. Опа! 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 Привет, брат, спасибо за донат. Опачки! Анонс нового сезона, блядь! Первой главы! Бля, у меня рис горит, быстрее! Fortnite, how we feeling, baby? What the fuck? We're two friends just on to the job tonight. Где анонс, нахуй мне диджей? Где анонс? Нахуй мне рэперы, блядь? I need all y'all right here. Put the hands in the sky. Put them up, put them up, put them up. Show me what we got. А может быть это и будет анонс? Come on. Бля, я будто в клубчик пришел. Диджей Смэш, блядь, ту-ту-ру-ту. Я за рисом сейчас приду. Fortnite, let's keep it going strong right here.
Follow us on this one. Got a lot of love, little bit less money. Don't need too much on me. Besides you, met a couple friends, but I never really see them, cause I don't really feel them. They don't look like you. You've been on my mind, 9 to 5 and then 5 to 9, yeah. Up the whole night, dreaming when I'm near your body. I can't shut my eyes with you in my bed, even when I'm tired. The PM be turning to AM and I couldn't resist you. Где анонс? Я уже поверил в анонс на секунду. Может, это, конечно, анонс на фоне, но я сомневаюсь. Y'all ready to go a little bit harder right now? Нихуя себе! Группу Рамштайн позвали. Руками Даса. Скорее Трэвису Скотту, блядь. Y'all will know this next one. Let me hear you guys sing it with us. Ебать прикольно сделано, да? Такой вот там находиться вообще, наверное, имбово. Блядь, нахуя им так много барабанщиков? Им говорят скрим, они все молчат, блядь. Ебать, Дуделкин! Лез!
Бэтрек охуенный. Рэхэмба. И сам задонатил. Если мешать, то это задонатил. Убери донат. Мешает смотреть. Кристине и Владу привет. Ебать там вайбово. Очень круто выглядит все. Как же они подготовились? Неплохо. Бля, люди заходят, пишут, кто выиграл, когда турнир еще не закончился. Вы вообще угораете? Никто еще не выиграл. Нихуёво так. Побывал, как говорится, на турнире, еще и на концерте одновременно. Да, сидеть там, наверное, сейчас было бы круто. Fortnite, how we feeling out there? Let's keep it going. Вот бы нам такие концерты мутили во время Да кошмарчиков. Сидишь с 12 пейнтами, вдупляешь на маршмеллоу. Либо во время соло-турнира чисто кварнулся, блядь, 7500 игроков. Думаешь, что пиздатый, тебе еще концерт делали. Берите кисмик отдает, да, есть такое. Но я съел все равно. Похуй. Все равно дома сижу, если обосрусь, то недалеко идти. У меня просто жрать больше нечего. На заднем плане история Фортнайта. Кстати, возможно, реально задний план история Фортнайта. Там была руками Даса. Ну, блять. Ну, это, думаете, хоть как-то связано с анонсом? Мне кажется, навряд ли. Просто, может, показывают. Хотя, кто знает. Опа, девочки выходят. Нихуя. Некое незримое существо. Или И нахуй. А, я думал, они вышли и все закончилось. Зайдите сами чекните. What the fuck? Бля, малыха, что ты творишь, а? Моя ты пампуша. Ух ты, блядь, еще и на передовой. Ой-ой-ой. Как же она двигается. Балдеж. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да она двигается лучше их всех, блядь. Без прикола. Я в ахуе. Я вот играю в Fortnite, все его существования. Никогда не было анонсов на турнире. Были. Поэтому сидим, слушаем идеи. Были анонсы на турнирах. Вроде бы. По-моему, были. Я помню, что было что-то. Блять, как будто Ольги Бузовой танцуют. Не, у вас нет такого ощущения, что как будто каждая из них это Ольга Бузова какая-то, блядь. Они везде похожи на нее все.
Second time even louder. ТГ осталось 30 человек. Накинулись нахуй. Подписались. 11 тысяч ТГ надо сделать. 11 тысяч ТГ. Показал. Брат, ну это же не, это же турнир, а не место, где люди выпили, блядь, по 10 бутылок водки и пошли в разгон. Это ж турнир. Бля, замутьте человек, который клип кидает это. Так, а теперь анонсик, давай. 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 My mind is absolutely blown. I was just watching the halftime show on the screen. We were having a bop outside with the rest of the Fortnite team. Yes, I know no one has referred to it as a bop for about 30 years. 11 тысяч, наконец-то. Наконец-то. Ну, как говорится, после 11 тысяч идет 12. Накинулись. Пора 12 делать. Zeke literally looked like an in-game character doing the dance moves. I thought he was going to bring out the floss at one moment. I was like, Zeke, that is so true. I think he did. I think he actually did a little bit. Yeah, just a little bit. That's how much he loves Fortnite. It's true. Well, how would you describe your Ладно, 15 тысяч ТГ, если... Нет, если 20 тысяч ТГ делаем каким-то чудом, 10 фильмов плюсом. MVP from that performance? Yes. Man with the sax. Oh my gosh, how could you not? And that was live. That wasn't a pre-recorded guy just sax syncing. I don't know what the sax. Если 20 тысяч сделаем каким-то чудом, накрутка не считается. Накрутка не считается. I find it so hard to walk down the stairs of the main stage, let alone some narrow stage steps. Давай каточку, бля, сейчас Малибука будет ебать или сосать. Ну-ка попробуем еще раз баг этот. Готовы на счет 10 F5 нажать? Сейчас проверим. Работает, нет? На счет 10. На 10, когда я называю цифру 10, F5 нажимаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нажали! Сейчас проверим, сработало, нет? Are going to throw everything at these last 3 games. Do you like the segue? That was good. That was really good. Thanks so much. Been working on it. 3 games left, and there's obviously a few duos that we have to talk about. Семька не изменилась, сука. Только меньше стало, блядь. Going to overtake Cooper and Miro because they are 100 points clear and they're so consistent in getting to those end games. I mean, not only do they have the highest amount. Вообще сегодня ебанутый какой-то онлайн. Сегодня на самом деле ебанутый какой-то онлайн. 9к, вот это нормально, вот это нормально. Разогнались, ебать. Вот это нормально. Сколько еще играм играть? 3 игры, брат, 3 игры. Сколько еще игр им играть? И можешь передать привет Мирорк на 1Т и Азартия. Привет, Мирорк и Азартия. Привет, передай, пожалуйста, Артему. Привет, Артему. Спасибо, брат. Ладно, давайте попробуем, знаете, какую методику? Не один раз нажать, а много раз заспамить. Много раз нажать, прям много раз. На счет 10. Прям много раз так спамить. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте! Просто спамьте, попробуйте F5 просто спамить. Сейчас нахуй модератор сейчас заходит, говорит, что вы тут делаете, а мы просто играем в игру, блядь. Why can we actually feel the heat from those flames? I want to keep the party going, bro. I don't want to stop. Let's just keep it going. Tell them to come back out, man. We can keep it going, Just keep going while we continue the competition. Just let it run wild. Все, надо зачилиться, и возможно что-то произойдет. So as they're changing the songs as well, it's just the arena lighting up, kind of in like tandem with the songs. Man. 500 тысяч сейчас ебанет онлайн одновременно из-за спама. Casey on the sax. We became best friends. The GOAT. The go. Now, as we kind of get ready here, we have some time before we jump back into the game. The players have kind of taken a bit
They're stepping back, they're getting some food, talking with whoever they need to talk to. 9500. Блять, что за прикол? Реально какая-то фишка есть. The numbers. Let's take a look at how things are kind of going here in the grand finals. When we take a look at the Вот они, Most Eliminations. Больше всех киллов сделали Купер и Мира. На геймпаде играют ребята. Нормально. 2 доширака, блять, 11 нахуячили. Вы понимаете, что топ-4, топ-5 по киллам это 10 киллов? Надзор за тимерами. Будут репорты правосудия сегодня. Не, сегодня все играют справедливо и честно, дядь. Сегодня все красиво, по красоте. Здорово, брат, передай привет бобру из Маньчжоу, пожалуйста. Не сегодня день рождения, привет. С днем рождения. Пожалуйста. У них сегодня день рождения. Поднимает средний онлайн одной кнопкой, да. I was curious to kind of get your thoughts. So how do we slow down Miro and Cooper right now? Are they contested? Because it seems right now like they're uncontested. Or if they are, they're just winning off every spawn. Какой коврик топ? Честно, я бы посоветовал всем мой, но я не знаю, возможно ли заказать его в Россию сейчас. Какой коврик? У меня Aqua Control. Коврик кастомный, то есть со своим рисунком, который я сделал, большой на весь стол. Очень качественный коврик, охуенный, круто сшит, круто сделан. Обшивка по бокам. Скилла, да. Да, я его сделал 2 года назад или 3 года назад его еще сделал, до сих пор живет, с ним все будет. Или закон. Мирванус у меня полностью. Да ебать, сколько дней рождения-то? Поздравь Ваню с днем. С днем рождения, Ивана. С днем рождения, Ивана. Имя, конечно, хуйня, но с днем рождения, брат. Кирилл, Данил, блядь, Паша, Антон, Гена, Дима, Сережа, это все залупа, а не имена. Вот Егор! Это да. Малибука с Томасом видно, что расстроенные сидят. Им не нравится, что они контестятся с Канадой. Видно, что парни расстроены. Бля, был бы я там, я поддержал их, подошел, сказал, вы чё, ебать, собрались, блядь. Собрались, блядь. Вы сейчас разъебете его, нахуй. Хотел пошутить кое-как про собаку, но подумал, что лучше не стоит. Ладно. Не будем об этом. Because actually yesterday we saw a moment where there was like 4 duos that landed on it, and they're like, okay, look, you got here, that's fine, we'll just let you have it. Понеслась, родная. Сейчас каточка стартует уже, я думаю. С минуты на минуту они уже ворвутся в бой. They were right under the Rift Island spawn, and we were like, oh look, they're probably going to get it, and then they just didn't go up for it when I really feel like they were in a position to. So still a lot of these teams not willing to go for it. Yeah, it's weird, right? Because like you said, they went from showing so much respect there for not going for it, then the next game they get an elim and they start, you know, doing the griddy on their opponent. Right? So clearly, you know, where they choose to give and not give respect is a bit different, and it depends on who it really is. I'd like to see some more teams get involved in Вы мне лучше бы, блядь, вместо того, чтобы скидывать клипы, которым уже 3000 лет и всякую хуйню, модераторы, мутьте за клипы, которые кидают от других стримеров какую-то хуйню вообще не по теме турнира, во-первых. Во-вторых, вы мне лучше бы кидали твиттеры, кто что пишет, например, кто о чем говорит, чтобы мы почитали, например. Вот что-то подобное. Но люди, наверное, в твиттере сейчас не пишут, потому что они играют турнир на лане, поэтому они в твиттере особо не общаются. Какие-то жесткие моменты, где кто-то там разъебал жестко. Передай привет из Гитлера. It's not necessarily gone under the wayside, but that forecast can be so powerful for a duo. I wonder if that's Objective points. Кен залутал 30 поинтов на острове, прикиньте. 30 ПТС, ебать. Это знаете сколько киллов? Ну это 8 киллов где-то, чуть поменьше. Это 7 киллов с половиной, грубо говоря. У них телефоны отбирают, бред. Не отбирают у игроков телефоны. У них есть смотрящие. Видите, видишь, бабушка сидит, блядь. Вот у них смотрящие, которые следят за ними, чтобы они не стрим-снайпили, чтобы они играли честно, без щитов. У каждого дуо есть смотрящие. Отбирают телефоны. Что вершит судьбу человечества? Да ну нахуй, серьезно? Некое незримое существо или закон? Как думаешь, Артем хуйло? Нет. Ну имя хуйня. Отбирают телефоны, ебать. На ESL у нас просто не отбирали телефоны. Но просто следили. Пишут, что отбирают. Все окей, хорошо, чат. Окей, учтем. Это надо к модератору Дискорда. Разбайте, если что, модер Дискорда, Ризи Бота. Что вершит судьбу человечества в этом мире?
А вот это нехорошо, оскорблять друзей. Клим и Давид Лохи. The very first 3 games today have done nothing except deliver action after action after action. So many insane moments. Канада единственный игрок в мире, приглашающий во всех 20 гранд-финалов НКС. Оули щит! Так-то это пиздец достижение. Ну, Канада очень жесткий, поэтому мы либо контра-хейт локации. Пошла родная нахуй, Малибуха! Ну-ка дай ему в рот, блядь! Заставь его не приехать на следующий. Что вершит судьбу человечества? Некое Пошла жара. Или закон. Давай, спам. Привет, пожалуйста, моей сестре. Блять, опять Канада лучше лейнит. Ну он нереально лучше лейнит. Хотя тут спорно. Блять, пошла жара. Некое незримое существо или закон. Блять, не попал нахуй! Нет! На нахуй! А помните, о чем я говорил, что найдется дуо, которое просечет фишку и будет их подсасывать, как лохов последних? Все, 2 дуо отлетело, а чел залутал фрикилл, фри 4 ПТСа. Помните, кто был на том стриме, помнит тот турнир, когда просто нашлось дуо, которое подсасывало каждый раз дурачков, которые файтятся на этой локации 50 на 50. Вот, один из них нашелся и на этом турнире. Флэшбэки, да, блять. Как когда они с Тузом файтили, было дуо, которое их пиздило. Что вершит судьбу человечества? Пиздец. Ставку удаляю, потому что никто не выиграл локу. Будем честны, никто не выиграл. Хотя... Почему у фаната Буги больше поинтов, чем... Хотя, подождите, не, нихуя. По факту выиграл ее Канада. По факту ее Канада выиграл, они же убили их. Не, все честно, дуо Канада выиграла, потому что они первые убили их. Все честно. Типа они выиграли локу, а то, что их убил кто-то другой, это не считается. Малибу как хуесос. Гроза упал Климент? Серьезно? В этой карте Гроза упал Климент? Откуда ты знаешь, Слэппимен? Откуда ты знаешь, что Гроза упал? Ты увидел? Бля, такое ощущение, что Малибуке надо то ли срочно что-то менять, хотя уже как будто менять уже поздно. Ну, прям вот выглядит это просто так, что сейчас настало время, когда локацию нужно менять. Потому что третье дуо прошарило, что их можно подсасывать. Факт, факт. И сейчас им станет еще сложнее играть каждую катку, что Канаде, что Малибуке. Это плохо закончится что для Канады, что для Малибуки. Ладно, ребята, у нас так-то легендарное дуо. Ваня Кек Карми, блядь, топ-5 турнира сейчас. Прошу не забывать. Топ-5 нахуй турнира. Ваня Кек Карми на данный момент. Прошу не забывать. Топ-5 за турнир это 200 тысяч долларов. Прошу не забывать этот момент. И Канада за такую помойню. Понимаете, что каждый... Но надо минимум топ-2 занимать, я считаю, да? 200 тысяч как будто мало. Вот надо топ-2 занимать как будто. Надо топ-2 занимать. Сейчас я прочитаю твой донат, я прослушал просто пока пиздел. Ну хай Малибука и Канада такую помойку пиздится. Это не помойка, это локация ебаная имба. Объясняю почему. Это локация, где не забаганные камни. Это локация, где миллион железа. Где дохуища камня лутается за минуту, где лутается куча железа. Это центр карты, что до зоны тебе будет всегда недалеко, и мимо тебя будут все бегать. Ты строишь вышки в центре карты, и ты набиваешь сурдж. У тебя есть люртрак, ты можешь не тратить даже хил. У тебя очень много сундуков, у тебя центр карты, у тебя очень много ресов, причем железа, которого на карте сейчас в этом сезоне мало. У тебя центр карты из-за того, что ты можешь тегать всех, просто строишь вышки и тегаешь, все. Поэтому вот так. Болею за Мистача. БТW. Чекни твиттер. Это вообще тильд для СНГ. Комментит https://x.com/backnu.com/statu/17175935322460149 вопросик. А, да. Читины Пикси в настоящее время занимают второе место на турнире из-за того, что дисквалили Хоули и Нефризи. Кстати, охуеть. Да.
Да, это жестко. Вот они, вот они, вот они, нахуй. Хорошо, блядь. Они живы, у них все хорошо, вроде как отстроили уже вышку. Не файтятся, это самое главное. Это самое главное, пережить начало. За что дисквалили? Потому что они играли с территории России. Но есть один человек, который играл с территории России, но он сейчас все равно на этом турнире. Но они написали Юле, вот те, кого дисквалили, они написали Юле Крамник, что они играют в России, и их на следующий день дисквалили. Поэтому я думаю, что им просто за языком надо было немного следить. Ну, так сказать, знать, кому стоит говорить, что кому нет. И, возможно, их бы никого не дисквалили вообще. Он играл в Сербии, если про Грозно. Да, Грол в Сербии играл, ребят. Грол в Сербии играл. А я не скажу, про кого речь, блядь. Угадайте. Вадел, блядь. Вадел в этот момент в Иваново находился. И играл, нахуячил, блядь, в моем городе Иваново. Хуярил рядом с Тополем, блядь, турнир. И сейчас играет тут почему-то в Копенгагене. Вы что думаете, почему он по-русски умеет говорить? Потому что я его научил, блядь. Он в Иваново все это время играл, ебашил турнир. Потому что там дешевая аренда квартир. Some of these teams looking to Вот hit a second wind of sorts after that halftime point. And also just the respect they have for the opponents here. You really have to. Let's not forget, for match 4 grand finals, to get this far into the tournament stage, you had to qualify based off your performance all year long. Что такого, что они на территории РФ играли? Потому что по правилам Fortnite на территории России нельзя играть турниры. Но скажу так, если ты будешь меньше пиздеть, то никто это даже не проверяет. Все русские игроки по факту выводят призовые по сей день. Ну, короче, если ты будешь, блядь, не дураком, то ты сможешь, будучи жить в России, играть в России, при этом выводить призовые. Но просто нужно быть не долбоебом и не пиздеть налево-направо, откуда ты играешь. Вот и все. Если ты киберспортсмен. Вообще, МР Светш с Краснодара ебашил квалы. Вообще, мистер Сэвидж Краснодара ебашил квалы. Согласен. Блядь, я после первой катки заданил сплит, на который никто не падает. Малибука же сам знает, кто куда падает. Во-первых, играет у Малибуки нету телефона. Знает, что у них отбирают телефоны по информации, которая прошла. Теперь, как он должен сам понять, когда у него сейчас такие нервы, расстройства, что ему нужно, блядь, падать в другую локу на сплит? Да, конечно, если бы он был супер грамотным игроком и хотел бы упустить локу, но, как знаем, Малибука, блядь, никогда не отдает свою локацию. И я не думаю, что, знаете, как это... Да, базара 0, тут играют деньги, но Малибука не бедный человек, правильно? Поэтому, я думаю, он не особо не обеднеет от того, что займет хуже плейсмент, но зато, блядь, Канаде он будет руинить, блядь, до конца. Ну, мне такие ощущения. Ну, конечно, если ты более умный человек, то ты забьешь на всю вот эту хуйню детскую и реально просто найдешь другую локацию, чекнешь реплей и разъебешь турнир. Типа, умный человек сделал бы так. Принципиальный человек навряд ли. Just inside of Frenzy Fields, finding some nice shots with that twin mag, and that's going to be a decent collection of surge tag damage for the time being. Relatively split right now from Cammy. Seems as though там нету they're trying to реплея. prioritize different directions, but Блять, то, что там нет реплеев, с чего вы взяли, что там нет реплеев? Это бред. Мне кажется, там есть реплеи. Да даже если нет реплеев, какая разница? Открой стрим, блять, посмотри стрим, как кто куда падает. Вначале все понятно, приблизительно плюс-минус. Там две вкладки, шкафчик и стензания. Да, возможно, у них нет реплеев, потому что у них Fortnite, я как уже объяснял, отдельная игра. То есть вот у нас есть две игры Fortnite, есть Zero Build, есть Build Fortnite, да? Две игры в Эпике есть, вот как у меня, сейчас я вам покажу наглядно, как это выглядит. Просто вот видите, у меня типа две игры. А у них есть еще третья игра Fortnite конкретно для турниров.
Поэтому, возможно, у них действительно нету. Такая вероятность присутствует. Он слил спам. Заходит в реплей и смотрит, кто куда падает. Он же, сука, не первый день играет. Повторов, возможно, Знает, что нет. контекст заканчивается плохо для всех. Ему телефон не нужен. Он просто открывает повтор и смотрит. Повторов, возможно, нет. Вот он суть. Рован Кебаб с резаным решил зафайтиться. Окей, подходит еще одно дуо, которое, возможно, подсосется. Пикси-ба. Пикси-ба сейчас на каком месте? На втором? На втором, да? Подходит рядышком. If they can time this battle correctly, they'll be right there, earning themselves a good number of points. But no, things slow down. Балибука здесь нет. Его вначале убили, Некое незримое существо. Или закон. Здорово, ты очень классно. Спасибо большое. Хотел спросить, есть у Малибуки шансы на топ-1? Хорошего стрима. На топ-1 скатки, да, на топ-1 турнира, думаю, нет, уже нету. Но на топ-5, думаю, еще есть. Если он не сольется, 2 следующих игры. На топ-5 есть, на топ-1 нет. Топ-1 224 поинта. Они сыграли великолепно. Они отыграли 3 игры, 2 игры топ-2, 1 игра топ-4 и топ-5 плюс-минус. Вот такие вот дела. Ой-ой-ой, нихуя он на характере преснул. Чел, блядь, без хп бегает. Преснул ты. Позабавился реплей. Бля, ебать, был бы угар, прикиньте, какой-нибудь баг случился бы такой, что чувак какой-то был бы бессмертный, блядь. Как бы комментировали комментаторы эту ситуацию? Но я думаю, поугорали бы и отменили катку, в целом ничего страшного. Только время проебывается. Ваня Кек жив, вроде когда не видел его в киллфиде, работяги бы написали уже, что он мертв. Ваня Кек еще живой. Вроде жив. Пока все окей. Ну, конечно, у них пиздец. Локации им баланс. Я чувствую, что этой локации... Если Мира и Купер сегодня выигрывают турнир, этой локации пиздец. Я уверен, что туда будет падать, блядь, каждый второй славик, думая, что у него просто была хуевая лока, поэтому он не мог выиграть, и они все будут падать туда и сосать. Так всегда обычно. Кто выигрывает их локации, их можно забывать вообще про нее. Им. Туда будет, блядь, весь сервер падать на каждом турнире. Сука, это моя локация, здесь не будет. Но если он выиграет, все, можете забыть про нее, я вам говорю, там будет очень много людей. Хотя раньше туда реально мало падало. Без прикола, хоть и это имбовая локация, туда мало людей падало. Она потому что такая мерзкая немного. Game number 4, leading the lobby on that first place in the leaderboard. Well, with Vico and Pink on this Rift Island, they're looking to lick their lips, rub their Опа, hands together. пошла рубка за остров. Первая катка, где я вижу, что за остров реально файтятся. Это первая игра, где за остров файтятся, чат. Маннеймейкер, блядь, на характере пошел. 13-летний чел. Привет, какое у тебя любимое блюдо? Не знаю, паста какая-нибудь вкусная. В сливочном соусе, какое у тебя любимое блюдо? Что вершит судьбу человечества? Какая-нибудь паста с морепродуктами. Некое незримое существо. Привет, я за Фортнайтом давно не следил. Почему у некоторых кирка ФНКС золота, а у других разноцветных? Потому что у них все скины в игре есть. У них специальные аккаунты, они могут любой скин надеть. И они могут надеть кирку с первого ПКС. Откуда у Джанни Замира старая кирка ФНКС за 2 чипса? Сколько раз мне задали этот вопрос за последние 3 дня, как вы думаете? Но мне типа не сложно ответить, но все равно.
Вот сейчас остров нахуй не нужен, честно. Сейчас на месте всех игроков нужно отсюда по бырику свалить. Во-первых, зоны тут нет. Во-вторых, тут слишком много дуо. Это первая катка, где тут 5 дуо где-то, приблизительно. Ваня Кек кого-то убил, найс! Ваня кого-то ёбнул в чат. Супер. Yeah, look at this. Now they have everything secured. A weapons upgrade as well. And look at all the other teams looking to scavenge what they can essentially from the Rift Island here nearby. But it might just be time to go for most. А случайно не Мира? Не, подождите. Мира не захватил же остров? Потому что если захватил, то это слишком жестко будет по поинтам. По-моему, нет. Там 100% Вика, наверное, скорее всего, захватит. Найс, Ваня Кек живой, супер. А где Гролс? Это его локация. На Гролзу на локу упала зона. Вот он, Ванечка, блядь, сидит нахуй со злым лицом, блядь, рвать турнир готов. Хорошо, дядя, хорошо. Неплохой лут, ресов маловато же. Нету металла у Карми. Надо где-то металл. Мне кажется, чай ёбнули. Печаль. Тайсон соло остался. А, Мерстайш с Тайсоном против Вена зафайтились. И еще какой-то дуо тут. Фанат Буги. Вена явно не нравится эта ситуация. 25 место Вена, охуеть. 25 место. Я вообще, по-моему, никогда его не видел на крупных турнирах и таких местах. У Вена все очень плохо. Хотя, с другой стороны, блять, одна победа. Просто одна победа, киллов 10, все, топ-5. Марибука 24. Да, при том, что Вена не сливался, кстати, в начале. Каждую катку, как Малибука. Ваня Кека на 6-е прогнали. Пиздец, вы понимаете, что Ваня Кек сейчас может сделать за один турнир, если он займет топ-5? Ирникс больше, чем у 99% киберспортсменов. За один турнир. Ваня Кек еще кого-то убил, хорош. Найс, изи 2 килла, изи сурж. В этой катке 65 ремейдж, 65 ремейдж, 66-я зона. Прошлый вроде бы Гроза ёбнули. Прошлый вроде бы был 60. Блядь, дуо Гроза погибла. Гроза слетел. With only a rocket ram and crash pads for utility and no heals, it's going to be pretty tough, but somehow he is above the surge. Here it is, he charges it up. Off he flies. Бля, тут мог быть, каждый раз вспоминаю дискваднутые дуосы. Ты ебанутый! Ебать, он, бля, в дуо влетел на ракете. Кстати, заруинил он, пиздец, их запушил кто-то. О, НТ, он не добил его, фак, НТ. Тут начала вообще проблемы. 10 кп, 400 ресов. Чё, потому что у него в спине кто-то, никого нету, братишка, может бежать дальше. Зиплайн, блядь, с 8 хп? Как его не убили, чё? Ебать, лакер! What the fuck? Он просто проехал с 5 хп, его никто не убил. О! 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 Как он, блядь, живет? Все. НТ. Бля, вот это везучий человек. Вот это везучий человек. Что вы мне кидаете? Я не буду сейчас клипы смотреть, чат. После игры. Все клипы и все остальное после игры. Сейчас не надо кидать.
Блять, он опять в лейте, вы прикиньте, он опять в лейте. Походу дела ракета все равно мета, самое главное. Он не крашпады юзает. Вы заметили, кстати, что чел на первом месте всегда юзает ракету? И сети с ками юзают всегда ракету. Не крашпады. Cammy and Seti have definitely found a decent spot just on the side of the mountain north of Brutal Bastion, but they're not the only ones looking this direction. Uga and Threats. Box just beneath them. О, Бугу скинули. Буга наконец-то поинт хотя бы один взял, или у него до сих пор 0? Нихуя, Питер Бот разогнался. О! Бля, хорошо отыгрывают. Молодцы. Въебали 2 дуо, залутали фулл лут, у них сейчас... О! Все. Аксфорс немножко помешал. Вена кого-то убивает. 1-1. Таких стактов хобби очень лагает, но это по факту, да. Ну хотя нет, не факт. Возможно, только реплей лагает. У них, возможно, в кадрах не лагает. Знаете почему? У них свои Чего? Как? Как он пролетел через 20 боксов? А чё за хуйня? Как? Ты же, блядь, когда на ракете врезаешься, ты обычно один бокс собираешь и все. Как они пролетают, блядь? Что это такое? Я обычно просто первый встречный бокс врезаюсь и все. А чел просто пролетел через... Ебать, зона, блядь. На каждом турнире на ФНКСе будет самая конченная зона в игре. Где без мувмента невозможно вообще что-то сделать. Это если еще самая хуевая зона. Это самая хуевая зона. Тут безумно сложно. Тут кому прокнет хайграунд потом, я думаю, спустя 2 зоны. Вот спустя 2 зоны, если ты на ФГ, ты выиграл. На СНГ ставочку, ладно, поехали, сделаю ставку на топ-1 СНГ. Конечно, из СНГ тут осталось одно дуо, это дуо Ванькека, поэтому навряд ли. Ну ладно, сделаю. Ванькек живой, топ-5 турнира сейчас. И Мира живой. Просто пиздец, еще и 2 килла сделали уже. Как же он жестко стреляет и играет на геймпаде. Как можно вообще, блядь, на геймпаде так стрелять? Может, у него Кронус, блядь, в носке где-то заложен? О! Что за крышпот такой, блядь? Какой-то гений, блядь, воткнул. Каран Сорейс уже отвечал. Может, наверное, взять ситуацию или кран так получилось, что ты считаешь, что именно нами на Мирвана. Бля, честно, впадлу, не хочу. Спасибо. Можешь подробнее рассказать про ситуацию с Юлией Крамникой, как так получилось, что все считают, что именно она виновата в дисквалиру игроков? Подожди, тиммейт есть. Первый вопрос, почему они сидят как инвалиды, у них руки под столом? А на геймпаде играют. СНГ. Да нет, экспорт не СНГ, на геймпаде играют, поэтому... Ебать, зона, она вообще ебанулась, она полностью в ХГ ушла. Но все эти челы выиграли, скорее всего. Зона полностью на пик ушла. Охуеть. Худшая зона в игре. Те, кто снизу, вот тут соболезно. Если у них нет мумента, это смерть. Вот ракета сейчас просто необходима. Те, кто взял ракету, поздравляю. Крашпады соболезную. Тайсон жив, чё? Серьезно? Я думал, их нет давным-давно. Он до сих пор живой с такой зоной в соло? Нормально, успел все равно дойти до зоны. Но ошибся чуть-чуть. Ой, как же он закрылся хорошо, но, блядь, потом не закрылся, его Вена в спину убил. Купер с Мера опять живы. Как же они ебут.
Так, и остался кто-то из СНГ еще. Ваня жив? Жив. Ваня Кек живой. Зона обратно пошла. Как же зона троллит, блядь, в этой игре? Отвечайте, специально подкрутили. ХГ от ХГ, ХГ от ХГ. Тайсон умер от зоны, только что топ-14 занял. Ваня Кик еще жив. Вена сквизи на ХГ. Блять, Ваня Кека мира нокнул. Карми жив. Ой-ой, живи, родной, хотя бы топ-10, блять, топ-13. Ну ладно, пойдет. На нахуй. Блять, у тебя спрей! Что-то переволновался, походу, он сделал ног, у него спрей, бы от нока похилился сейчас. Вена с Ками за хайграунд пилится, как старые добрые. Ками соло без ресов. Ой, тут без шансов. Чего? Там челы на ХГ, которые выиграли 2 катки подряд. А, не, показалось, блядь. Трэвис Скотт. Блядь, угораю с того, как он радуется победе, типа. Вот так каждый раз делает, блядь. Трэвис Скотт опять выиграл катку, как и вчера. Красава. The sight of you winning a victory royale is going to be one of the most enduring memories of this entire event for me. Every time you guys have success in the lobby, you just can't believe. Че ты там делаешь в кармане, блядь? Высунь руки. Блядь, он выглядит так, будто она его сейчас бить начнет. Да ладно, не переживай, братик. Все нормально. Because you needed the points desperately and now you're in 4th on the leaderboard. We got this. We're better than everybody here. Is that literally the conversation you had? Yeah. Now, I know that this is a first time on LAN for you, Bryce. What about you, Chubbs? How much experience have you been able to bring to the stage this weekend? Not much, but our skill is there, so we're here to win. Is that what it's all about? Just the skill? Yes, that's it. О! Меня кто-то зовет, я слышу. Слышал, родной. Где осталась карта? Я не подойду к ним, ребята. Знаете, они запались, я не могу туда пройти. Хорошо, дядя, хорошо. Бля, как его еще не выгнали, блядь, хуй знает. Вот это он пиздец как в тему заорал. Вот сейчас слышно было, кликните, орет на фанкейсе, назовите. Орет Мирвана на фанкейс. And do you believe in this man, Chubbs? Так, что там за клипы? Amazing. Well, I'm starting to believe in the two of you too. Thank you so much. Просто, типа, было бы охуенно, если бы мне Мирвана рейд кинул. Это, блядь, пиздец, типа, это охуенно было бы, блядь. Это окупило бы... Это, в принципе, уже я окупил все свои старания, блядь. Но если Мирвана кинет, это, блядь, просто комбо будет, нахуй. Это будет так охуенно. Сделать. И в футболке пришел, блядь, и пытался, нахуй, типов договориться, чтобы они кричали Мирвана, они в итоге слились что-то. Поэтому это... Вообще мне не падло, типа, могу. I mean, wow. This is something that we have seen from this duo this weekend. They have got victory royales in the... Старался, реально, старался, я орал Мирвана. Так, если еще раз услышу 2 раза, как он орет, когда оно... Короче, ему надо орать тогда, когда в комментарии спрашивают у игроков что-то, ему надо орать на всю студию Мирвана, и тогда даем рейд. Вы клипнули, как он кричал? Боже, вот их работяг посмотрим. Да сейчас, наверное, как хуже стартанет next. Можно какие-нибудь твиты, блять, хотя твиты даже не посмотришь нормально. Обидно то, что у них телефоны забрали, потому что в твиттере они ничего не пишут, блять. Сидят как будто под прицелом пистолета. Там всего 2 вкладки. Что это такое? Ну Малибука так не сделает, потому что все-таки
Ну да, вы об этом. Я понял, что за клип. Да, у них все 2 класса. Я говорю, у них отдельная игра. У них отдельная игра под турниры, которая создана прям. По-моему, я опять что-то слышал, блядь, из-под тишка. Сэвидж там, бедолага. Бля, прикиньте, как Сэвидж ручки, блядь, затряслись, наверное. Там какой-то чел, блядь, уже на студии кричит Мирвана. Сэвидж уже, блядь, в панике, бедолага, блядь. Ручки затряслись, блядь. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо. Так хочется увидеть победу наших ребят. На самом деле, я прям уверен, что это будет вин от Малибуки. Так хочется увидеть победу наших ребят. Но осталось 2 игры, шансы еще есть. Я верю, что кто-то из наших ребят сделает эту победу ебаную. На ФНКСе, ни в квалах, нигде было топ-2. Топ-2 было несколько раз. Гроус топ-2, Малибука топ-2. Но топ-1 пока нет. Блять, Карми с Ваникеком топ-2. Тихо. Is that what it's all about? Just the skill? Skill? Yes. About just the skill? Is that what it's all about? Just the skill? Бля, сука, его сейчас выгонят, отвечаю, подумаем, да псих какой-то сидит. Его сейчас выгонят нахуй. Сначала он пришел в майке, блядь, где написано Free Putri, блядь, там что-то МРВ, код автора Миру, блядь. Those kinetic rocks, and that's what they're trying to do. They're trying to stay back, they're trying to get out of fights and ensure they can make it to endgame. And another thing that they're doing pretty much every single game except for one is being able to get that forecast. MIRWANA! So beneficial. But we gotta talk about the top MIRWANA! There was a moment in that game where I wasn't too sure how they were gonna do. You can see here 102 below Storm Surge there, and that was such a risky place to be this late in the game. But also, I mean, can we talk about the rocket ram in this game? I don't think I've ever Так, подождите, я ставку сделал на выход с локации. Кто выиграет локу? Топ-1 СНГ. Нет ставки, погнали. Кто выиграет локу, сейчас ставку ебану. Ну чё, 5 затестим? Давайте только знаете, как сейчас затестим? Ставка пошла. Как сейчас затестим? 1 раз нажмем F5. Не спамить, а 1 раз сейчас затестим, как будет работать. На счет 10. Когда я скажу слово 10, F5 жмем. Только 1 раз. Не спамом, а 1 раз. Сейчас попробуем спамом и 1 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте. Хуякс. Сегодня за еду пришлось же поотрабатывать. Еда не самодонат. Не самодонат, блядь. Опять извращение. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Мы русские, и мы в Дании сучки. Ничего не произошло? Видимо, надо спамить, да? Видимо, надо спамить. 9250. Нормально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нажали. Пошел разгон. Блять, а если у тебя будет 200 000 онлайн, и ты будешь так говорить всем делать, и всем не впадлу будет реально нажать? Сколько там будет тогда, блядь? У тебя Twitch ляжет или чё, блядь, тогда? В игре, само собой, в GTA 5. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? А где Нигеру строки ведущих? Осуждаю, блядь. О, опять орал, блядь! Guys, Хорошо! So much. There's just so much happening in this game. Games are already ready. We're jumping back all up into the action. So casters, back on up to you. 9800 сейчас показывала. So much. Always love getting that little bit of analytical insight during. Ну мало разгоняет, сука. Вот до 20 бы дошло, было бы как качественно прям. So many pop-off instances, so many different players, and I just want to see if they can keep the ball rolling here in game. Направо посмотри. Не-не-не, все. Ну да, я видел, что он яйца чесал. Красава. Я видел. Малибука! Малибука! But the grand finals is right before us.
Пошла ёбочка. Пятая игра, предпоследняя. Ёбаный Канада, блядь, надеюсь, что ты просто нахуй забудешь раскрыться и полетишь в другую локацию, или случайно пробел ткнешь. Ставку сейчас закрою, кстати, да, ставку сейчас закрою. Ой-ой-ой, у Малибуки лендик лучше? У Малибуки лучше лендик? Или нет? На первый взгляд, да. Взял. Блять, вы угораете нахуй! Что это? Я в ахуе. Они лучше залендились, чем на подкате просто, блядь, забирает ППшку и убивает их. Его наорет сейчас им сосать нахуй. Я прям перевел его слова по мимике. Блять, ну как? Смотрите, по мимике он говорит сосать нахуй. Блять, не показали. Не показали. Где Гроулс? They have a chance now to at least fight for more earnings here today. There is still so much prizing on the line. The grand finals mean so much more than first place. Well, especially when you're in such a situation, you have to IGL for yourself just a little bit because you know your situation the best, and that is exactly. Да, я слышал. They get to find their win, their chance. Fucking bars for NA now. Gets put up a little bit of numbers. Гребаный извращенец, нахуй. Это не признак любви, ты извращенец. Ты 5 евро тратишь, чтобы, блядь, писать эту хуйню. Сегодня он не подмигивал. Ну так, я к нему подошел. Грол запизданули? Походу дела надежда только на Ване Гека теперь. Некое незримое существо или закон. Почему Клешка такой еблан? Кто думал, что Ваня Гек будет лучше на этом турнире среди СНГ? Я думал, Мерстач на самом деле будет разъебывать, но... Мерстач тайсом отлетает. Почему Флешка? Playing so well right now. Mira's won 4 of his 5 FNCS titles without securing a single victory royale. He has been literally Mr. Consistent. Вот видите, как типы лутаются. Челы на первом месте ни с кем не контестятся. Они лутают одну из самых лучших локаций в Fortnite, не считая тех локаций, которые с сейфами 3. После 3 локаций с сейфами самая лучшая лока это вот, которую они лутают. Скорее всего. Но если считать именно по количеству лута. Потому что там есть сейф с мифическими сундуками. Нет? А разве какая еще лока лучше? Ну, одна из лучших точно. Это пиздатая локация. Некое незримое существо или закон. Передай привет Андрею Калинину. Привет Андрею Калинину. Так, ставку давайте я закрою. Ставку закрываю на нет. Ой, на дуо Канады, кто выиграет локацию, дуо Канады выиграла локу. И осталась последняя игра потом. Так, поехали, сделаю новую ставку. Топ-1 от СНГ. Если что, дуо Грулза убили, дуо Малибуки убили. Осталось 2 дуо, дуо Мерзлича и дуо Вани Кека. Да, неприятно. Неприятно. But haven't quite gotten into any of the fights. And also, what a great stat. Pixie and Cheatin are the first duo since Aqua and Nyrox in World Cup with back-to-back VRs at an in-person event at a LAN. And Aqua and Nyrox set history that weekend when they did that, only to go on and take it all away. But today, Миша ФС закрылся с 10 ресами под рампочкой. Но если у них фул текстуры, скорее всего, они его не увидят. Bryson Chubbs, if there's definitely a team that'd be looking to Челы bring a на stat панике like сидят, that, бедолаги. they're certainly the ones to keep an eye out for. I mean, you heard the confidence in that post-game interview. We're simply better than everybody else here. Малибуки на стриме спросили, планируешь добить 1 миллиард на Дани. Он ответил, забрать 2к бакс уже будет хорошо, очень трудно будет норм заплейсить. По факту. Особенно из-за того, что не падает Канада. Ну не, я думаю, Малибука бы заплейсил, если бы они локацию отыгрывали лучше свою. В любом случае, очевидно, что это уже не 50 на 50. Канада уже выиграл сколько раз локу?
Канада уже 4 катки выиграл, Малибука только одну. То есть по статистике просто говорит о том, что Канада эту локацию играет лучше. Пинг у них одинаковый, они играют на одинаковом сервере. Но очевидно, что Канада подготовилась сильнее к этой локации. Что вершит Тут просто статистика банально об этом уже говорит. Некое незримое существо. Это пятая игра, пятая. Справа в верхнем углу написано. Который был типа читером, когда был третий чиптер? Он не читером был, он с Кронусом играл. Но это не 100% не файт, это просто слухи. Да, это он. Ты все верно мыслишь. Moderately successful job. Paper looking to push from the front side now. Muzz, another wraparound, but Giras has finally managed to reunite with his duo. So Paper, Muzz definitely reconsidering exactly how aggressively they want to approach this, especially given Paper's loadout. They might need this refresh monster because it'd be nice to have some extra materials. Ваня Кек жив? Да, по-моему живой. Не понимаю, почему Малибука не дропнулся в другую сторону блоки. Нахуя именно слёр тракту. Объяснял это уже много раз, но скажу еще раз. Просто в финале на турнире, где у тебя ремейн в катке 90 человек, дропаться в другую локацию, это то же самое, что ее проебать сразу. Ну, скорее всего, тебе дадут пизды в спину, сбоку или еще откуда-то. Ремейн огромный, и ты не знаешь, как играть от другой местности. И очевидно, что тебя, скорее всего, выебут. Вот так вот. Канада в форме сейчас. Канада всю жизнь был в форме. Канада сильный игрок. Канада единственный игрок, который был на 20 ФНКС. Ну, просто, чтобы понимать, против кого файтится Малибука. Это чувак, который играл 20 ФНКС. Единственный игрок в мире. 20 ФНКС. Как вам? Окиса жалко, да, тиммейт долбоёб алкаш. К сожалению, не повезло ему. Которого дисквалировали, по-моему, из-за того, что он бухал. Хотя, может, это не его тиммейт был, я точно не в курсе. Я знаю, что Окис один играл, бедолага. Его нашли пьяным. Это Тим, это Баки. А, ну вот, да. Ебать, они что, до сих пор тут сидят? Вы чё, блядь, вообще ёбнулись? Они, блядь, сидели 10 минут назад под этой рампой ебаной, до сих пор сидят, даже не лутаются. Нихуя терпел гейминг. Кстати, самое забавное, что они сейчас, возможно, кого-то убьют. Знаете, в чем прикол? Тут нет рампы и конуса. Охуеть, они терпят. Чел уже вон, блядь, глаза потирает. Нормально, что он клавую мышку из рук просто убрал? Ну им крупно повезет, если кто-то в эти боксы будет заходить, но мне кажется, люди не долбоебы, которые тут играют, и они не пойдут туда и лут искать. Они бы уже это сделали, я уверен. Ну, либо они просто ждут, пока они уйдут с локации, те челы. Вот это Брук, который выиграл прошлую игру. На каком месте Брук находится? 4-е, нихуя. Пикси и Ба выиграли 2 игры подряд. Брук на 4-м он выиграл последнюю игру, 4-ю. Все люди, кто в топ-5, живы. Ками из Цети. Ками, по-моему, вообще больше всех фортнайтеров в Европе заработал денег за последние 2 года. Не? Да, сегодня на почте меня оставили давние, ну вот и пришлось задержаться чуть. Проблем нет, могу и поменьше донаты закидывать, если хочешь. И да, сегодня на почте меня заставили отрабатывать давние, ну вот и пришлось задержаться. Его заставили отрабатывать. Малибука нет, его ёбнули в начале локи. Миша и Фэна, его все-таки нашли, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, неужели он с говнолутом выбьет сейчас? Ебать! Просто из грязи в князи. Охуеть. Они реально крысили, блядь, 20 минут в этой катке, и у них все хорошо получилось.
because of the fact that they spent so much time waiting. So they needed those Еще и сурс набили. but I guess you can just let other teams do the work for you if you're able to find the eliminations. Not looking good right now for cheating though. Бля, это пиздец на самом деле. Вы заметили, как насколько сильно тут переигрывают на IQ просто люди? Тут никто не файтится просто. Вот знаете, тут нет таких файтов. Я ни разу не видел, что кто-то файтился. Вот просто увидели друг друга и полетели нахуй рампы, блядь, в одну сторону, рампы с другой стороны. И просто, блядь, бокс-файт, фрибилд нахуй в 20 этажей. Тут вообще никто так не файтится. Вообще ни одно дуо не файтит. Подождите, вообще файт, хоть раз тут был файт за этот турнир выше, чем 4 этажа? По-моему, нет. По-моему, тут выше, чем 4 этажа ни разу файта не было в принципе. Все играют такие бокс-файты жесткие. Вот, это максимальные файты обычно. Пиздец, мне это в игре поменялось. Вот кто помнит старый Fortnite, так сказать, времена World Cup еще, вы помните, как раньше там файтились? Во времена World Cup. Мне это очень сильно поменялось. Раньше просто все хуярились просто бесконечно вверх. Максимально, кто выше, тот и, блядь, жестче был обычно. И так реально работало. Ты реально выигрывал из-за этого, то, что ты хайграунд занимал. А сейчас просто мета совсем другая. Сейчас, если какой-то видит, что долбоеб строится, они просто спустятся вниз и все. И будут сидеть в боксе. А раньше ты файтился до конца просто в космос вверх. Мета спама была, это факт. Раньше спамящие оружия были очень сильные. Это факт. ППшки раньше, скары, это очень сильно было. Да, действительно, мета спама раньше была. Сейчас меньше спамят намного. Потому что сейчас оружие не так сильно простреливают. Но раньше и ресов было больше. Опа, Мирстач. Майс, Мирстач нам сделали 1 килл. Че, Мирстач, может быть, поднапряжешься и выиграешь каточку для нас? За бочку зафайтили, но... А, нет, с ЛРП остались, супер. Отличный лут у Мирстача. Он протирает руки вспотели, берет мешочек, видите? Руки очень сильно потные, переживает. Прикиньте, каким сейчас гордится мама. Она 100% смотрит этот турнир, мама Мирстача. Но мне кажется, она стопудово смотрит этот турнир и болеет за него. И переживает очень сильно. Чья мама не гордилась бы, ну тоже верно. Я думаю, тут у каждого родители смотрят турниры. We've been seeing a decent amount of action pick up as the games go on here. Axforce immediately getting... Навряд ли он залутает остров. В последней игре вообще будет нереально это сделать. Мне кажется, в последней игре будет очень много дуо. В этой еще хоть какие-то шансы есть. О, Миша с Тини уже пришли остров забирать. Axforce and Robot might not get this as freely as they initially believed. I love this because Tini and Misha, these last couple games have just been menaces. Pushing everyone, playing for Rift Island, they're trying to come back. Пошла агрессия. Make this money right now. And they're not willing to give it up without a fight. Бля, тут очень сложно переиграть. Тут нужен дробовик, который ломает стенки с одной пули. На нахуй, Робан Кибалу прилетела маслина. Такое ощущение, что Axforce с Робан Кебабом убьет вот это дуо Тини и Миша. Так мама Мирстача тут, она с ним на лан разве поехала? Мне кажется, Мирстач без мамы на лане. Хотя кто знает. Ему 16, ну и чё? Разве 16 нельзя еще самостоятельно куда-то ездить по странам? Я, кстати, не знаю за это. С разрешением родителей, я думаю, стопудово можно. Просто под документ какой-то. По согласию можно, вот видите? Да, конечно, по-любому можно, ребят, ну, блядь.
Cheating out, thinking the same thing. Shows himself for a second. 16 лет это уже взрослый человек по факту. Чувак, который может спокойно, блядь, справиться со всеми проблемами. Единственное, что неопытный. По-любому, если родители доверяют и дадут какое-то одобрение, то можно ездить одному. I mean, even if Cheatin does get the reboot ban at this point, just how beneficial is it really for himself and Pixie? You have to. Но манимейкер-то по-любому поехал с помощью рудаков. Манимейкеру 14 лет, блядь. 14. Какие 13? У него на Твиче 14 написано. На Твиче у него 14 написано. Ваня на 10 место сгрузили, и все люди живы, что самое печальное. Вена Сквизи, кстати, камбэкнули, охуеть, 150 поинтов. Были на 20 каком-то. Чтобы не забанили Твич? Подождите, а разве на Твиче не с 13 нельзя стримить? По-моему, с 13 на Твиче можно. Big trades happening everywhere. 14? 13 вроде. На Твиче так с 13, вот и я о том же. Ему 14, навряд ли он брал бы, зачем ему это? На Твиче можно с 13 стримить, значит, тебе врать уже нет смысла. Все, Вена с Квизи отъехали. Ебать по сроке злой, вы видите, как он мышкой дрыгает? Хорош, минус Вена. Это хорошо, на самом деле. Блять, Ваникека въебали, да ну. Надеюсь, Карми еще жив и резнет его каким-то чудом, хотя как он резнет, тут его хз. Ваникека убили. Подождите, а из СНГ кто-то вообще остался? Тут Мирстач вроде еще есть. A little bit more work to do. Pink and Vico are still up. Cheatin obviously is brought back into the game with Pixie here. Мира зато на геймпадике трахает НКС салат. Still standing strong. Mira and Cooper, we get to touch base with them. Что вершит судьбу человека? Передай привет Абжару. Привет. Некое незримое существо или закон. Кстати, спортмастер кап меня не сегодня не будет его, он завтра будет. Его перенесли. О, писибат летел. Чел на втором месте уехал. Такое ощущение, что сейчас за 2 игры опять Ками с Вена будут пиздиться за первое место. Не, ну Купера и Мира навряд ли кто-то уже обгонит, если он будет стабильно так же идти. Но есть такое ощущение. Карми жив? Вы видели Карми? Мира очень хорош, мы заметили это. Бать, чел придумал тактика, просто настреливает. На нахуй! Вот тебе тактик. And that's going to be enough to put a pause to Brazilian duo's pressure points. Taco, will we be calling this early? Will we be calling the global championship early? It just might become Челы не поставили стенку, просто рампа. If Cooper and Miro have the run right now, their closest competition is so far away at this point. Карми живой или нет? Cammy and Seti have a chance now to keep this tournament run alive, but the trophy is so close. Я просто не вижу его, вижу манимейкера, он бегает. Купер, ну это понятно, за ними только смотрели. Ками очень сильно хотел сделать кильчик, но тут анлаки. Какой-то фриротейт, у них никого нету, странно, что тут даже никто не закрысил, хотя момент, мне кажется, тут пиздатый был. У них типов 151 и баба, Карми убили. Блядь. Мерстач живой, интересно. Да, Мерстач с Тайсоном живы, найс, вот они бегают. Хорошо. Спасибо большое за саб. Хочу потом чекнуть. Блять, как же они выносят? Они вообще ничего не делают, ничего не строят, какой они делают. Просто зажимают цемок и разъебывают типов. У них опять топовый лут. Еще и ротейт, ракеты, слюрпы. Они просто зашли и выебали.
They need an elimination, they need a refresh, and they actually find it one of the few duos. Плюс 8 поинтов. Не, все, они уже выиграли ФНКС. Я думаю, их уже никто не перегонит. Кстати, я помню Мира, я помню этого чувака по его татуировкам. Вспомнил, он играл какой-то мировой турнир уже. Я вспомнил его. Он прошлый ФНКС играл вроде 100%. Припоминаю его. That they have so much familiarity as well in this POI specifically because it's their initial drop. All they got to do is try to continue playing things through. You can see Miro making a push towards the high ground as well. That's what I'm thinking. Максимально экономно, кстати, тратит ресы. Видно, как он не торопится с проставкой ресов, аккуратно ставит там, где надо. Заметили такую тенденцию от него? Что он не просто спамит ресами, а прям медленно, но зато качественно ставит туда, куда надо. Можно слюрпить выпить, все равно, блядь, один. Да, они так и делают, пьют слюрп. Строиться не умеет просто, да. Чел, который на первом месте 280 поинтов и лутает. Механика у него остается. Плюс сейчас у кого механика лучше, чем у Мира. И он не понимает, как он так выебал себе весь турнир. Вот они, кибератлеты, вылезли в чате, блядь. Профессионалы. Третьего поколения. A lot to do, a lot of work to put in right now, and a long rotate to make here. Almost no material. They would love a refresh and hopefully a rocket ramp to get on out of here because this is going up and over. The last two terrains have been very difficult to traverse here. Мерзача не вижу. They have a crash pad, so off they go. Up they go. Miro's out. Rocket ram in full effect here. Нормально, нормально, нормально. Купер ротейтится дальше, все хорошо у них. 300 ресов, вон подцепили еще и сети, почти убили. НТ. Каменных ХГ, как обычно. Как всегда на хайграунде. В своем репертуаре. Мерзача убили. Бля. By Miro and Cooper, and that secondary high layer after the rocket ram ended. Not the flight path he was hoping for, but for Bryce, man, talk about Я ты тип, ебать. Стрелять явно умеет. Понятное дело, на. Сколько тренировался-то, блядь. Make sure that he has 100 full shields because he's going to need every bit of it. For Bryce, this is worth hundreds of thousands of dollars if he can hold on. Vico in pink as well. Top 5 is definitely the. Мир живой мерзач, пиздобол в чате, сука, она заскавил стримера. Значит, надо выиграть каточку ради СНГ, блядь. Хотя бы одну катку, вот хочется, сука, посмотреть на победу, блядь. На реакцию, на победу, на интервью. Can he get a refresher? Can he find a player? Sees one to his right. No one's behind them playing so smart right now. Miro comes dashing through here into another. Бля, как же они играют, как же чисто и качественно. Опять в зоне вдвоем захили с флешиками. Нашел чела, проспавил по нему. Все, ресов у них 0. Вот теперь как они будут ротейтиться на ракетах. Нет, просто пешком побежали. Ой, блядь, просто без шансов на. Просто дал ему въебало и сетки доспреил. Ну все, тут смерть. Тут уже без шансов. Но в любом случае они опять много поинтов набрали. А Брук выиграл прошлую игру, живой соло. А! Найс крышпад, бро. Мисклик. Ой-ой-ой, хорош. Не стал ставить конус. Мерзача я не вижу в катке. Походу его уже все вынесли. Да, его нету тут уже. Мерзача убили. Ой, блядь, долбоёб!
Было бы забавно, если бы Брук залутал рейс этого чувака, который упал, и выиграл бы еще одну игру. Соло. Ну тут все, он умер. Все, ГГ. Нихуя он заредачил, блядь, ты че, вообще псих? Вы видели, как он задочил, блядь, дэмэдж от других челов? Пиздец реакция и точность. Блядь, задроты ебаные. Это вообще пизда, нахуй. Вы вообще видели, как он задоджил шоты, блядь, рампой? Просто на префайре как будто, блядь. Пиздануться можно. Бля, какие задры, это вообще ёбнуться. Он вообще с игры выходит. Пиздец, это что за человек? Это, блядь, робот какой-то был. Как будто на шару, блядь. Пиздануться можно. Вот это уровень игры, вот это уровень. Вроде мелочь, да, но когда ты играешь в эту игру и понимаешь, что как сложно делать, ты подмечаешь эти моменты, пиздец, что это очень сложно так отреагировать из редачей. Просто на префайре, блядь, еще и пробежать. Буга, блядь, с нуля вышел! Ебать! Топ-2 от Буги. Буга камбэкнул, у него 0 поинтов есть еще было. ГГ. Дуэл Чика и Трулекс. Wow, wow, wow. Chicho and Trulex, you have done it at the last moment. You've bagged yourself a victory royale. Последняя игра сейчас будет, чат. On the leaderboard. Tell me about those final moments. Что-то там. That's really good. I got soul clutched. Брук is posting how he... Брюк публикует, как он выиграл Канду со счетом 1-4. So does Agers, so both sides already, and Malibu gets a weapon, he finds Agers with a huge tag, Kanada's already down, and they're finished! They're done! That was a... Ну, блядь, карма, конечно, карма настигла Малибуку за выебончики небольшие. Это он вчера, я так понял, ТикТок записал, как он их ебал, да? Ой, не вчера, а позавчера. А сегодня Малибука отлетел 4 раза, да. Да... Такое бывает, блядь. А, сегодня? Он, видимо, первую игру, когда они первую игру ёбнули. Требуем ставку. Сейчас сделаю ставку. Поехали. Эту закрываю и делаю ставку, кто выиграет локацию. Топ-1 СНГ. Нет. Погнали новую. Топ. Кто выиграет локацию? Поехали, на 10 минут. Так, кто будет главный за чатом смотреть? Пока я отойду. Trulex, Chicho, congratulations, the victory royale. Лучшее имя Егор, и пусть Егор GG будет главным за чатом. Развлекай чат, шути шутки, блядь. Красиво юмори, если все будут спамить миньона, откидывают на 10 минут. Все, сейчас буду чат. That's exactly what I was gonna say. Trulex communicating that you have to take all of my material that I have, everything that is in my loadout, and use this. And the fact that Chicho went for high ground as a solo towards that 10th zone was so courageous and really ended up working well for him. And that's something that we like to see out of solos in endgames. It's very, very easy to sort of box up and try and play as much big smile on his face. Oh, he's loving it. This is for good reason, because he's just done something right there that's so confident in going for high as a solo. So many players will just sort of back off a little bit, be a little bit more passive, but it's the players that do take huge risks like this, even though you're a solo, are the ones that pay off. And look at this from Chicho. We did see this play very similar from like Cammy and Seti, Queasy and Beno, right? The difference is when they chose to do it. We kind of did it in these other much larger moving zones with like 25 people left. Here in this like 1v1v1, you're like, okay, it's me and 2 others. If I disappear from the equation and I reappear someone else and slam down, crack all these builds, it's gonna be enough. It's gonna give me a moment to try and strike. So incredible. Let's take a look at the leaderboard. We have 1 game left to go. Can anyone stop Cooper and Miro?
All right, well, let's, you know, do the math a little bit. It's 65 points for Victory Royale. If they get double-digit eliminations with 10, that's going to be another 40. So 100 points is not going to be enough if Cooper and Miro go down immediately and then Chubbs and Bryce get the best game that we have seen so far. Then there is a slight possibility that, of course, there is still Pixie and Cheatin who have a slight chance. They do. I was looking at that leaderboard right there. 27 eliminations for Miro and Cooper. Great. And throughout that game, we saw exactly how they got to that number. These guys are W-keying goats. I don't know how they're doing it, yet still staying alive. And something that I noticed there throughout that whole game was Miro was so confident in their Storm Surge strategies. He wasn't even carrying a shotgun throughout the mid-game. Their strategy then, going into that 7th zone, 6th zone situation, they try and go for a big refresh. Then he picks up the shotgun. He drops the assault rifle. Then he has that SMG and shotgun to play so well in endgame. And the way that they're taking walls, of course, we have Miro who's actually spraying the wall, and then Cooper's the one that's claiming it. So well played. And Cooper and Miro, when they ran out of builds in the very end of that game right there, you saw that they waited, stayed on low ground, and where a lot of people will try and stay at the front of zone so they can kind of peek behind them, they stayed behind and rotated just on the edge, and were even able to get another elimination in that moment just because the positioning was so smart. They knew that it was going to be so chaotic, either on top or in front. So they stayed in the back corner. It was perfect. Just disgusting. Their Если перестанете писать, что я миньон, задоначу на 2 фильма. Nuts. Now, before we get going, it's highly likely we're looking at our global champions, but what I want to focus on is the prize money. Yes, $1 million, a championship axe, a championship trophy, and a title. But keep in mind, as we watch these duos go head-to-head, think about this for a moment. 2nd place and 3rd. If I'm a duo and I can get a single point difference, that is literally $250,000 of difference. So y'all need to make some noise, pay attention, because every single interaction is going to be huge. That's absolutely right. I mean, there's hundreds of thousands of dollars between each of these places. There's so many different storylines. The story is not over, even though Cooper and Miro are so far ahead. And I mean, who knows what can happen? We saw it in Invitational. Will they get landed on? Ooh, could you imagine Cammy and Sunny taking a page from the book of Queasy and Vino? Ладно. I would love to, but you know what? We've got something special lined up for you. We've got our man Levin2K on the stage to get us hyped for game number 6. The final game is here. It is time to crown some champions. Royal Arena, are you ready? The players on this stage have given everything of their being to be here for this moment, to be here for this trophy. So I need to give you everything you've got. I ain't starting this game. Все, Егора, блядь, отправляйте на 10 минут, 7 миллионов спамят. Наёбка это не я писал. Понял, спасибо, Егор. Спасибо большое за 1000. Меха, это не я писал. Чё он, блядь, орёт? Бен? Ладно, давайте Бена сделаем. Так уж и быть. Хотя он не писал на Бена. Бля, все, потом Бена, потом Бена. Почему его прогнали? Ставки закрываю. Потом Бена. Потому что 75 дунов в НКС, и они кто-то кварился в финал, кто-то нет. Почему есть В НКС 75 дунов. 70? Пошла жара. Если там 50 долларов. Ecstatic to witness. Ой-ой-ой, Малибук наконец-то грамотный мув сделал. Some of these players still need your energy for one more game here. Royal Arena has Thomas HD, Malabuka. Сейчас будет файт. Хороший файт. Либо расход. Виталик, уважаемый человек, красивый. Поэтому я и хотел ему попочку засандалить. Because Malabuka, Thomas, a little bit further away from Kanata and Agers, they wish to play this one out. Блять, почему нельзя было сразу так играть, сука? Вот почему люди не учатся на ошибках, скажите мне? Люди не учатся нахуй на ошибках. Почему сразу нельзя было так сделать? Мне кажется, Малибука бы занял топ-10 минимум, если бы сразу так сделал. Была же уже подобная ситуация.
А сейчас игроки, ну типа сильнее, чем дуо Туза, блядь. Канада, который 20 раз на ФНКСе был. Очевидно, что нельзя контеститься с ними 50 на 50. Почему именно последняя игра, когда они додумались так отыграть? Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо? Гроус. Или закон? Мне интересно, че за модератор долбаеб удаляет сообщения типов, которые с английской раскладкой хотели написать я, но написали за. При том, что чат летит со скоростью света. Украинцы поймут, не обидятся. Ну, блядь, ничего страшного. Просто, чтобы не разводить хуйню в чате, специально замутили. Back at the racetrack, there's a little more action going down. Kanata and Angels are on the hunt. Блядь. Too soon. Fighting. They want to close this one out in good fashion. Давай, родной, отъеби. Ой, блядь, другой дуо спамит. Все, ГГ, походу, да? EU has been the one to pay the price so far, but both times fully situated here to 2v1. Angels and Kanata close the По deal here. позиционке проебали немного, другое дуо заспамило. Блять, ставку закрываем на Канаду. Не беймят, видите? Я говорю, сильные игроки не беймят, им похуй, они просто играют. Они могут что-то выкрикнуть, но не беймят. Чекает, если тут тиммейт его, но тиммейт его далеко убежал уже. Тут Вадел фрикил, походу, дело оформляет. Пускается к нему добивать. Пошел, блядь. Пошел, пуш. Чекает, где он, проверяет. Просто пока Сэвидж где-то там курит, Вадел соло ебашит. Как всегда. Бэна потом сделаю, после игры, чат. После игры сделаю Бэна. Ебать, пацаны, скинчики набрали последнюю игру. Последнюю игру уже не киберспортивные скины. Ой-ой-ой, хорошо. Ебать, типа сожрали, просто сожрали. Бля, пиздец, когда смотришь этот турнир, хочется играть. Мне прям реально хочется играть, сука. Просто зайти и похуячить так же в дуо, попушить кого-то. Axforce and Robot. Robot had the run of his life last game, really turning up. And this was the same story. It's all early game fights. Последняя решающая игра. На нахуй, это что было? Снайпнули, походу, в голову в спину. Жестко своим в рот и нож. Конец его туру. Кстати, Купер выиграла. And Paper is devastating with that sniper, but Breacher Shotgun's gonna let him open up any door he pleases. They find Gyros, big tags there, not a finish, but he's hurt. Absolute miracle that Gyros did not go down in the process there, though. But Muzz, Paper, they are relentless with this charge. Cherry. Хуясь расстояние для дробовика, конечно, он взял. Это не первая глава тебе, братик. Даже в первой, конечно, такого расстояния ты ни урона не дашь. На реакции. Малибуку возможно резнут, кстати. Тиммейт его вроде как жив. Ваня Кек 2 килла дал? Beautiful. Just outside of Shady Springs, and I can't believe this right now. Just the fact that Gyros and Sherry nearly managed to escape. This is Savage. Savage тоже сделали 2 кильчика. Close the books. On Bolt's run here, back to the tournament На lobby. каком месте Savage? Не показывают. For his grand finals run, and for every team that falls now, for every team that closes their chapter here at the global Ставку резнет championships, ли you have to Малибуку, respect Томас? them for making Давайте. it this far. Давайте Your сделаю. 50 best duos across Резнет ли the entire Малибуку Томас? world На 10 competing секунд against ставку, one сразу another закрою here через today, 10. giving us the Поехали. show. Of course, here in person and online. 8000 онлайн, да, говорят, Fortnite умер, блядь.
8000 онлайна нахуй у меня, охуеть, это больше, чем на любом ФНКСе, который был. При том, что тут не так много СНГ-ду играет. По-моему, это самый большой онлайн на ФНКСе, если не считать того ФНКСа, где Сэвиджа забанили. Фортнайт первое место по онлайн, потому что турнир охуевший идет. Бля, вообще очень крутой турнир, пиздец. Его просто кайф наблюдать, максимальный кайф. Пиздец, как приятно наблюдать. За самыми сильными игроками мира это вообще... And we've seen multiple instances of them doing an excellent job while they're tarping, finding those eliminations in the process. Но это реально самый крупный турнир за последние, сколько? За последние 2 года или больше даже. Самый крупный турнир за последние 2 или 3 года. Smashed in between them. But Queasy and Edo, they want to take their time here. Don't want to panic by any means. Not looking good right now for Pink though as he loses all. А скоро еще ебанет первая глава. Ой-ой-ой-ой-ой. Если будет реально первая глава, еще всякие люди, которые раньше играли, по-любому будут играть в Fortnite, вспомнить былое. В любом случае на месяц вперед еще будет контента пиздец, если они сделают так. Это тоже круто. Особенно если будут какие-то прикольные турниры, это будет вообще кайф. Я считаю, что эпикам, чтобы не проебаться, нужно сделать реально грамотную тему. Это сделать охуенные турниры и первую главу Фортнайта. Первую карту, оружие, те, которые 200 давали помпу. Старое оружие. Турниры еще ебануть. Ой, круто. А в Доте сейчас International есть? В Доте сейчас International идет? И сколько в Доте онлайн на Интернешнале? 350к. Ха! Я хуею, блядь. Как же Дота сосет, блядь. Не, ну там International, конечно, гей подъебал жестко. Будем честны, что там International и неинтересная хуйня. Одно дело, когда там 20 призовой фонд миллионов, другое дело, когда там 3 ляма меньше, чем, блядь, на Fortnite турнире в дуо, блядь, на двоих. Не, ну в Доте в финале, наверное, будет тоже много, на самом деле. В финале и на International в Доте, при том, что там даже мало призовых, будет много. Сейчас просто там не особо интересно, видимо. Не, ну с International обосрались жестко. Типа вот раньше International, даже я заходил, смотрел... Потому что, блядь, ебанутые призовые, и люди, очевидно, что будут намного сильнее стараться. А сейчас, представьте, зажратые дотеры, у которых дохуище денег было, будут играть какой-то турнир, блядь, на 3 ляма баксов. Ну, это, конечно, немало в любом случае, но по сравнению с тем, что раньше было, это смешно вообще. Да я знаю, что там компендиум хуйни сделали. Я в курсе, почему там маленький призовой фонд. Там компендиум говно, по-моему, без аркан, без всего вот этого. Просто раньше компендиумы были какие, что даже я просто покупал, допустим, условный Battle Pass, компендиум, потому что там реально охуенные скины всегда были. А сейчас я даже его не чекал, там вроде говно какое-то говорят. Там вообще нету никаких скинов, вообще нихуя, просто какие-то баллы, опыт и все. Нахуя тогда вообще его людям покупать по логике вещей? Это же вообще бессмысленно, не? Фразы? Охуенно. Фразочки. Бля, мне интересно, Томас живой или нет? Наставка просто на то, что рейтинг Малибу нет, но то, что Канаду убили, это заебись. Значит, возможно, он подобрал карточку. В этом мире. Некое незримое существо или закон. В Доте можно ставить ставки и в КС, поэтому большой онлайн на людях, которые даже в игру да, не кстати, играют. плюс Просто чат, кто смотрит какие-то матчи в КС или в Доте, просто потому, что он делал какую-то ставку. Ну, не потому, что ему интересно особо матчи, а просто потому, что он делал ставку. Ну, таких людей много, кстати, на самом деле. Таких людей действительно много. Я сам, на самом деле, помню, когда был школьником, я делал ставки всякие на матчи. И мне похуй было на этот матч, я тут тупо надеялся, что выиграет моя команда. Есть такая тема, это факт.
Fortnite топ-1 по зрителям. Ну, я очень рад. Потому что Fortnite на самом деле реально охуенная игра, несмотря на все нюансы, на всю хуйню, которая тут происходит. Вот, блядь, это единственная игра, в которую я могу заходить каждый день и играть хотя бы по 2-3 часа в день. Единственная. Все остальные игры я поиграю, блядь, час-два и думаю, бля, ебать, скучная хуйня. Как же скучно кнопки нажимать здесь. Быстро надоедает. А Fortnite, даже вот если он сильно заебет, у тебя потом все равно возникает желание, блядь, хочу кнопочки понажимать, типа построиться там, блядь. Просто пальчики поразминать. Attempting to take out Misha and Teeny, but Teeny from the bottom chopping out Vasque in the process, and that's going to be an easy double. Монако Вена, Квизи расплитались пацаны, но у них все нормально, рядом с ними никого нет. Единственное, не знаю, есть у них суши или нет. All day long and just continue playing spoiler for so many of these other teams in the lobby. Every game we see them taking down different teams of varying degree and skill level. Fortnite надо просто немножко приобрести более умных людей, которые следят за компетитивом, потому что потенциал все равно есть, игра еще не умерла, потенциал, как мы видим, есть, наглядно, потенциал еще есть, ее можно также развивать, это единственный по факту батл рояль живой, все остальные мертвые, это единственный батл рояль, который жив сейчас. Или закон. Плюс Ректузу, который не подрубил стрим. Чтобы у тебя онлайн не хавать. Да меня на ФНКСе особо никогда не хавают онлайн. They're definitely attempting it, and so far, so good as far as this capture point is concerned, but you can definitely see a couple of neighbors starting to work their way into the Rift Island. Teeny and Misha, though, they're just looking to secure this capture point as quickly as possible. Again, 15 points that they could potentially acquire here on top of all the goodies that come with the capture point. Манеймейкер опять за остров решил попиздиться. Я думал, что, кстати, за остров будет намного больше дуо в последней игре. Не, нихуя. Айдроп отлетел. Ой, блядь, просто за секунду сдохли. Челы, блядь, турель на острове поставили. Прикол. Look, I know that the business turret is primarily used just to get an idea of where your opposition might be at, but it seemed as though iDrop and Mappy had... Бля, я помню, когда я начинал комментировать только свои первые турниры, я такой думаю, ну почему бы нет, попробую. Я раньше только играл, комментили турниры кто-то другой, там Хурма, еще кто-то комментил, не помню. Потом я что-то комментил, там хуякс, людям начало нравиться. Да, СПТ комментил, еще кто-то, по-моему. Хурма же все онлайн крутил, ты знал? Ну вообще да, ходили такие слухи. Да, блядь, дохуя на самом деле на Твиче стримеров, которые крутят онлайн, даже популярные. Например, ты, да, я главный накрутчик в этом деле. Да. F5, когда пацаны нажимают, сразу накрутка палится, блядь. Прибавляется на 2000. And given that they're bound to have spotted out some teams looking to make the rotations in towards this center part of the map, with the way that the zone just continues to pool. Мира Купер, блядь, вот эти люди, вроде бы, знаете, я вот наблюдаю за ними, ничего как будто особого не делают, но настолько стабильно отыграли, настолько как-то по-умному и грамотно, что вот 316 поинтов, их уже не догнать. Только если второе место выиграет игру. Томас треснул Малибуку, и они умерли. Бля. Томас... Чё пиздишь, блядь, они живы, нахуй! Живы! Вот там все радуются, слышите? Публику, все радуются, что они живы. Ресит ли Малибуку Томас, да. Вы видели, как там публика зарадовалась на фоне? Найс. Хорошо, блядь! Все СНГ дуо вроде бы живы. Давай, еби нахуй! Челов, который на первом месте. Не стали. Или станут. Или закон. Матута крутит КС, а на рекламе бета. Типа он играет, у него 60-70 онлайн.
начинает рекламировать 1x, и у него 100+. Ну вообще не факт, может быть люди просто заходят посмотреть. Хуй знает. Ну я не знаю точно, мне похуй. Я знаю, кто точно крутил онлайн, это Рокси, вот 100%. Этот, блядь, Курма, ну скорее всего да, потому что у него в накрутке отображало. И еще кто-то. Никоглай 100% крутил онлайн. Ну, в принципе, вот за всех накрутчиков, кто крутил реально когда-то онлайн, вот они. Miro Cooper, they know they've got to keep it moving. They can't afford to get stuck here now. They need to get inside the edge of zone before other teams start trying to lock them out. Here's one of the strengths too. This is their drop. They know exactly how to maneuver it. So great for the time being. And they're just like, hey, look, we have so much surge. Let's just chill out. They go to the boat, they retreat back, go back to the heels that they know are there. Когда сезон Спортмастер Кап? Спортмастер Кап будет завтра финал будет. Бля, на самом деле Спортмастер Кап тоже будет интересно посмотреть. Я его завтра комменчу. Спортмастер Кап тоже будет прикольно посмотреть. Хороший турнир, за каждую там все с квалов было, поэтому будет тоже прикольно понаблюдать. И все СНГ дуо будут. Будет тоже прикольно понаблюдать, да, завтра будет интересно. Еще и с билдами. Малибуку ёбнули? Бля, я просмотрел. Томас живой. Малибуку убили, да, у Томаса 50 хп. Ладно, подали, сделаем ставочку на топ-1 СНГ, ну а вдруг? Ваня Кек вроде жив, Гросс вроде бы жив. Погнали, я сейчас сделаю ставку. Сейчас, сек. Мерсаж жив вроде бы. Топ-1 от СНГ. Блять, вот бы последнюю каточку топ-1 от СНГ увидеть, пожалуйста, блять, хотя бы одну. Вот, Мерстач на 11 месте. Выиграй игру, бля, влети в топ-3 просто, покажи всем. Некое незримое существо или закон. Почему в КС больше онлайн? Ставки и порог входа. Тебе нужен ноутбук 20-летней давности, и ты записываешь эту помойку. Тоже факт, да, тоже факт. Да, есть такая тема. Но скажу так, что CS2, мне кажется, настолько хуёвая, что, возможно, скоро будет наоборот. Хотя не, CS всегда, мне кажется, будет жить. Это такая игра, которая, ну, просто вот, как, знаете, классика жанра. Адвик лысый хуесос. Томас Сэвиджа убил. Бля, но он резать Малибуку не сможет. Соло навряд ли он что-то сделает легендарное. Пикси вот этот чувак на втором месте сейчас. Короче, в идеале, чтобы вот этих всех людей в топ-5 сейчас убили. И условный Мерстач выиграл катку. Либо Ваникек. Тогда будет круто. Томас умер, ну да, очевидно. Соло тут кучу сделать. Буга умер. Буга только одну игру нормально отыграл. Надо убить, ну смотрите, ваш бокс прыгает, ну примите его, убейте. Вот так, факт. Его тиммейты нокнули. Остался соло. Найс, топ-2 сдохла. Залутал последние ресы. Не попал с дробовика рандомного. Зато вспоминаю, как мне варенье читер с него напихивал, блядь. Как регнуться с формайскак? Уже никак, уже финалы. Может только на розыгрыш успеть регнуться. Вроде бы на розыгрыш еще можно успеть. Выжил малыш. Представьте, если в первой главе сделать тур архитектор, жду победу с СНГ. Блять, я бы хотел, чтобы в первой главе сделали ФНК соло. Вот это будет разъем. ФНК соло, блять. Хотя бы на Европе, не мировой, а хотя бы на Европе просто. На каждом регионе. Вот это будет круто. В первой главе. Так хочется увидеть, чтоб вместе играли Малибук и Мерстач. Ну зачем? У них и так неплохо получается с тиммейтами своими. Ну а так, да, прикольно было. Мира топ-1 и до сих пор в лейте, но у него нет ресов. Как вы думаете, он сейчас камбэкнет по ресам? Я уже видел такую ситуацию, где у него было 0 ресов. И он потом камбэкал.
Сейчас стопудово опять камбэкнет. Так, чекаем карту. Ваникек живой, нет? Мерстач Тайсон точно жив, а Ваникека не вижу. Бля, Ваникек отлетел. Или нет? Найс, топ-2 сдохло, топ-5 сдохло, это хорошо. Подловил на ошибки. Грол живой? Соло? Грол живой, реально, Грол жив. Тайсон, Мерстач, вижу. Грол полетел. Gotta play to the instincts. Here we go. Rocket Ram comes out. He's off to the air here. Down is gonna land. Potentially on a team. Meanwhile, пацаны, попробую камбэкнуть лут. Смотрите, смотрите, как они это делают. Просто фиксируйте, как они еще камбэкнут лут. Вот у них ничего нет, все, как будто проебали. А у них уже такое было. Надеюсь, Купер Мира хорошо снимал. Спасибо. Купер Мира уже выиграли. Ой-ой-ой, только не на мерзначе, только не на мерзначе. Только не на мерзначе, смотрите, подкрались вдвоем. Их спалили. Врываются в бокс. Блядь, чё за гений игры? Они просто подкрались, ворвались и камбэкнули лут. Как эта тема стреляет. Кому кул? Кто первое место займет? Камбэкнули, но все равно опять в нуле. Заруинили Мерстач Тайсона. Ебать, у него лезер! НТ. Камисети. Камисети 4-е место. Блять, подождите, если Камисети выиграют игру, они же первое место могут, не? Или без шансов уже? Нет, скорее всего без шансов, слишком мало поинтов. Только если они сделают очень много киллов. Киллов, блядь, 12, но уже навряд ли. Ваникек Мерстача добил. Ваникек еще живой. Бля, вот бы кто-то из СНГ выиграл. Гроус умер. Ой, не скинули. Ебать, он скинул, чел ему просто маслину в затылок, дал его тиммейту, блядь. Тиммейт в ахуе. He's lost his shields entirely as he drops back down with the rest of the lobby. Seti nearly out of the count for real this time. And now Cammy doing what he can to try and back his duo up. Seti will find a brief moment. Ебать, ты, наверное, уже предвкушаешь этот вкус победы, когда ты, блядь, Карми убили. Фак. Here we go, Cammy on the run right now, trying to find some eliminations. Moneymaker might just be the next one, but another team next door. Cammy has a decision to make. Я думаю, я стою уважения и какого-нибудь поощрения за все мои донаты. Кстати, мы завтра встречаем всех диких с жестким коллабом. Нет, нет, свои коллабы не интересуют. Блять, думал, что вот эти челы разъебут турнир, но нет. Нет. Редишн не продал, все, Ваникека убили. Сука, 0 побед от СНГ в турнире, но... Блядь, ну бывает, чё. Бывает. Бывает и такое. НТ. Сейчас посмотрим, какое место кто занял. Жалко, конечно, жалко, что никто победы не сделал. Гросс еще живой? Бля, не вижу его нихуя. Не показываю. Но, по-моему, уже умер, не? По-моему, его нет живых уже, я его не вижу. А вот Камисети до сих пор живы. Но они киллов вообще не делают, поэтому первое место им не видать. Киллов ультра мало. Если бы они остро сделали киллов, то 10, тогда да. Фанат Буги намного лучше, кстати. Ну, сверху закрою. Я не знаю, как она открылась. Я не знаю, как это закрыть. О. Ой-ой-ой. Еще 2 килла от Ками. Не, ну первое место, походу, будет. Рома вообще красава. Мера и Купер топ-1.
Сейчас посмотрим, как он кубок будет забирать. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Передаю привет Щеколде. 52 в небо. СНГ. Ой, блядь, он разбился от ракеты. 1-1. А не-не-не, еще один чел снизу. Все по соло, все по соло. А, нет, Ками с этим, с тиммейтом, блядь, правда у них хп нету. Блядь, он сейчас похилится от килла. Все. ГГ. Подожди, они случайно вторую игру? Они вторую игру вроде выиграли, нет? Оставили бомжей каких-то. Они вторую игру подряд выиграли. Ну чё, смотрим на их реакцию. Бля, чё у меня с твичом? Я не могу звук увеличить. Ебать, поздравляю, красавцы. Молодцы. Бля, я бы заплакал от счастья, отвечаю. У меня бы были слезы радости. Бля, ой-ой-ой. Еще и кубок, который стоит $1100, наверное, не меньше. С драгоценностями. Что с качеством, блядь? Засрали картинку, блядь, забитрейтило. ГГ, молодцы. Охуенно отыграли. Заслуженная победа, заслуженная. И неожиданная. Вообще не ожидал, что они выиграют. Я ставил на других, честно. Красавцы. Самый жесткий турнир за последние 3 года разъебали. $1 000 000 залутали. Сейчас посмотрим табличку. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо. На ВК-2 был 2 кубка, На ВК-2 было 2 кубка. А тут кто заберет? Кстати, а кто реально забирает кубок? Как они его поделят, блядь? Это ж дуо. Я что-то об этом не подумал. Кто у кого больше члена, очевидно. Либо на чифо просто сыграть. На кубок на $100 000. Я заметил, какой у них был плейстайл. Обидно, конечно, что коллаб не интересует, все-таки совместное фото у нас получилось хорошим. И, кстати, сегодня видел, мут взорвали. Пацаны счастливы. Да, представляю их эмоции сейчас. Насколько это приятно. Today, history is made. And it's not only Cooper and Miro that are global champions, but that is North America put on the map. From Invitational going to EU, the global champions will come home to NA. Так, подождите, сейчас, возможно, будет спойлер. $1 000 000, охуеть. 650 камисети. Чика, 400 000. Из СНГ все залутали меньше, чем $52 000. Сейчас, возможно, будет этот анонс. Анонс следующего сезона, первой главы. Сейчас, возможно, будет анонс. Я чуть не забыл про это. Будет анонс или нет? Но вообще они как будто не подготавливают к нему. Как будто не готовят нас к нему. Бля, Ваня в моменте был на 5-м месте. $200 000 мог бы залутать. В моменте был на 5-м месте. Бля, не
показали табличку дальше. Сейчас бы это сделаю, давайте. Even though it seemed like they had some issues with Storm Surge, they did not let that bring them down, and they were able to rotate that into so much good aggression. And my goodness, that Gunner Stinger SMG that we saw Cammy and Seti using towards the end there was definitely such a huge part of their success in game number 6. I wanted to highlight one other duo on that list. In your 5th place, the Asia region represent MK Papa and Shalom. Congratulations to them. С первого раза, блядь. Один Бен из первого раза, говорит Лес. Добавьте модераторы +1 синим. Так, сейчас я вебку передвину на повыше, чтобы было видно все. И лучше ник вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, какой кайфовый турнир, блядь. Балдеж. Да, ебать приятно. Приятное такое послевкусие аж остается, знаете, вот. Тебе приятно сидеть. Просто сидишь, и тебе приятно. Типа, блядь, кайфово провел день. Я не буду пока рейдить, я жду анонса для первого чаптера. Сейчас. Ждем анонса. Сейчас проверим, будет он или нет. А? Это что было? Absolutely. I want to relive that final game from Cooper and Miro. We've got a listen on. Это школьник крикнул, блядь. So let's hear it. You're good, bro. Don't even listen. Like I said, I'm smiling. I'm dead ass smiling. I'm dead ass smiling. Those are the best players. I got Gunner. Показывают, как они общались. Что за первая глава? Говорят по слухам, что в Fortnite будет первая глава. Это историческая хуйня, парни. И что за один глава? В следующем сезоне будет первая глава Fortnite. Но это по слухам. Не 100% инфа. Беременную 16 надо посмотреть, но это не сегодня, чат, не сегодня. Ставку, кстати, сейчас закрою. Давайте ставку закрою. No challenge, no challenge. We should chase him, bro, I swear. Can you come? Yeah, no, we can. We can chase another kid. No, it's a solo, please get to me. Okay, I'm on you. I'm listening, all you. IGL, go. Yeah, we like green. I'm in. Yeah, same. I got dropped down. I got dropped, solo. Wait, I'm in a box. Jordan. Get body, chill. Got finished. I got mass, I'm playing my life. Показали мини-реплей, как они общались. Why am I nervous? He already knew, right? You heard Бля, но они вроде бы не говорили не отходить, да, никуда? They knew going into that last Вроде бы game, не it was just a говорили. victory lap. They had it all locked up. Yeah, they did. And I was saying to you, Zeke, before that game, imagine going into a final game of a tournament like this when you pretty much have. Ну, может быть, ебанут анонсик. What is the feeling like? Не я же один его жду, правильно? О, анонсмент. Тут даже пишут в чате анонсмент. Короче, могут быть анонсы следующего режима ФНКС, во-первых. Первый вариант. Это следующие ФНКС, которые будут анонсы. Плюс анонсы нового сезона, в принципе, что там будет. Должны же быть. Пусть покажут табличку дальше, нам еще таблицу дальше надо посмотреть. У Купера было 6000 ирнингса, серьезно? У Купера было 6000 ирнингса? Не может быть такого. Мне писали, что это жесткий игрок. We just have your FNCS global champions right here on the stage. Royal Arena. Вот они, миллионеры, стоят, блядь. По 500 000 долларов каждый забрал. Guys, first off, все хотят сделать с ними автограф. Let's go! You did this! This was... You guys have worked so hard. Let's first shine a light. The coin toss. Talk to me about this coin toss. How did this all go? Is this real? Is this made up? Yeah. I didn't really want to play the game too much no more. And I was like, you know what? I'm doing nothing better. I'm getting a teammate, and I'm coming back. I don't care. Like, I just was. I flipped the coin, and I was like, all right, we'll play on Cooper. I mean, Cooper, did you think back then a coin flip? Ебать, там фанатов собралось. Им еще фоткаться часа 3. I mean, not at all. I mean, back then, I only had 5K earned when we started playing. Oh my gosh. Gotta up that number now. Oh, yeah.
Это что за музычка резкая? Что это Live in the moment. You live in the moment. I mean, Cooper. Это какой-то мини-анонс был уже или You're a чё? very underrated player. 5K earned when you started playing with Miro. Что это за музычка Tell me what была? it's like to play with someone like him. What's he taught you about the game to get to this stage? Mero's taught me so much. I mean, whenever we Он first started сказал, playing, it was my first time ever IGLing. But being with the best fragger to ever touch the game kind of comes easy, you know? It was great, man. I've learned so much. I mean, Miro, landing Rumble Ruins unconned, it definitely seemed to give you guys such a big advantage. How did you guys use that for your success in all 6 games? I mean, I wouldn't really say our drop spot was an advantage. Some games we were leaving with Рассказывай что-то про свои I игры. say just being confident, honestly. Like, I know I'm the best in this lobby, 100%. I came into here, I was thinking, like, after last Invitational, I did bad, I was down. Like, I felt so down, but then I realized, I'm like, I got not 1, but 2, but 3, but 4, but 5. Переводи, да я нихуя не понимаю половину. I just need to be confident. I played confident, I was just running around killing people, eliminating people, sorry. Может быть. We did what we had to do, honestly. Like, that's all I can Либо say. не фризис Хоули. How did you guys bounce back, right? So you guys got knocked into the lower bracket. For some people, Ну they're хуй maybe знает, looking at опять же. anyone in that situation thinking the mentals must be rocky. You guys came in today, I just thought, man. Я думаю, Путрик со Свизи не выиграли бы, скорее всего, этот ФНКС, просто потому что та мета, по которой они выиграли последний свой ФНКС, она вообще пропала. То есть их стратегия была охуенная, и эту стратегию им въебали. Поэтому шансы того, что они выиграют, они далеко не 100%. И даже не 90%. То есть у них просто мету, когда они вот реально, у них была очень жесткая страта, хорошая, работающая. Ее пофиксили уже, блядь, давно, месяц назад, наверное. Ну вообще все возможно. Спорить не будем, возможно, они могли выиграть. What in the world? There was just moments where it's just you. And you were just in your flow state, and it didn't matter, man. You were going to go the distance, find those eliminations, the placement. Where did that come from, dog? I don't know. I'm just great. Guys, thank you so much. Can you just, final question, try and dig down, focus. Yep. How does it feel? How's it feel? I mean, это музыка из 7-го сезона, нихуя себе догадки уже пошли. Но это странная какая-то вырезка была песни, при том, что это прямой эфир. Сука, Славик, вон корчится. А это чей батя? Cooper? Absolutely insane. Вы спрашивали, какое самое сильное дуо в мире? Вот, на ваших глазах самое сильное дуо в мире. Сейчас. Keep moving, man. Life's gonna knock you guys down so many times, even outside of playing video games, and it's just about getting back up. If you stay down, you're gonna stay down. Like, that's how it works. You guys gotta get up and keep moving. Где анонс? Ждем. Cooper, you want to say anything, man? FNCS Global. Как теперь им выбраться из этой фан-базы? Куда им идти? Чтобы пройти мимо них всех. Их ебать окружили. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Я считаю, СНГ даже внимания не должны были обращать на этот ФНКС. Наших пацанов заскамили на квал и на 2 штука вечно зеленых. Ну, блядь, не надо было говорить, откуда они играют. Yeah, man, it's such a heartwarming, you know, conversation to unfold there, especially with the way Cooper says, hey, put in the practice, keep going at it, and next thing you know, you can be there. Because once that was Miro too. Господи, блядь, извращенец. Я думал, ты уже опять ушел. Виталик любит, когда ему в попу пальчик суют. Где плакат Фезера, хуй знает. Так и не показал на сцене. Не, он один раз показывал где-то на сцене, его не видно было, конечно, на официальной трансе. Видно было только на его стриме. Onto that, because at this rate it seems as though the sky's a ceiling for you, man. Yeah, definitely. For the millions at home to follow our champions online, we definitely see the stocks going up, so you guys deserve all of your support. Не, анонс, скорее всего, не будет, потому что, видите, все разошлись. Все разошлись, анонс, скорее всего, не будет. Jacob PR, who of course had the opportunity to cast all these games. Да. Thank you guys from us up here. We're gonna send it on down to Zeke to close this out. Man, emotions are running high. It's hard not to get emotional. I want to get you guys closing thoughts. I mean, the day as a whole was crazy. The weekend as a whole was incredible, and
I mean, we got here, right? We got here from a whole year worth of Fortnite competitive action. Of course, upon such an incredible show throughout the entire weekend. The fans that have turned up here, not just today. Да они просто недооценивают себя на самом деле. Ну, очевидно, что если ты выиграл в НКС, то ты, ну, сильнейший игрок. Просто у них, ну, не хотят выебываться, говорят, ну, просто такие вещи, чтобы не всем обидно было. Ладно, давайте чекнем табличку, во-первых. Кто что занял из СНГ. Давайте чекнем табличку нормально. Так, Ваня Кек занял топ-13, Мерстач топ-15 занял. Гролс и Малибука. Малибука топ-39. Гролс топ-46. Призовые за топ-15 50 тысяч баксов. Ну такое. Не так уж дохуя, но все равно приятно, как говорится. Съездили точно не просто так. Залутали бабок. В любом случае 50 тысяч долларов это пиздец. Это много. Это много. Тут все пишут тизер, тизер, тизер пишут. Тизер, бро, тизер, тизер, тизер. Тизер, тизер. Бивон Солос. Даже европейцы ждут, чтобы был соло-режим. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо. Сделай Бена. Я уже сделал, брат, он сказал да. Сделай уже Бена, а то забудешь. Осуждаем. О! Блядь, нету анонса, сука. Да, нету анонса, все, они не будут его делать. Ладно, давайте дадим Кагури рейд за его старание, то, что он там кричал, сделал майку, все дела. Передавайте Кагури привет. Всем спасибо огромное, кто сегодня был и вчера, и позавчера со мной на стриме. Большая вам благодарность. Кто фолловится на мой ТГ, кто фолловится на мой канал, давайте, я рейд даю Кагури, передавайте ему привет. Всем доброй ночи, чат, ББ. Хуякс, рейдик полетел. Погнали, ребят, Кагури. Погнали. Давайте, чат, всем доброй ночи, хорошего настроения. Рейжу. Хуякс.